It's a bit of a transatlantic El Clasico, I'd like to think. Tribe NA and SK have a score to settle as always, 1-1 in tournament appearances as of late. That's going to be an incredible matchup as well. Let's talk about our predictions so far. Tough day to call, indeed. So far, you know, a bit of a stumble for you there with that reply totem game. Myself and Ready said. Всем привет, ребята. Как слышно, напишите в комментариях, все со звуком ли нормально. Собирался 18:45 запустить, но успел пораньше, чуть-чуть, чем планировал. Поэтому мы немножечко застанем четвертьфинала. Сейчас уже отыграли Z Division 1 и реплей Тотем. Выиграл Z Division 1. Стамина против Team Quest отыграли и выиграли Стамина. Теперь мы посмотрим Tribe Gaming против Z Division 0. И после чего посмотрим Tribe Gaming против SK Gaming. Ох, будет жаришка. Ну и после этого, конечно же, полуфинал и финал. Кто же сегодня заберет главный приз? 400 тысяч долларов! Вот это, блин, вопросик. Так, скину в телеграмчик ссылочку, что стрим начался. They dropped around to this Zest team who are plucky, who were just refusing to lay down. Tom, for me, a standout on this Tribe team. Так, все, в телеграмчик скинул, ребят, всем привет, всех рад вас видеть, поддерживаем лайкосиками, пока что уведомления почти никому не пришли, нас что-то прям 20 человек, почему так мало, где все остальные, и сейчас пока мы всех ждем, ребят, зовите друзей, зовите всех, пускай залетают на стримчик. Сейчас будут играть Tribe и Z, да? Но Tribe EU. Вчера против Нави играли Tribe NA, а вот они будут играть против SK. Это немножко сейчас другой Tribe, сейчас будет играть не тот, что вчера обыграл Нави, но после мы посмотрим, как именно тот Tribe будет себя показывать. Привет, Паш, мы с одного города. Привет, Доширак. Звука нету? Какого звука нету? Давайте посмотрим, давайте разберемся. Звук должен быть. Привет, Паш, привет. Звук есть, пишет, все нормально. Итак, встречаем команду Tribe EU. А что у нас расшифровывается EU, кстати? Европейский Союз, я так полагаю, да? EU. Так, кто из участников Tribe Gaming выиграл в мировом финале раньше? Ну, Линайн, наверное. Линайн? Нет? Том выиграл. Окей. Так, народ подтягивается, ребят, поддерживаем лайкосиками. Стрим только запустил, мы только начинаем. Впереди финал, впереди самое интересное. Tribe Gaming NA, что означает NA? NA это натрий. NA. Ребят, напишите в чате. NA Северная Америка? Пишет Северная Америка. North Америка. Итак, смотрим. Tribe Gaming против Z Division 0. Кто, думаете, победит? Вчера, кстати, очень неплохо себя показывали Z Division 0. Там такой камбэк устроили нереальный, но вначале проигрывали, потом показали нереальный камбэк. Кто затащит, не знаю. Тут на самом деле очень сложно прогнозировать, кто из них сможет победить. Вот, я в прогнозах поставил на Tribe, но опять же, фиг его знает, как оно реально будет. То есть, видите, у меня по стамина прогноз сбылся, по тотему не сбылся. Здесь
Здесь я поставил на Tribe, но не знаю, может быть и Zero Division Zero затащит. Потому что вчера нас Division Zero капец как удивили. Мы все видели, какой камбэк они устроили. Что-то невероятное показали. Вообще, они могли не оказаться сегодня вообще в игре. Потому что их, ну, там могли, ну, в любую секунду выбить. Их соперники, которые играли сначала нереально круто. Во втором дне Division Zero играла у нас против бразильской команды. Бразильцы прям себя, ну, вначале очень хорошо показывали, но потом расслабились, к сожалению. Так, жалко было бразильцев. Да, Вика, согласен с тобой. Бразильцы, наверное, сейчас очень горюют, что расслабились. Многие наверняка им за это предъявляют. Вначале себя показывали отлично, 2 победы взяли и потом 3 победы отдали. Ну, такое. Посмотрим, кто сейчас из них победит. Реально очень сложно понять, Tribe либо Zeta Division. Но вот мои предположения были, что Tribe победит. Посмотрим. Напишите в комментариях, как вы считаете, Tribe Gaming либо Zeta Division Zero. Кто из них затащит? Опять же, напоминаю, это не тот Tribe Gaming, который выиграл Нави. Это другой Tribe Gaming. Напишите в комментариях, как вы считаете, кто из них затащит. Звука... Что значит звука нету, ребята? Что значит звука нету? Кто там пишет, что звука нет? Давай я прибавлю звук. Какого звука нету? Звук должен быть. О, ты пораньше запустил? Да, чуть-чуть пораньше запустил, чем планировал. Есть звук. Zeta затащит. Отлично. Наверное, Tribe. Тебя троллят. Звук есть. Все, окей, звук есть. Ну и самое главное, все хорошо. Ребят, поддерживаем лайками. Давайте хотя бы 300 лайков добьем для начала. Нас все-таки смотрит чуть больше 300, а лайков 150. Не забываем про лайк. И всем приятного просмотра, ребят. Как забрать Тару? О, ребята, как забрать Тару? Ну, Тару легко можно было забрать в первый, во второй день, сегодня уже третий. Но нужно было сделать голосование. Вот, и по прогнозам там получаете очки, за которые вы можете получить Тару. И также во время боя будут всякие такие вопросики и прочие способы получить больше очков. Качество у меня отличное. Почему плохое? Качество отличное, просто вы у себя в настройках поставьте лучше качество. Итак, первое состязание, награда за поимку. Интересная карта. Здесь часто берут Вольта, здесь часто берут Еву, здесь часто берут Сквика, здесь берут Бонни, здесь берут Тика. Тик забанен. Ева, кстати, забанена. Карл, кстати, здесь тоже неплох. Вольта, скорее всего, кто-нибудь возьмет. Я смотрю, Вольт нигде не забанен. Вольт на этой карте почему-то очень популярен, кстати. Вот, поэтому, может быть, кем-то он будет взят. Смотрим, будут ли брать Вольта. Джин. Окей. Джин тоже неплох. Отис очень популярный на чемпионате мира. Его берут практически в каждая команда, в каждый режим берут Отиса. Что-то невероятное. Нужно всем присмотреться к Отису. Не зря его везде берут. Рано запустил. Так я говорил, что запущу на полуфинал и на финал. А я запустил сейчас в четверти финала. Ну, в середине четверти финала. Так что рано запустил, да. Так, Джанет. Zeta Division Zero берет Джанет. И посмотрим, что же возьмет Tribe. Будет ли Вольт? Будет ли Вольт? Вот это интересно.
Вообще на эту карту действительно вольт частенько берется, и кто хорошо играет за вольта, разносит в пух и прах всех. Не знаю, сейчас будет ли вольт от кого-то. Гавс. Что значит плохое качество, ребят? Ну, у меня качество отличное. Вы у себя поставьте качество хорошее, ребят. Ты будешь разыгрывать скин на так. О, Сквика, я вам говорил, что здесь в начале сказал, что Сквик здесь тащит. Да, взяли Сквика. Как я, по-вашему, разыграю скин на Тару? Если скин на Тару мы получаем вот на чемпионате. Смотрим чемпионат и вместе получаем за баллы, которые мы получаем за просмотр. Блин, я не понимаю, ребят, что пишут про качество какое-то. Если у меня качество, ну, идеальное. Это у вас с интернетом что-то, ребят? Итак, смотрим первый бой. Трайб у нас снизу, Z Division сверху. Я ставил на Трайб, поэтому не знаю. Сейчас посмотрим, смог ли я угадать со своим прогнозом. Хотя здесь примерно равные силы, вот на мой взгляд. Так. И вот опасный стат. Сейчас Трайба заберут. Линайна сейчас могут забрать. Линайн мансит. Я не понимаю, как он выжил. Линайн, но его добивает. Что вытворял Линайн? Просто там от двух от мансил киллы наделал. Но, к сожалению, Карл его забрал. Линайн, конечно, очень хорошо сейчас себя показывал. Но чуть-чуть не хватило. Pretty punishing here. Tom still has some of those gadgets left, so that sort of really high peak of Squeak's efficiency and effectiveness in the early part of these rounds is still available to Tribe. Счет 5-11 в пользу Z Division, и, скорее всего, сейчас Z Division рашить вообще не будет. Они засядут здесь и все, будут просто отстреливаться. А вот Трайбу придется как-то вот сближаться с Z Division. Промахнулся Джин, к сожалению, Джин промахнулся, не смог он ухватить Джанет, но Линайн добивает Джанет. 10-15. Все равно по-прежнему Z Division лидирует. 12 секунд остается до конца. Что-то нужно резко предпринимать. Что-то нужно резко делать. Итак, мы видим, забирает одного. Забирает другого. 15-17. На 2 балла опережает Z Division. Нажмите на гайку, потом качество, другой выберите 720. Причем здесь 720? Можно выбрать 1080, ребята. 1080, максимальное качество. Но если вы смотрите с телефона, то можете 720 выбрать. Если с компа, с телевизора, то максимальное ставьте качество. Качество отличное. Тимофей Новиков, привет. Привет из Рязани, привет. Trade's getting some healthy poke, but he's not ready for Crew to come in from the bush here. Tribe definitely looking a little maladroit. Мы смотрим то, что Z Division просто разносит Tribe. Сейчас они их давят, забрали центр, не дают подойти Трайбу вообще. Ну, действительно, обе команды очень сильные, и тут было нереально предсказать, вот как на самом деле, кто из них затащит. Поэтому сейчас будет очень интересное противостояние. И, кстати, я сейчас поставил минимальную задержку. Вчера на стриме просили. Я поставил минимальную задержку. Может быть, от этого там у вас что-то с качеством, я не знаю. Хотя у вас не должно менять, по идее. У меня вот качество отличное, 1080. Я сам смотрю параллельно свой стрим, ну, чтобы видеть, как, отображается стрим у меня. Вот, и смотрю, у меня в качестве 1080, все отлично.
Yeah, we need to see more connections with the magic hand because that really can be such a huge game turner. Kuru here low, but utilizing the sandbags. Очень жестко Zeta Division разносит Tribe, просто вообще не дает им никакого шанса. 2.20, это 2.22, это нереальный разнос. Я смотрю, уже АФК стоит Сквик. Давно ли он стоит АФК? За Сквика вообще не играет чел из команды Tribe. Сквик просто стоял на месте. У меня всегда загрузка, но интернет хороший. Я не понимаю, что у вас за загрузка. Вот реально, ребят, у кого какие проблемы? У меня вот все отличное качество стриме. Так, давайте, короче, давайте опрос сделаем. Какое качество стрима? Какое у тебя качество стрима? Отличное. Норм. Плохое. Так, давайте, короче, опрос. Сделаем опрос. Проголосуйте, у кого какое качество стрима. Сейчас мы это с вами выясним. Я лично свой стрим вижу в 1080. 1080 это максимальное качество, которое я сейчас выдаю на стрим. То есть в максимальном качестве я смотрю. Конечно, не 4К, там, не 2К, не 4К, но я в 2К и 4К ни стримы, ни ролики никогда не делал. Вот. Хотя, если хотите, можем сделать такой эксперимент. Но мне кажется, вряд ли кто-то будет оценивать, типа, 4К ролик по Бравл Старс. Вот, но 1080 это самое то. Отличное качество. Все, мы опрос сделали, большинство проголосовало за то, что у большинства качество отличное. Гол эксперимент 2К. Можем, конечно, попробовать 2К Бравл Старс, ну такое, мне кажется. Да, может быть, правда, снять какой-нибудь видос, какой-нибудь экспериментальный, типа 2К или 4К, что-то такое. Итак, следующее это у нас нокаут на этой карте. Идеально подходит Рика. Рика это просто имба. Если я не понимаю, почему еще никто не взял Рика, потому что Рика здесь просто разнос. Джин здесь очень хороший. Рика, Джин это просто имба вообще на этой карте. Вот, Джин, видите, Джина берут. Сейчас будут брать Рика. Либо Гавса могут взять, либо Рика, либо Гавса, но Рика круче, чем Гавс, здесь однозначно. Я буду удивлен, если не будут брать. Карл здесь тоже хорош, Карл. Но Рика я бы брал бы как можно быстрее, чтобы не взял никто из соперников. Кто догадается взять Рика? Я вчера тоже советовал, там, берите Бель, Нави. Они не взяли Бель, соперники взяли и выиграли за счет Бель. Берут Гаса и Рика берет. Будешь брать Рика? Трайб думает, стоит ли им брать Рика, либо Бастера решили взять. Но Бастер вообще контрит Рика, очень жестко, причем контрит Рика. Но у Бастера должна быть ульта. Без ульты он, конечно, не контрит нифига. Вот. Но Рика здесь действительно очень-очень хорош на этой карте. Я обычно всегда, когда играю на этой карте в соло там лиги, стараюсь банить Рика. Либо брать Рика. Также сюда хорошие метатели, типа Тика, Грома, но Тика и Гром забанены. Спраут, видите, тоже забанены. Метатели, вот именно эти метатели здесь тоже очень хороши. Будет ли браться Рика? Смотрим. Я не понял, Джин-то уже был выбран. Что нам показали Джина? Он уже был выбран. Отиса выбрали они, но просто почему-то
показали, что типа Джина выбрали. Выбран был Отис. Отис это самый, мне кажется, самый популярный бравлер этого чемпионата мира. Это Отис. Его берут в каждую, ну, в каждой катке, в каждом режиме какая-нибудь команда да возьмет Отиса. Почему-то его считают нереально имбовым. Ну, конечно же, его усилили, у него ульта теперь и наносит постоянный дамаг, помимо того, что не дает атаковать соперникам, но еще и дамажит. И мы видим то, что Z Division просто разносит команду Трайба. Трайб специально в яд ушел, чтобы не дать набивать команде соперников ульту. Это нормальный ход, я сам всегда так делаю. И когда пуш в путке, я обожаю нокаут, это мой любимый режим нокаут. Поэтому я по нокауту как бы шарю, типа, что зачем это делается. Нельзя. То есть, если вы видите, что не вы везде один против троих или один против двоих, если видно, что контра, то лучше уйти в яд, чтобы не дать соперникам набить ульты для следующего как бы, раунда. Так, смотрим. То, что у Бастера сейчас есть ульта, это очень неплохо, но то, что Джин с ультой, это большая опасность. Джин нереально хорош на этой карте, Джин это большое тоже преимущество, но мне непонятно, почему Рика никто не взял. Так, Бастер потерял свою ульту, копит на своих. Итак, Бастер получил щит, пытается сближаться. И смотрите, что они делают. Выносят, Трайб выносит Z Division Zero. Но это еще не победа. Нужно еще один раунд выиграть. Паша, что думаешь по фильму «Тайна Старпарка»? Подожди, там был тизер только, фильм-то еще не вышел. Да он, мне кажется, и не выйдет никогда. Тизер просто бомба, просто пушка. Но мне кажется, они сделали тизер ради тизера. То есть, ну, типа, никакого продолжения даже не планировалось. Вот. Смотрим, Трайб и Зета сейчас играют наравне, никто из них не отлетел, но у всех есть ульта, это очень важный момент. Нужно опасаться Джина, не сближаются поэтому. Вот Джин сейчас может затащить кого-то. Если бы не щит. Оу, Линайна заблокировал Отис. Вот это поворот, вот это отличная игра Z Division Zero. И Zeta выигрывает еще и нокаут. Отлично просто сыграно. Ребят, не забывайте поставить лайк. Нас смотрит 400, а лайков 300. Давайте добьем 400, чтобы не было шуток про... Ладно. Короче, давайте добьем 400 лайков. Так, смотрим. Следующий бой, нокаут. Они еще не выиграли полностью нокаут. Нужно еще один нокаут выиграть. Поэтому следующая игра. Но тут давят. Зета задавливает Трайбов. И Зета просто показывает нереально крутую игру. Зета выигрывает раунд. Нужно выиграть еще один. Арчи, привет. Отлично, прошел Линайн с щитом. Двое на двое. Сейчас как раз Трайбы теперь давят Зету. И Трайбы сейчас могут выиграть 2 на 1. Отису сейчас нужно набить ульту хотя бы, это очень важный момент.
набить ульту для следующего раунда, хотя Отис может и выиграть, если грамотно завязает ульту на одного из соперников. Но в любом случае Отису в первую очередь нужна ульта. Как бы ни сложились сейчас обстоятельства, ему нужна ульта, чтобы это не стоило. Очень неплохо, тихонечко накопил ульту, все, он может спокойно идти в яд, что он и делает, причем специально, и это правильное решение. Итак, смотрим. Теперь у Отиса есть ульта, это большая опасность. Трайбы пошли по правой стороне, Zeta Division Zero пошли по левой, и вот это вот они разошлись, называется. Сейчас бы Джину вытянуть кого-то. Джин промахнулся ультой. Но всегда нужно бояться Отиса с его ультой. Отис это прям вот очень опасный реально Бравлер. Возможно, после чемпионата мира Отиса реально пофиксит, потому что это имба, которую берут почти все. Итак, мы видим 2-2. В размен ушли обе команды, но Трайб в свою пользу делает ситуацию 2-1. Здесь сейчас уже Джанет нужно играть до последнего, но, конечно же, это практически невозможно. Трайбы побеждают, сравнивают счет по нокауту, и сейчас следующий бой решит, кто же выиграл весь нокаут. Паша, почему актив на твоем канале так упал? Не знаю. Спроси, что полегче. Мы видим то, что Трайбы сейчас лидируют. Они победили одного из команды Zeta Division, но даже вдвоем Zeta может показать хорошую игру. Посмотрим. Сейчас самое главное Zeta Division сравнять счет в 2-2, вынести хотя бы одного из команды Трайб. Ну и, конечно же, Трайбам нужно не дать этого сделать. Отличная игра от Бастера, от Линайна, и побеждает у нас команда Трайбов. И мы видим то, что Zeta специально уходит в яд, чтобы не давать соперникам набивать на себе ульту. Теперь мы смотрим, Трайбы оказались справа, Zeta Division слева. Отличное качество, пишет подписчик. Спасибо. Three versus two, and Tom now just going to heal as well. But one pull from Kuru, and it's all level. Смотрите, в размен ушли 2 на 2. И ведь и ходят все рядом, все ходят вместе. Джину, конечно, бы и Отису бы ульту. О, Джину ульта, и они не смогли вынести. Сейчас вынесут Линайна, и Zeta тащит. Вот это жестко. А все потому, что успел Отис кинуть ульту на Линайна. Сравняли. И теперь вот этот раунд решит все. Это последний раунд, который решает, чей будет нокаут. Кто выиграет в нокауте.
Пока что абсолютно равные очки у той и другой команде. Последняя битва, последний заход. Так, мы видим то, что у Джина есть ульта. У Джанет есть ульта, у команды Зета есть две ульты, у Трайбов нету ни одной. Итак, выносят одного из команды Трайб, выносят второго, и остается последний Том. Том против троих, но Тому уже сдаваться нельзя. Ему нужно биться до последнего. Стараться один в соло уничтожить троих. Но это, конечно же, невозможно, но он будет биться до последнего, потому что по-другому уже никак нельзя. Все, это выигрывает полностью нокаут команда Zeta Division Zero. И мы переносимся в режим Brawl Ball, который может быть последним для команды Tribe. Зеты нас удивляют, и вчера удивлялись, сегодня показывают отличную игру. Zeta Division очень серьезная команда. Но самое интересное, конечно же, будет противостояние следующее. Это когда будет играть Tribe Gaming NA, которые вчера выиграли Нави, против СК, который я считаю, и большинство, я уверен, тоже считает самой сильнейшей командой этого чемпионата. Буквально через игру Brawl Ball мы посмотрим это противостояние. Ребят, поддерживайте стрим лайками, давайте хотя бы 500 лайков добьем, остается немножечко. Задержки не должно быть. Сейчас я, кстати, проверю на задержку. Сейчас я, кстати, проверю. Да, задержки практически никакой нету. Ну, там, может быть, секунды 3, там, 4-5, не знаю, не больше. Вот. Я поставил минимальную задержку на стрим. Не так, как вчера была задержка полминуты примерно. Качество стало ужасное. У меня качество отличное. Я не знаю, что у тебя за качество, что у тебя с качеством, но это у тебя что-то. Я смотрю в качестве 1080. У кого качество плохое, нажмите на шестеренку, и там качество поставьте лучше. У кого качество плохое, у вас с интернетом что-то. This team, you thought, when Tribe EU, they'd finally shaken the monkey off their back, right? They dispatched Na'Vi, who were the ones that knocked them out, last year, of course. A really disappointing end to their campaign. Getting a chance to go up against a team like Zeta Division Zero is something that, of course, you're equally excited about and also pretty scared of. This team brought the consistency. Паша, что ты так поздно? Что поздно? Что конкретно поздно? Я, наоборот, рано сегодня. It's kind of the team that has everything in Europe, but everything may not be enough. Let's see now as we head into Sneaky Fields. Камбэк может быть все что угодно. It's a very aggressive game mode, as we know, and Sneaky Fields just seems to bring even more of that out of the mix with so many options in terms of brawlers and metas to consider, and Tribe are not taking any chances. Banning out the Nita, not the first time we've seen that today. Ну да, мне тоже кажется, что Зета затащит. Они что-то прям показывают очень мощную игру. Трайб что-то прям и сделать особо ничего не может. Странно. Когда будет следующее видео? Слушайте, я хотел и постримить, и видосики позаписывать, но я думаю, что сейчас это просто не очень актуально, когда идет чемпионат мира по Бравл Старсу. Только вот из-за этого я не выкладываю сейчас видео и стримы, то есть я хотел постримить Mobile Legends, но не делаю это, потому что я уверен, что сейчас всем больше интересно узнать, что, какие дела на чемпионате мира по Бравл Старсу. Матч стамины нет, я пропустил. Я начал как раз вот стрим вот с игры
Tribe Gaming из этого Division Zero. Но да, мне уже говорили, что там камбэк какой-то нереальный был. Yeah, and we've seen it in every set so far. And if it ain't broke, why try and fix it? But then combining it with the Carl, I just don't know whether it's за кого голосовать, но уже поздно что-либо голосовать, уже голосование не работает. Нужно было раньше голосовать. Сейчас можно добивать очки именно между играми будут вопросы задаваться, и там за них дают достаточно много очков, если вы правильно угадываете. Итак, Гейла берут, сейчас игра Бравл Бол, команда Tribe взяли Гейла, взяли М. Я просмотрел, какая там карта, Сники Филдс. Не очень помню, как выглядит эта карта, потому что у меня Бравл Старс всегда на русском, и карты все на русском. Почему зависает? Ребят, я не знаю, что у вас проблема с зависанием. Возможно, есть какая-то проблема с тем, что я поставил минимальную задержку. Из-за этого может быть что-то, какие-то лаги, но я надеюсь, что не должно быть. Потому что многие пишут, что у них все в порядке. Ничего не зависает и отличное качество, ребят. Не зависает, пишет. Ребят, это у вас что-то с интернетом. Нету лага, все топ. Не виснет. Все отлично, все отлично. У кого что-то зависает, это у вас проблемы с интернетом. Я стримлю на максимальном качестве и с минимальной задержкой, чтобы вы понимали. Saves Division crew as the brawler came out, and I don't know, it's going to be a bit of a first for me actually to see a brawler like Barley in Sneaky Fields, in all honesty. But I quite like it. I mean, the Sticky Syrup mix could be the gadget of choice with the Ash, so Trage will have to be cautious of that. But so frustrated. Look at him. Oh my. Так, Бравл Бол, интересная карта, закрытая карта. Вчера на этой карте играли Нави и проиграли на этой карте. Посмотрим, как сыграет Tribe из этого Division. Very low and does quickly go down. It is Zeta Division 0 now pushing forwards and starting to lock down Tribe into their own spawn. Drage is just speeding into Kuru as well. It's just actually working out. Мы смотрим, Зета просто разрывает Трайбов, просто не дает им вообще жить, они выходят и тут же их добивают. Я на эту карту вообще никогда не беру метателей, вообще никогда. Но Zeta Division выбрали Барли, и Барли очень жестко напрягает соперников. Для меня это даже немного неожиданно, что выбрали Барли на эту карту. Ну вы посмотрите, что они делают. Они просто не дают соперникам вообще никак выйти из ворот. В то же время они сами тоже не забивают. Они добивают соперников. ПКД как бы одного убили, другой возродился, этого убили, но почему-то к воротам не приближаются. Конечно, Барли это очень неожиданный такой вот поворот. Но смотрите, что делает Барли с этим Эшем, к примеру. Эш, ты должен за 2 тычки вынести Барли, но Барли просто дико его напрягает. Очень дико его напрягает, и Эш не может даже дотянуться до Барли. И они все время их прижимают к своим воротам. Они захватили центр Zeta Division и не дают подойти. Но сейчас будет открытая карта, и игра, может быть, совсем в другую сторону пойдет. Потому что Барли уже будет не так легко. Барли на открытой карте будет себя очень плохо чувствовать. И сейчас Трайбы могут вынести Zeta Division. Хотя, знаете, и Эш тоже себя не очень хорошо будет чувствовать на открытой карте, поэтому тут равная примерно, все равно равная история примерно. Так, Эш идет, удар, и красиво в уголочек забивает гол. Трайбы
выигрывает первый матч в броуболе, но это еще ничего не значит. Нужно выиграть еще один. I didn't see that one coming. There's no margin of error here for Tribe Gaming. They have to win this set. There's no more freebies left. And the strategy was perfect. Wait it out, suffer the punishment, the pain, and then deliver it tenfold. Gonna have to make a repeat of that, and now Zeta Division 0. They're wise to these shenanigans. Maybe they push a bit harder now. Chappie has got the flying hook, remember, as well, and everyone's starting to line up. Мне кажется, что трайбы решили эту тактику оставить. То есть, видите, они мяч оставили у себя в углу, в нижней части карты справа. И пошли просто, просто сражаться с соперниками без мяча. Игра без мяча. Все для того, чтобы, возможно, просто затянуть время и дождаться, когда будет карта открытая. На открытой, видите, они даже заблокировали, Гейл заблокировал вход к мячу. Вот, и хотят также отыграть, как и первую игру. На открытой карте затащить. Они чувствуют преимущество свое на открытой карте. А на закрытой карте, вот видите, против Барли очень сложно играть. Барли кидает ведь через стенки, ты от Барли никуда не отмансишь, ты не видишь, где он находится, а Барли всегда может тебя достать. Вот это вот как бы опасно. Но когда карта открывается, Барли уже не такой опасный бравлер становится. Поэтому они по-прежнему всю игру мяч держат в углу, не вытаскивают, ждут, когда карта полностью раскроется. No sticky syrup mixes left for Kuru now. Drage has a window and opportunity to start to close the gap. Not on this live, though, as Kuru just serves him one up in person. Звук убавить, ну, блин, давно бы сказали, ребята. У меня и был звук убавлен. Просто кто-то писал в начале, типа, звук плохо слышно, я прибавил. Окей. Вы всегда говорите там, что по звуку, я, конечно, поправлю. Как я и говорил, да, так оно и происходит. Трайбы держат до конца мячик у себя в углу. И смотрите, опять же, мячик держит у себя, то есть это вот у них такая была тактика, ждать открытия. Дождались открытия. Вау, подлетает, Карл выносит Эмз. Не сможет подойти Эш. Поможет ли в этот раз им эта тактика? Возможно, сейчас будет просто либо 0-0, либо могут Zeta Division зажать трайбов и забить. Посмотрим, что произойдет. Буквально, я думаю, что мяч, просто они мяч не отдадут. Вау, Карл подходит, бьет и промахивается поворотом, но Барли забивает. И Zeta Division выигрывает полностью всю игру против трайбов, причем по всем абсолютно 3 режимам подряд. Шикарный пас, да, шикарный пас. Возможно, это был продуманный пас, я не знаю. Может быть, он действительно чуть-чуть промахнулся поворотом. Но Барли отлично сыграл. Себе громкости микрофона. Ребят, подождите. Я убавил звук. Ну, давайте еще убавлю. Я убавил звук самой игры, короче. Самого чемпионата. Вы у себя сделаете погромче, если тихо, наверное. Громкость норм пишут. Не, ребят, все норм.
Подождите, получается, еще не выиграно полностью Броубол. Решающие моменты в Броуболе. Счет 1-1. Трайбы хотят камбэкнуть, и трайбы забивают. Что происходит? Что происходит? Я уже подумал, что Z Division полностью затащила. Пишет, прибавь звук. Какой звук? Общий звук вы прибавляете сами у себя на устройстве. Общий звук. Я могу прибавить, типа, звук самой трансляции, которую мы смотрим. Могу убавить, могу прибавить. Так, только посмотрите этот гол. Посмотрели. 2 балла получили. Вот, смотрите, этот момент, он бьет. Это, возможно, был и пас, может быть. Но очень интересный, очень опасный пас. Если это пас был, это очень опасный был пас. Можно было по прямой паснуть. Мне кажется, он пытался забить. Да, все норм со звуком, я тоже так думаю, все норм. I mean, put everything that Tribe dished out together and compare it. It's mind-boggling they were able to get that win. A chance to breathe here, of course, and for Tribe to try and reconvene. И по итогу у нас получается, Трайбы забрали полностью Броубол. Трайбы выиграли Броубол, вот это жесть. 21 килл, да, я видел, просто капец какой жесткий типок. Добрый вечер, Данил 214. У меня кода поддержки нету, к сожалению. Разработчики перестали давать коды уже давным-давно. И у меня его никогда и не было. Так, следующий режим у нас гемы. Мой самый нелюбимый режим. Вот это я всегда всем говорил, что вот гемы я больше всего не люблю в Бравл Старсе. Вообще не играю в гемы. Но как бы сейчас посмотрим, как будут играть в гемы наши участники. Что все спрашивают про какой-то спрей? Что за спрей? Как получить спрей? Что за спрей? Где вы видите какой спрей? О каком спрее вообще идет речь? Если бы был код поддержки, я бы тебя поддержал. Спасибо, но у меня не будет кода поддержки, скорее всего, никогда. Коды поддержки ввели... Ну, когда там, давно, там года 2-3 назад, да, вот, выдали пару ютуберам и отменили, короче, коды поддержки для стран СНГ. Вот, и мне не достался код, да. Отменили там, потому что у них там какая-то Supercell и PayPal, какая-то там у них... проблемы, что-то такое образовалось. Короче, не знаю. И, в общем, кодов у меня никогда не было и, скорее всего, не будет. Так, ну что же, давайте посмотрим. Трайбы взяли на мид 8 бита. Очень часто на эту карту берется именно 8 бит на мид.
с телепортом, конечно же, чтобы, если что, с гемасиками телепортнуться и спрятаться за стеночку. Но мы видим, как жестко набирает кристаллы Zeta Division Zero. Как они жестко себя показывают во всех режимах. Да и в броуболе они могли бы выиграть, но вот чуть-чуть не повезло им. Мы смотрим, 150 хп у 8 бита. Это прям вообще любая тычка. Он бы сейчас отлетел, но выживает. Все просто задавили. Zeta Division просто задавила соперников. Не дает им выйти с респы вообще никуда. Все, 10 кристаллов набраны. И я думаю, что трайбы сейчас и не смогут и даже камбэкнуть, потому что они все очень далеко находятся. Так, смотрим. Один Сту пытается подойти, забрать гемы, но это нереально сделать. Zeta Division забирает первый матч в гемах. Но очень интересная комбинация у Zeta Division, потому что, как бы это нестандартный пик, абсолютно нестандартный. Взять на фланг Пенни, взять на фланг Пока, когда зачастую этих бравлеров берут на мид. И взять, на мид нормально, то есть как бы эти все три бравлера и на мид подойдут, и на фланге вот они все как бы распределены. В общем, очень неожиданный пик от Zeta Division, и этот пик тащит. Как мы видим, они очень хорошо отыгрывают им. Алихан, добрый вечер. Tom will try and ward him away, but Kuru seems largely unperturbed. He'll drop his gems in enemy territory, though. Lenar wants to go aggressive, but he can't catch Tensai. And Charpy playing a great bodyguard here. А теперь мы видим, что наоборот, трайбы зажали Zeta Division. Трайб взяли контроль, не выпускают Zeta Division. Аноним, посмотри, пожалуйста, у меня на канале. Я оставил стрим в общем доступе. Там можете полностью послушать всю мою реакцию в прямом эфире. Как бы все мои комментарии по этому поводу. Так что, пожалуйста, пересмотри. Можешь отмотать на определенный момент, где играли Нави, посмотреть мои комментарии. Так, ну что же, мы видим то, что Zeta Division забирает 10 кристаллов. И причем идут в наглую на респу к трайбам, ничего не боясь. Показывают просто, знаете, небольшая издевочка такая над трайбами. Zeta Division закончила матч с 10 кристаллами на одном персе, который находился на базе трайбов. Ну что это такое? Это просто издевательство какое-то. Вот так вот они изи вынесли трайб. Да, и трайбы вылетают. Но это не все трайбы, это трайбы Европа, Европейский Союз трайбы. Но нас ждут сейчас самый интересный матч. Это трайб НА, Северная Америка, против СКА Гейминг. Вчера Tribe Gaming NA выиграла команду Нави в сухую. По всем боям, по всем матчам. Нави не смогли выиграть ни единого, не то что режима, ни единого боя. Единственное, по-моему, был бой в ничью у Нави против Трайбов в броуболе, когда Нави всю игру держали мяч. Дождались, когда карта станет без стен, и просто время закончилось, никто никому не забил. Это единственное, что смогли вчера сделать Нави, сыграть один бой в ничью, а все остальные бои проиграли, к сожалению.
Вот, и мы сейчас посмотрим, как сыграет команда, которая выиграла Нави, против СК. Я болею за СК. Я думаю, что СК сейчас покажет мощную игру, и трайбы сейчас должны, мне кажется, проиграть. Я болею за СК. Кто за СК плюс чат, кто за трайбов минус. Давайте посмотрим, сколько нас. Давайте голосование сделаем. Начать опрос. За кого болеешь? Так. Трайб. СК. Короче, ребят, ставлю опрос. За кого болеешь? Трайб или СК? Сейчас мы узнаем, кто у нас тут за кого. Голосование запущено. Tough one, of course. Tough pill to swallow for Europe, but they still have a hope left in the game. And Tribe, as it happens, also still have something left to. Вышка, привет. Вадику Бакину большущий привет от Шампанова. Так, короче, ребята, голосование у нас запущено. 25% за Трайба, СК 75%. А знаете, почему 25% за Трайб? Потому что это примерно 25% людей во всех голосованиях голосуют за первый вариант, ну, потому что он ближе всего. Вот серьезно, если бы я поставил СК первым, а Трайб вторым, то было бы намного больше за СК. Это, короче, в любых голосованиях, в любых опросах абсолютно. Будь то сейчас в Телеграме какой-нибудь опрос, где угодно, там, в любой соцсети, любой опрос, кучу процентов будет за первое голосование, потому что люди нажимают просто, чтобы посмотреть, как другие проголосовали, не читая, не смотря, что там, да, то есть просто нажали и так, где там реально, ну, типа, за что люди голосуют. Поэтому в любом опросе за первое процентов 10, 15, а то и 20, а то и все 25 будут проголосованы просто так ради, вот, ну, типа, посмотреть. Реально такая тема. Ладно, завершаем опрос. Striking the most recent blow, I guess you could say. We saw Tribe go up against a Na'Vi. They did look themselves. I think that's like the safest way to put it. MMA obviously showing up there. Нам показывают, как против Нави играли Трайбы. Вот сейчас вот будут Трайбы играть против СК. Трайбы показывают, что... Трайбы, конечно, прям в сухую вчера выносили, но... Возможно, сейчас также поступят с СК с ними. Вот. Ребят, поддержите стрим лайком, зовите друзей. Сейчас как раз будет очень интересный момент. 59% голосов за СК, 41% за Трайб, 41% тоже очень большой процент, так что может быть все что угодно. Let's move across and talk about Tribe's opponents in this matchup, SK Gaming. Look, I think they draw probably, you know, on paper the weakest team here at the Brawl Stars World Finals. Look, I don't think that's being insulting. Had so many issues. Да, я болею за СК, да. Вот у меня здесь по прогнозам, то есть я вот ставил на СК. Болею за СК, да. Там играет Гуэле. Гуэле это офигеть какой крутой игрок. Один из лучших в мире игроков. И он вчера показывал нереально крутые результаты. Remind themselves that this is Tribe Gaming NA that they are facing. Here's a question, right, for SK. Like, how much of a warm-up did that matchup sort of function as? Yes, they can get acclimated to being on stage and sort of, you know, Semantic was still screeching his head off, by the way, and one player on the other side of the field. But again, that's him, that's his energy. You know, don't take anything away from him. But for Tribe here, I know there's a lot on the line. There's a score to be settled. Опять пишут пиво. Да какой, блин, пиво, ребята? Это минеральная вода. Короче, это не реклама. Читайте.
Вода минеральная, природная, лечебная, столовая, блин. Питьевая, газированная. Это не реклама, ребят. Это не реклама. Просто заколебали. Вчера пишут, чё, пиво пьешь? Да. Нам все равно это пиво. Ладно, как хотите. Итак, Tribe Gaming. Какое животное сопровождает хозяйку енота в пене? Енота в пене. Наверное, панда или собака. Может быть, попугай? Ну, вопрос. Хозяйка енотов, блин, животное попугай. Он туда пиво перелил. Так, ребятки, давайте лайкосик не забываем. Сейчас будем смотреть, смогут ли СК отомстить за Нави. Et les adversaires, évidemment, je suis un peu pris en otage, je suis exactement là où les supporters sont là. On va la refaire en anglais aussi. We know what's the next team, right? We see all of them. We ready? SK Gaming! For SK Gaming, this matchup is their ultimate rivalry. Рычалсу, вкусное пиво. Chaos and Pedro won't be underestimating their opposition, but they do have the luxury of being able to reflect back to MSI, where they secured the win over Tribe to make those grand finals. Historically, the World Finals haven't been kind to SK, but today they are looking to step out of that trend and show the whole world why they deserve to go all the way. Лаки 2. А это у тебя что, второй аккаунт? Лаки 2. Игноришь? Я не видел твои сообщения. А, ты имеешь в виду в этом? Я не очень понимаю, где там в Mobile Legends, если ты мне писал. Не очень понимаю. Я тебя в друзья добавил или нет в этом, в Дискорде? Я тебя просил написать сюда, на стрим, свой Дискорд. Я тебе кину заявку. Я не помню, я тебе кидал или не кидал. Пиши мне, если что, в Дискорде, потому что в Mobile Legends я не очень шарю, где там что смотреть. Видел пост Трайбов про Нави? Да, видел, но, блин, ребята, я знаю сейчас, какой там, типа, резонанс этот пост, типа того, все это обсуждают, все такое, но, блин... Ну, это прикол просто, блин, ладно. Ну, я понимаю, но может быть, это, может быть, кому-то кажется, что, типа, токсики, они не киберспортсмены, это низко, да? Ну, может быть, не стоило так прикалываться. Ну, блин, я не считаю, что это прям... Если бы они бы сейчас по КД начали, там, пост за постом, там, типа того, прям, ну, типа, наседать. Ну, какой-то прикольчик свой, да, выложили, все такое. Я думаю, что будет идеально, если сейчас СК их выиграет, и СК сделает точно такой же пост, только с трайбами. Прям вот это. А если СК не сделает такой пост, давайте мы сделаем такой пост, и где СК стоят, и также трайбов, ну, то же самое сделать, короче, и зафорсить такой пост. Почему бы и нет? Так что болеем за СК и ждем пост такой же от СК. Но я не считаю, что это какой-то прям, типа, что они теперь, ну, типа, какие-то совсем недостойные. Ну, просто кто-то с юмором, кто-то поприкалывался, кто-то там повеселился так вот. Но я не думаю, что там была какая-то агрессия в сторону Нави или еще что-то. А там фиг его знает.
October in the quarters to Obey Alliance of all teams who they've said sort of, hey, we actually have trouble with Obey Alliance. I mean, the team obviously not representing here, but one you should definitely. Хаос, поздравляю тебя, старый. Ну что же, СК против Tribe Gaming. И первый режим — это у нас награда за поимку. Мы видим, сразу же в бан улетает Спраут, Бастер, Джанет, Карл, Пенни и Пайпер. Возможно, будут браться Броки, Генерал Гавсы, Отисы, Тик будет браться. Тик, видите, сразу же. Я предсказываю, но просто я типа шарю, как бы, что берут на различные карты обычно. Могут и Джанет взять, но Джанет, как бы, я бы не стал брать, но многие берут. Бо, я считаю, что Бо, он всегда очень хорош. Но на этой карте никто не брал Бо в прошлый раз. Джин. Когда стрим по Mobile Legends, я хотел вчера постримить, я хотел сегодня постримить, но я просто подумал, что, типа, идут чемпионат мира по Бравл Старсу. И, вряд ли кто-то пойдет смотреть сейчас Mobile Legends, когда чемпионат мира, куда, возможно, многим интереснее. Поэтому стрим по Mobile Legends завтра, обязательно, прям 100% завтра запущу. With that exact brawler, and the roughs is just incredible. This is very, very powerful. Again, really important to have some sort of wall break if you have a composition that wants to take advantage of that. Zeytis, поздравляю тебя, старый. Roughs just incredibly well-rounded brawler. SK are going to get to lock in two, one after another, and yeah, no surprise here. This Otis pick really favored by them. Gear. Да, на этом канале будет стрим по Mobile Legends завтра. Мини-игры. Я хочу стрим запустить по мини-играм и на стриме поиграть с подписчиками, а потом самое прикольное вырезать на ролике, короче. Такой вот у меня план есть. Но пока что, видите, все планы отменил чемпионат мира по Бравл Старс. Комменты читают. Блин, а что я сейчас делаю? Я сейчас как раз отвечаю на все комменты. Ребят, не надо спрашивать меня там про пиво, какое лучше там и все такое. Я пью минералку, блин, какое пиво? Какое пиво? How the wall break abilities are going to be used in general. When they come out, obviously, as Livy has the option to use that as part of gadget, whereas for Ruffs, it's baked into the super. Как ты относишься к поражению Нави? Я вчера все сказал на стриме. Полностью, чтобы посмотреть мое мнение, посмотрите вчерашний стрим, он у меня на канале. Отмотайте на игру с Нави. Но мое мнение то, что были ошибки в выборе персов. То, что там они Белль отдали соперникам, это была прям фатальная ошибка в режиме сейф. Я вообще не понимаю, почему они не взяли Белль, потому что они взяли Лолу, и видно, что соперники возьмут Белль. Это было очевидно просто. Почему они не взяли? Очень странно. И этот ангелбой, я не очень понял, почему он играет, и возможно у них не сыгранность с ним. Может быть, переволновались, но что-то пошло явно не так. По пикам они прям вот им очень не повезло в горячей зоне. То, что пикнули Спраута соперники, это все зарешало. Спраут там просто все зарешал. Но они не ожидали, Нави, что пикнут Спраута. Но вот в броуболе
У них реальные были шансы затащить. У них был нормальный пик, я не знаю, почему они не затащили. Возможно, Ангел Бой. Причина в нем. Возможно, так. Но опять же, это лишь мое мнение. Так, ну что же, смотрим. Сейчас равно идет игра. Tribe Gaming побеждает СК. Tribe Gaming выигрывает первый раунд. Гуилев, мне кажется, зря Тика взял. Лучший Тик в мире это... Вы знаете кто? Лучше бы Тика кого-нибудь другого взял. Гуилев у них самый сильный, я думаю, игрок, и ему надо было какого-нибудь посложнее взять перса. Сейчас СК лидирует за счет своей звездочки, но главное ее не отдать. Воу-воу-воу, чуть не отобрали звездочку. Вы видели, как мало хп осталось? Зажимают трайбы, зажимают СК. Воу, вот это, блин, жесткая игра от трайбов. Tribe Gaming выдает что-то нереальное. This control has all been with Tribe Gaming. They've been dominating that side of this game, and SK have got to take some of this back, remove some of that control, and start to confirm some of these kills. Semantic's already gone through all of his fat splatters now, so forget about those. 50 секунд еще. Пытается СК зажать трайбов. О, Джин снова вытягивает. Вот Джин практически все звезды в основном и, мне кажется, набирает. Даже если не он добивает, но он помогает всей тиме, короче. Вытягивает, и они их добивают. Очень жесткая у трайбов Джин помогает всей команде. And they even got a chance to bring this back. There's a lot of stars on the map, but they've got no time now to push this. Unless Chaos can get a lovely lineup here, it's possible. А прикиньте, сейчас будет новый мем, где трайбы выложат подобный пост, только теперь с СК. Это будет жесть. То есть такая команда, которая всякие мемы фигачит, выиграет чемпионат мира, прикиньте. Кто-то пишет причину проигрыша Нави, то, что меня там не хватало. Вот, поэтому, ну ладно, это, конечно, шутки. Вот. Паша, спасибо, ребята. Поддерживайте лайками, не забывайте, давайте 1000 лайков добьем на этом стримчике. Паш, я сейчас отправлю коммент по поводу ДС. Сюда, прочти, это важно. Давай, лайки, жду твой коммент. Ты команду создавать собираешься? Ну, знаете, короче, можно попробовать, но это будет, знаете, больше по приколу, что ли, да? Потому что... Потому что, как бы, типа, ну вот эти все команды, они кучу лет играют уже, и все такое, там, вместе, и все такое. Но надеяться на то, чтобы попасть на чемпионат мира, шансов практически никаких. Учитывая, что я еще и так себе, ну, типа, ну, выше среднего уровня игрок. То есть я не какой-нибудь там топовый игрок. То есть мне еще надо будет, придется учиться целыми днями играть. А вы, кстати, не любите, когда я играю в Бравл Старс. Ну, в смысле, пушу кубки и все такое. Вы особо не любите такие ролики и стримы. Поэтому вряд ли.
that could be really devastating on this map. We've already seen Buster try on this one in the past. Amber, definitely one that teams have. Так, Лаки куда-то пропал, что-то хотел написать и ничего не написал. Следующая карта гемы. Yeah, I think that, you know, for me, Tribe Gaming NA in the North America and Latin North region really do understand just how much value Amber can get on this particular map, but it's going to leave things open a lot for still some aggressive brawlers, but I think B here is a shout. I mean, they've got a... Итак, следующая карта гемы. Что у нас тут забанено? Сюда, кстати, Джанет часто берут всяких там Пенни. Сам много что можно взять. Хоть Карла, хоть Эмз, хоть Тару. ПМ сюда часто берут на мид. СК тащите. СК взяли Пенни. Пенни, скорее всего, на мид пойдет у СК. А у Трайбов Макс. Coming in at just the right time, snatch the gems away, take away all that momentum in one single play. But surely they've got to back this up with Gene now. And Max and Gene, as we know, is like such a wonderful pairing to have. There's almost nothing you can do about it when you have Gene gets speed boosted at you with that magic hand. Yeah, just forget about it. It's cake and ice cream, isn't it? You know, it's not a healthy snack, but they go with Janet. Алекс, да, согласен, Алекс сильный игрок, да, они очень сыграны, тем более с Петей. А вот Ангелбой, я вообще даже не знаю, откуда он взялся, что он там с ними делал. Почему Джина не берут, спрашивает Арчи. Да, кстати, Джин не забанен. Джина сюда на мид очень часто берут, но решили не брать. Карл, как я и говорил, Карл очень сильный здесь перс. И Ворон от СК. А почему нету Сквика? Да не берут обычно сюда Сквика. They can get just one tick of that poison onto a gem carrier, that could ruin Tribe's day. I feel like I don't want to say it's got to be a Gene, because ultimately, Tribe Gaming NA... Почему ты грустно сидишь? Yeah, I mean, this is exactly where you want to... Потому что я не попал на чемпионат мира по Бравл Старсу в Диснейленд. Я очень мечтал в Диснейленд, не попал, и вот сижу грустный. Что за спрей? Про какой спрей вы мне все время говорите? Так, Пока. Но вот мне кажется, то, что у Трайбов с Пока очень сильная комбинация. И с Макса, с Джанет они могут реально зарешать. Мне кажется, у Трайбов сильнее пик для гемов. Так, Гуиле забирает одного. Пока что в пользу СК по кристаллам, но мы знаем то, что в гемах это ничего не значит. Еще кучу кристаллов нужно забрать. Сравняли по кристаллам 4 и 4. «5-5», прям равно идут по кристаллам. Мне кажется, кристаллики, они падают кому-то ближе, кому-то дальше. И получается то, что у кого кристаллик ближе, тот и забирает. 6-6. Видите, так оно и происходит. Поэтому равное количество кристаллов. Вот этот кристалл по-любому Трайба заберут, то есть его
СК не будут пытаться взять. Он далеко. И следующий кристаллик. А, вот, забрали как раз СК. Мы видим 7-7 по кристалликам. Сейчас, скорее всего, придется играть до того момента, пока не выбьют кого-то из держателей кристаллов. Либо одного, либо другого. Кристаллик забирает. Тот, кто уронит все кристаллики, возможно, и проиграет та команда. Потому что идут по кристалликам прям равно. Нужно забрать сейчас 10-й. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Чуть не погиб, но выжил из команды Tribe. И выбивают из СК. Выбивают кристаллы. Кристаллы забраны. Теперь 11 кристаллов СК, но это ничего тоже не значит. 12 кристаллов. Вот теперь может команда СК затащить. Потому что трайбы не смогут добрать 12 кристаллов. Им нужно выбивать. Им нужно выбивать в любом случае кристаллы. И выигрывает СК на 1 кристалл. Вот это жесть. Но это еще не полная победа в гемах. Потому как нужно еще один бой выиграть. Да, не успеет. Все верно. Лаки писал, что какое-то сообщение напишет, но так и ничего не написал. А, или ты в Дискорде сообщение? Я не знаю, где ты имел в виду напишешь. Look, Zulan can't really win this side lane matchup without A, help, or B, his super. If he doesn't have those and Gear's able to close the gap, look how quickly he's built up that tailspin. It's very, very bad for the Puerto Rican on this right side. You've got to remember as well that every time these two teams face off, it goes to the fifth and final set. Now we're starting to believe that that is truly possible, as it wasn't really the case in the previous one, as Livy be a bit cautious here on his HP and try to keep his... Так, ну что же, мы смотрим следующую игру. Такая же ситуация. Берут по одному кристаллику, каждая команда, тот кристаллик, который ближе к ним. Смотрите, и Трайбас забирает один кристаллик дальний, который находился возле команды СК. Воу-воу-воу! И СК забирает кристаллик. И давай, Пенни. Забирай кристаллики. Забирает СК все кристаллы забраны. И теперь им нужно просто продержаться 10 секунд. Я думаю, это изи будет сейчас для них. И они выиграют полностью гемасы. Так. Зажимают, выбивают у них кристаллы. Чуть-чуть время себе взяли трайбы. Но нужно снова выбить кристаллы именно у Икоса. Именно у Пенни нужно выбить кристаллы. Но это уже нереально. СК выигрывает гемы, и счет становится 1-1. Так что СК может вполне победить трайбов. И будет веселый пост, как СК победили трайб. The same mindset, same approach as we saw in the first map. So both teams played pretty conservatively till towards the end of the round, right? That's when the risks start to be taken. Semantic doing well to collapse on towards that Janet a couple times, really get value out of the slowing toxin here. And again, Gear, always a threat. As soon as you catch it as Livy without the phase shifter available, those gems are getting spilt on the ground. Спарки, нет, мне не донатил Лаки. Мы с ним просто играли много раз в Mobile Legends. Вот, и он вроде бы нормально играет, и поэтому я его хотел добавить в Discord, чтобы с ним играть в Mobile Legends. Если ты тоже хорошо играешь, то я могу и тебя добавить. Просто я тебя не знаю, а вот с ним я много раз играл. What a game for Guille. I mean, look, the Poco is great, but that's the last pick. That's the pick you really want to be the difference maker. The thing that really characterizes your team comp. Instead, you spend
10 киллов сделал Гуиле, смотрите. Most of the time, the ones with stuns and the like. Yes, Poco is scary, very much so in a 1v1 sense, but he didn't quite have enough. Давай, Арчи, ждем. At least a 50-50 in that lane is what you're looking for, and he couldn't even get that. Я играю в Бравл с iPad, ребят. Тут просто спрашивают. Итак, это нокаут. Обожаю эту карту. Здесь имба. Это Сквик. Сквик самый имбовый. Кто возьмет Сквика, тот и выиграет. Потому что Сквика не забанили. Вот стопудняк. Сейчас кто возьмет Сквика, тот и выиграет. Сквик нереальная имба здесь. Просто вот надо сейчас брать Сквика первому попавшемуся. Также Гром здесь хорош будет. Спраут, да, Спраут, Гром, Сквик. Потому что Тик забанен. Гром, Сквик, вот здесь сейчас будет очень неплохи. Также можно там уже потом Бейль там взять. Кто еще не забанен? Карла можно было бы взять. Отиса берут. Отиса. Либо Сквика, либо Грома, либо Карла. Вот что-то такое нужно брать. Ну, Бейль там еще можно. Вот, Бейль, видите. And the bell here, the reload gear, it's just gonna have such a good time, isn't it? I mean, especially those later rounds. Basically, come on. I hope Tribe have got a good response for this, honestly, because Sprout would be great for control, but even with that, you've got to combine it with some aggressive sub-range. Бабушки и дедушки приходят на чемпионат мира посмотреть, но я не видел. Может быть, в зале и правда сидят чьи-то бабушки и дедушки, но, возможно, они действительно чьи-то бабушки и дедушки, короче. Может быть, кого-то из участников чемпионата. Brings this level of burst damage that you just don't expect a sort of support-oriented brawler to be able to produce. It catches you by surprise because you don't know what the fourth shot is. Стоит в следующий раз ехать туда смотреть первых рядов? Не могу ничего сказать, я там не был. Вот, так что буду, расскажу. And to be honest, it's gonna have something which is lacking right now, which is a bit of control for me. But Fang is a staple diet here. Surely that's the aggressor they're gonna go with. Grom though, an underrated one, a very underrated one. Actually, much the sort of thing that I'd expect to see in North America. Так, Гром, как я и думал, что Грома возьмут, либо Грома, либо Сквика. Видите, взяли Грома. Сможешь не отрываться от чата где-то минуту? Ой, ребята, Лаки, ты писал последний раз там минут 20 назад, и вот сейчас еще раз написал. У тебя минута 20 минут длится, что ли, Лаки? Ну, не знаю, постараюсь посмотреть на чат. Но он не такой быстрый чат, чтобы он прям летел. Итак, мы видим сейчас игру блин, нокауте, блин, режим нокаут. Я хотел назвать дуэлями их почему-то. Режим нокаут. Again, obviously playing outside of the cardinal direction, so trying to play diagonally from that center. Bud is really important, but you have to predict where the bud's going to hit. Так, Спраут заблокировал, но это не страшно для Грома. Вау-вау-вау! От Грома был гаджет, но не очень удачный. Зажимает Гуиле, Гуиле идет в яд, у него есть ульта, смысла ему нету сейчас давать набивать ульту на себе.
but they're definitely looking a bit woozy. They need to pick me up, don't they? Try and make that look so good. Locking the whole thing down, and as soon as the weaknesses of the crack started to show, finalizing it beautifully so. Что все про спрей пишут? Я сам не знаю, что про спрей. И что вообще за спрей? Either way, he'll have another super available, and in a pinch, they just want to catch someone out and then pull the bush out if they have to. He has got the wall again, and slow on the right-hand side there from Zulan. Will leave Semantic in a bit of a precarious spot now, but coming back in and starting to close the gap, and does return some very healthy fire there onto Zulan. Good connections as well from Guille. Да, напишите в чат, что за спрей тут спрашивают. Какой-то спрей всех хотят. Yeah, absolutely. Этот спрей, он был в Бравл Толке. Рассмотри этот Бравл Толк, Бастер на моменте, когда говорят... Так, и Трайб выигрывает. Выигрывает первый нокаут. Спрей. А что, кому-то давали этот спрей или нет? I wasn't sure it was going to happen. It looks like it's Livy didn't either. Maybe trying to protect it. It looks very unclear what the point was behind that hedge there. Benefit of the doubt, though, we're going to give that to him. He obviously isn't pleased either way with the outcome of that round, but Tribe still get it. So here we go again. Good jukes. Не, ну Tribe Gaming что-то прям разошлись. One of these buds gets thrown in. Pretty hard to hit. I mean, Chaos is trying, but it's Livy. He's able to get some progress now, moving up. Because he's not taking any damage. That super is now online. And we have a lane swap here. So Semantics actually wanted to try and go here in towards Tyrant, but Zulan also swaps to Mini. Гром отлично попал дважды по Спрауту, но не добивает его. Seen better days there. Semantic really starting to put on the pressure. Here comes the gas arc, and Tyrant is down. Так, 2 на 2. Оу, и теперь СК тащит. That was pretty close there. Chaos and Livy struggle to really interact with each other at length here. Okay. Сейчас непонятно, кто же затащит. Оу, вот это ульта от Грома, вот это, блин, удивил. Так, 2 на 2, 2 на 2, но Гром добивает. Отлично, отличная игра от СК, от Грома. Но тут нужно будет Трайбу играть до последнего. Нельзя сдаваться, потому что иначе это будет проигрышный нокаут. И, конечно же, его с легкостью добивает. 2 на 1 здесь, конечно же, очень сложно. Но, получается, сравнялись по нокауту. 1-1 в нокауте. И теперь этот матч зарешает. Кто же заберет нокаут? Мне кажется, очень самое важное, это вот кто из метателей, кого перебьет. Вот то, что вот на миду идет вот это вот сражение. Потому что если одного из метателей выбить, то уже считайте 100% победа. Поэтому вот эта вот игра между Спраутом и Громом, наверное, самое важное. Заблокировал. Опять они доигрывают до сужения карты. Просто... О, Гром затаскивает. И это, конечно же, будет победа СК. Но опять же, это не полная победа. Нужно еще раз победить.
Опять смотрим. Я прям вот слежу именно за Громом и за Спраутом, потому что вот от них зависит практически все. Другие могут по флангам вечно перестреливаться и, ну, типа, не сильно это будет решать, но вот метатели здесь очень решают. So cautious, rightly so. Shift a hand, you can connect it and land those amplified shots. Try really to make this a 3 versus 2 realistically. They're going down too late towards the end. The great slow there from Zulan again, but сейчас, я думаю, опять будет карта уже сужаться. Да, уже сужение карты идет со всех сторон. Мы видим, карта опять маленькая становится. Блокирует Грома. Отлично, смотрите, Трайб выносит всех и сравнивает счет. Тем и интереснее становится противостояние, и мы видим то, что 1-1, нокаут, и этот матч решающий. Карта немного поломана. Теперь мы видим, поменялись местами. Гром зашел слева, также меняется и Спраут. Потому как они метатели, им открытая карта не нужна. Очень интересная такая завораживающая битва-то получается. Смотрите, а продавливают, Трайбы продавливают СК. Они уже зашли на мид, на середину карты. И их давят. Смотрите, задавили и Грома. Гром отлетел. И это победа. Это победа Трайб Гейминг. Трайб Гейминг забирает нокаут. Но еще не вечер. Еще не окончена битва между Трайб и СК. Впереди Броубол. Показывают нам повторы. Remember what we said at the start of that round? Zulan being in, a quote-unquote winning lane against an Otis has to turn that into something for the rest of his team. And it's actually Tyrant that gets involved with the Kooky Popper there, sets up the kill, and then they collapse on the rest of the map. I love the hedge, as Livy has a fantastic very first round with the hedge, right? He gets a nasty double kill, and finally he gets value with it, catching Eye Chaos between it and the gas. So much patience from as Livy, but that's what gives him the win in the end. Лаки опять писал тогда, типа, минуту посмотри, и не вижу от него ни одного сообщения. Лаки, просто Лаки. Так, ну что же, мы видим, и Каус дизы ставит. А вот Зулан ставит лайки. А, еще и два чела из Трайба ставят лайки. А теперь, ребят, Броубол. Вот такая вот карта. Now this is, of all the game modes, an SK gaming mode, isn't it? It really is. So in terms of the draft, I hope that Tribe Gaming NA... Ты можешь рассказать в видео, какие награды на Новый год? Да, я думаю, что скоро будет множество информации по Новому году и так далее. Так, ну что же, Трайб выбирает первыми. В бане у нас Вольт, мы видим, Бастер. Сту не в бане. Сту могут взять, очень популярный бравлер здесь. Пенни популярно. Отис тот же самый.
Гавс. Ну, я думаю, что Сту должны брать. Сту здесь очень хорош. Карла еще сюда берут. Карла, либо Сту, что-то такое. Фрэнка пишет. Никто сюда Фрэнка не будет брать. На каких-то, на низких кубках, конечно, да, можно взять Фрэнка. Но тут ребята играют по-серьезному. Задержка чата. Когда ему сообщение доставляется? Я не могу. Я уже 30 сообщений отправил. Вот вижу твое первое сообщение, мистер Лаки. А вот то, что у тебя точка в конце, так и надо или там не должно быть точки? Мне кажется, не должно быть точки. Так, друзья. Так. А как добавить друзья в Дискорде, блин? Вот кнопка. Все, Лаки, я тебе отправил заявку в друзья, принимай. И напиши мне сразу же, типа, привет, что-нибудь такое, потому что я потом тебя не найду. Без точки, да, понял, без точки. Отправил, но напиши мне что угодно, там, привет, напиши, все. Потому что, чтобы я тебя нашел потом в моих друзьях, вот, когда буду стримить. Итак, Сту, как я говорил, Сту, Отиса, конечно же, берут. Биа. Те возьмут Карла, возможно. С СК, возможно, Карла возьмут. Либо Гейла, либо Карла, либо Гейла возьмут. Я думаю так. Вау, Спайк, неожиданно. It's not the strongest of brawlers in terms of the meta, but it is a safe pair of hands. Kerbal can get those angles and also. Паш, собирай свою тиму. Ну, да, мне вообще нравится вся эта тематика. Я бы, может быть, и попробовал бы, да. Ну, не с учетом того, чтобы там выйти в чемпионат мира. Но так, принять участие в отборах, там все такое. Но вам же это не интересно. Это отнимает очень много времени. Я не смогу пилить развлекательный контент, который у меня на канале. А такой контент киберспортивный никому у меня на канале не интересен почему-то. And Gear can't do anything. He's still sat back in that corner waiting to heal up. Oh, this is devastating for Tribe. Fancy footwork, but no super to hand. As Livy tries to pass the ball. Wouldn't have been able to get the shot off. Taking it slow and steady as Livy now with a beautiful angle. I don't know how he even connected that tap, but he did. Now another breakthrough there. Salty barrel though to the face as IKL starts to stand his ground. And now the curveball as well as Livy is forced back. Так, смотрим. Если сейчас СК выиграет, ну, в общем, Brawl Ball, то будет 5-й матч. Вот это было бы интересно посмотреть. СК сейчас зажимают трайбов. Сейчас, если они их пробьют, то это будет стопудовый гол. Я не понимаю, почему Спайк так далеко тусуется, как бы. Is Levy dealing with a lot of AoE damage on the ground here, whether it's from, fat splatter or, of course, that penny turret, which is a real pain in the neck right now for Tribe Gamer to deal with. Honey Molasses got thrown down, was instantly destroyed. Так, смотрим. Блин, Спайк никак не может добить Золана.
charges of that left though, so Semantic's going to be safe behind a lot of that architecture for the rest of the round. Yeah, they just like to demoralize their opposition, don't they? Just keep throwing everything. Вот это вот прикольный способ мансить от спайков, которые юзают вот эту ульту с закруткой. Нужно, короче, встать в определенное место. Ну, это обычно, короче, чуть правее, чуть снизу, короче, от того места, куда вот прилетает тычка спайка. И когда идет закрутка его колючек, то у вас ничего не попадает. Вот, видите, они все так вот мансят от спайка. Что спайк, вот, видите, спайк вообще урона не наносит. Вроде бы, казалось бы, столько колючек, они летят по кругу, но ни одна колючка не попадает, потому что это, ну, это уже как бы обычный такой вот способ уворачиваться от тычек спайка, и все киберспортсмены это знают. Looking scary on the beat here. Playing back from Semantic now as Chaos goes awfully low. 15 seconds are left in the round. Tyring not healthy enough to make the play. Trying to dodge the curveball here, and that's the last life plant. Видите, как классно мансят от тычек спайка. Просто идеально. 0-0. What a tense one. But you got to hand it to Tribe. I mean, for the majority of the time, they were the ones on the ropes. And твой ник Карл, да, помню, был какой-то Карл. Вика, но в броуболе, броубол это самый распространенный режим для ничьи. То есть в любых других режимах ничью практически, ну, нереально сложно получить. А в броуболе ничья практически постоянно. Когда играют сильные команды, и обе команды сильные, ничья бывает настолько часто, что этому удивляться, ну, нет никакого смысла. Потому что перестреливаются всю игру, но к воротам не дает ни одна, ни другая команда подойти. Потом дополнительное время, и также перестреливаются, никто не может подойти. Ничья самая распространенная. В гемах ты там один гемчик забрал, там, да, на один опередил, тот выиграл. Там все просто. В сейфе чуть-чуть больше урона нанес по сейфу, чем соперники, выиграл. Ну и во всех режимах так, то же самое. А вот в броуболе ничья очень часто. Нет, на чемпионате мира ничья тоже не редкость. В броуболе, да, вот мы вчера видели, Нави сыграли в ничью. Но это не потому, что кто-то прям хорошо сыграл или плохо, а потому что весь матч Петя ММА держал мяч и не давал ни союзникам, ни соперникам. Но это была тактика такая. Они держали весь матч мяч, не играли в мяч. Потом открылась карта, и просто никто не смог забить на открытой карте. И все. Ну, типа, это распространенная тема в броуболе. Ну, я не знаю, одна ничья была или не одна, может быть, еще были ничьи. Ну, я не говорю, что каждый бой ничья, но это в броуболе, типа, частое явление. Ну вот сейчас сравняли 1-1, сейчас будет дополнительное время. Может произойти такое, что никто никому не забьет. Может быть и такое произойти. Вот мяч лежит, но к нему никто не... ну, все боятся подойти. Потому что подойдешь, тебя вынесут. Оу! Вот это идеально было! Не стал рисковать брать мяч и с ульты бить куда-нибудь в угол. Не знаю, я бы рискнул бы, я бы попробовал. Но он, видимо, может быть, понял, что шансы очень малы такого гола.
На тот момент только одна одна Бея была. И типа можно было попробовать. Вау, поджимает и удар поворотом, это гол! Вот это да, вот это да. Трайб забивает гол. Сейчас, если Трайб выиграет Броубол, то это будет полная победа Трайб над СК. Надо было все-таки пробовать, да. Надо было этого семантик, да. Пробовать бить с ульты. У него была ульта. У соперников только одна Бея защищала ворота. Ворота-то большие. Можно было попробовать пробить с ульты. Я не говорю, что типа, что там стопроцентный гол был бы. Но он мог бы быть. Шансы были. The question is now, who wants it more? It's the last team left in the EMEA region at this stage of the competition. And SK have got to hold on for dear life. Guille goes down like chaos though, looking to earn another turret for safety. Лаки мне написал в ДС, пишут. А, вот, вижу. That utility trying to give themselves the edge as we approach the 1 minute 20 mark. Like that from Eslivi, hits the first shot. It's not the empowered one, but he goes for the iron hide straight after to try and guarantee the second. Так, все, вижу. In the corner, I think that's wise. Tribe do need to buy some time. But the penny turret is where now they have the problem. Down goes Tyrant as well. That's going to put even more pressure onto the backs of Eslivi and Zulan. Видите, мяч держит. Это очень такая распространенная тактика. Мы видели от многих команд, которые держат просто мяч. Потому что сейчас с мячом идти опасно. Куда безопаснее пытаться отдефаться просто. И держать мяч, чтобы соперникам было его тяжело взять. Как только станет чуть-чуть посвободнее, то, возможно, мяч заберут. A bit cautious, a bit overly so. The breakthrough opens up the right side of the map, so for Semantic to risk coming to get the ball exposes him to Eslivi, especially. To Tyrant there, you might thought that's a bit strange. I mean, he's shorter range than Semantic. Why would he take those boxes down? That's likely the reason why. Definitely securing overtime are Tribe. This one is going down to the wire. It's not a very good spot though for Tribe in this position, as SK have just got to really secure one singular kill to have it be enough to start moving forward. But here we go. Eslivi's the first to take the front, but tries to fire back and just missing 3 consecutive shots down to IKS. The fourth now connecting. Tara goes down. Now the ball will start to come in and make its way forwards a little bit here. They can start to juke more of these shots though, as they need to. Otherwise SK are going to be in perfect. Я тебе буду инфу по мобайл отправлять ДС. Да, Лаки, давай. Oh, the star power! The second chance allows him to get the kill. Another pin from Eslivi, and a huge way to relieve some of the pressure here. But we're running out of time. 27 seconds are left, and this ball now has started to get moving. The hopes of 2 continents on the line. Так, мяч на середине, но трайбы пытаются задавить СК. 14 секунд. 14 секунд. Тут сейчас надо только бить с ульты. Ну, короче, время уже тянуть практически нету никакого. Берет мяч и опять перепасовочка, бьет с ульты, но мяч перехватывается. Ничья. Вика, не так уж и редко. Надо чаек сделать. Мне кажется, надо чаек сделать. После игры, после полуфинала, точнее, перед полуфиналом пойду сделаю чаек, короче. Tribe still wanted to threaten, but Zulan was busy in the air. You don't get to decide when you come down there. You stay up until that super is over. So Zulan could only look on as the ball fell out of their hands. It's great stuff, isn't it? It really is. Both teams really making each other work for this, and you've got to. You're on the world stage. This is your shining moment of glory. That's 2 salty barrels already used by Chaos. The pressure's starting to mount now. Tribe are frustrated. Так, Трайб берет мяч и...
Изи гол. Изи гол. Чуть-чуть даже постоял, но это нормальная практика. Чуть-чуть постоять, то есть чуть-чуть лишнюю секунду выбить с матча, с победной катки. Теперь вот СК сейчас должны категорически жестко собраться, потому что это уже им 1 гол, и сейчас, если они ничего не сделают, то они вылетают из чемпионата. How poetic would that be? As that's the place where SK have had the ball for the majority of this year. Not like this, SK, not like this. They need to get the ball out, they need to get a pass through. They need to equalize this, or it is over. And that is a great tap from Livy on to Guille. And that's perfect. 2 big eliminations there for Tribe. The ball stays where it was left. Опять, смотрите, они держат мяч, они будут держать мяч до конца, потому что сейчас в их пользу уже 1-0, и теперь нет смысла даже пытаться забивать. То есть они будут держать этот мяч и дефаться тупо до конца. 20 секунд остается, и СКА должны сейчас максимально все делать для того, чтобы продавить трайбов. Они выхватили мяч, но это им ничего не дает абсолютно. Мяч снова спрятан в угол. Но такая тактика, да, такая комбинация. Держать мяч, но что ж поделать. В такой комбинации выигрывает трайб полностью команду СК и переходит дальше в чемпионате мира. Возможно, трайбы займут первое место, топ-1, и заберут $400 000 на чемпионате. Трайбы сейчас радуются. Я чувствую, что уже все в предвкушении нового мема, где трайбы разобрались с СК. Наподобие того, что они делали с командой Нави. Виков, ты за них болела? Но на самом деле это дает небольшой, знаете, ну, короче, респектик команде Нави, что они проиграли не абы кому, а тем, кто смог выиграть СК. А СК — это одна из сильнейших команд мира. То есть... Не все так просто, ребят. Зета будет против Трайб, говорите, да? Zeta Division Zero и Zeta Division One, обе Зеты заходят, кстати, в полуфинал. И Zeta Division Zero будет играть против Tribe. А Zeta Division Zero очень такая неожиданная команда, которая такие камбэки вытворяет, что просто жесть. Ну что же, чемпионат проплаченный, пишет Влад. Чемпионат мира по Бравл Старсу, где собраны люди с разных стран, да. Проходили отборы целый год, миллион турниров отыграли. Да уж, проплаченные. Нет. Короче, ребята, я пойду заварю чаек. И мы с вами смотрим, после чего полуфинал. Полуфинал — это будет сейчас жесть. Because dodging those penny shots is not easy, you know, and you can see on the other side of things exactly where they're going to be leading. Tyrant there picking up the MVP, and I for one agree. I mean, he's been so aggressive, and he's been a bit more, you know, refined this year. He's not getting overconfident too soon. Yep. He's just taking it calm and slow and making it play through the plays, you know. Yeah, his mechanics have been actually insane. Incredible stuff on the stew in that last map, setting up those crucial pinches on Semantic or Chaos quite often on the right lane or in the middle to give them the power play. I mean, they broke their script. They sort of, you know, broke their sort of normal streak of sitting and waiting. Tribe did at the start of that last round. They just pushed up the middle. They knew they had a brawler advantage, and they just brute forced their way into the goal, putting SK in a position basically you'd be unable to come back from.
I think this game really delivered. I think, you know, SK definitely was suffering a lot of scrutiny early. They managed to bring it back. But now, I guess the title, you know, the NA-EU rivalry, it definitely is over in the NA direction. There's much more to be decided here at the Brawl Stars World Finals, so ladies and gentlemen, 2 semi-finals to come. So don't go anywhere. This is the 2022 Brawl Stars World Finals, and we are just getting started. Hello! Так, а куда все ушли? У нас было 600 человек онлайн, а сейчас 370. Я же сказал, пошел заварить чаек. Вы тоже пошли чаек заварить? Welcome back, everybody, to the Brawl Stars World Finals, where we've just gotten all of our quarterfinals complete. 2 semifinals matches locked in, and ahead of that, the grand finals. Wow,
Запил. Пивасик заварил. Пишут. Да, заварил пивасик. Не знаю, вам видно? Аж пар идет. Look, it's been a good day to be a guy from NA. Let's check out the bracket and see how things have progressed along as well. NA teams in the semifinals as well as the two East Asian teams in those semifinals. Our first semifinal coming up. Zeta Division 1 versus Я не знаю. STMN. Ну давайте Zeta Division 0 вот так versus посмотрим. Tribe Gaming Наверное, не NA. видно. These two matches Но пар, surely наверное, will вряд ли disappoint. будет видно. Once again, it's Сейчас the посмотрим. culmination of a year-long effort to get here. Так, сфокусируйся. Блин, не видно пар. Но он так не фокусируется. Ладно, короче. Вот тут чаек, блин. Чаек, блин. Вот, короче, чаек. Все вам надо, блин, показать. Начинайте. Так, секунду. And of course, we have some differing opinions as well on how these next two semifinals are going to go. I'm really feeling the NA vibes, okay? We've seen good stuff from NA all day. I'm going with STMN, but it looks like you and the rest of the casters also went with Zeta Division 1, actually. Yeah, I feel like with Stetempo's performance today, I don't know who will stop him. Honestly, Yeah. if he performs like he did for the rest of the weekend in both the semis and the grand finals, for me he's gonna be the first two-time world champion ever, and actually the only one, because you know his teammates weren't on the stage last year. So much is on the line, so much crazy, so much history writing itself here at the Brawl Stars World Finals. No doubt, STMN in Zeta Division 1, it's coming up very, very soon here, but of course we need to get prepared as well, and also discuss Ну how что же, exactly this one is going to go down. голосование, смотрите, стамина против Zeta One, 76% за Zeta One. Я же проголосовал за стамину, по-моему. Versus a team that not a whole lot of people expected to do so well from the EMEA region. Yeah, no, certainly so. I mean, Zeta are looking very, very strong at the moment. And on the side of STMN, I mean, let's be honest, they popped off at the end of that match against Team Queso, but on the way there, it was a little messy. Голосовать уже нельзя, уже идет чемпионат, как бы, уже полуфинал, уже голосование закрыто. To be honest, but either way, let's get our teams on the stage. Semi-final number 1. Zeta 0 мне больше прикалывает, чем Zeta 1, поэтому здесь я за стамину, хотя стамины 24%. Все за Zeta 1 голосуют, но я за стамину буду. Как тебе, Ангелбой? Ну, посмотри вчера на стриме. Zeta Division 1, they have swept through their bracket in the previous days and today as well. Very convincing games versus Reply to them, an extremely strong team in EMEA and eliminating the second to last representative from the EMEA region. Now they're here to knock out one of the NA teams as well. And what a showing it's been. You brought up Stetempo. I mean, he's been an absolute powerhouse today. Oh yeah, I mean the world champion is delivering again. There were some questions, you know, coming into this year's World Finals if he would have the same caliber of performance that he did in 2021, and to me he surpassed it, so I can't wait to see how he performs here. Я тебе написал, прочитаешь после стрима, окей? Видео не получилось загрузить, но думаю, я докладно объяснил. Окей. Лысый ведущий, конечно, это мой друг, он разработчик игры Clash Royale, вот, но он заблудился и зашел на чемпионат мира по Бравл Старсу. И вот стамина идет. Я за стамину буду болеть. У них меньше всего шансов. Ну, в смысле, за них очень мало кто болеет, поэтому я болею за них.
Арчи, в душе я за стамину, но голосую за Зету. Короче, я за стамину, но все болеют за Зету. Давайте сейчас мы с вами опрос сделаем. За кого? За кого? Зета. Один и стамина. Так, давайте опрос сделаем, посмотрим, как у нас подписчики за кого голосуют. Но здесь мы видели то, что 70 с лишним там процентов за Zeta Division 1, а за стамину всего лишь 20 с чем-то процентов. У нас в чате тоже все за Zeta 1 голосуют, но я буду болеть за стамину. Я не знаю, что Лаки прислал мне, я еще не смотрел. Так, ладно, завершим опрос. Well, there's one thing that we've learned from the two Zeta teams. It's that going to a match point versus the other team in one of the earlier match days doesn't necessarily mean that you're off of your game. And we saw that proved by Zeta Division 0 and Zeta Division 1. They also went down one set versus their match day #1 opponent. STMN going down a couple of sets to Team Queso. Maybe we shouldn't think to ourselves that we know so much and just let the players tell it to us. Но победит, да, бесконечно ультамортица, как бы оно то ни было. На самом деле сейчас Мортис очень слабый перс, его все подряд контрит, и, естественно, мы Мортиса ни одного не видели за весь чемпионат, никто его не будет брать, потому что на Мортисе сейчас играть, он и так, ну, сложный перс, но он теперь еще и слабый стал. Очень много бравлеров добавили, которые абсолютный контра Мортису. То есть в мете сейчас в основном все бравлеры контрят Мортиса. Его сейчас апать нереально сложно. Раньше было, конечно же, Мортиса изи апать, но времена те прошли. And Zeta Division 1, really the one standout player for me that would step up to take that spot has got to be Moyagoku. He has been popping off today as well. Just, in my opinion, barely outshined by Shitetampo in today's competition. If Shitetampo gets singled out, I am very confident that Moyagoku will rise up to the challenge. But what happens if STMN just plays diff today? As far as the STMN roster, it's hard to single out a single player either as well. They are all doing very, very well today. But as far as a Shitetampo situation, I don't think there is just a single brawler, or rather a single player on STMN that we can pick out as a point of weakness or a point of strength here. It's not quite as clear cut, right? Because if we looked at their performances so far in the World Finals this year, Shitetampo statistically has just had literally every set had the most kills, the most damage, and sometimes by a long way while losing sets. You know, they've lost a couple. I think two actually so far. Там у игроков стамина нашивка Нави. Кто-то написал. Не понял. Прикол такой. Да, Нави уже выиграли, да, домой уехали. Остальные так за последние места сейчас сражаются. На их одежде. Где? А, Нави, да, вот Нави. Офигеть! А что это Нави тут делает? Наверное, они хотят поддержать Нави. No doubt he's a very skilled mechanical player, and it'll be interesting to see how he performs throughout the day. But if we even progress beyond just a player standpoint, we can talk on like kind of. А может быть, Нави им забашляли за рекламу? Привет, Firestorm. Давай КВ после чемпионата.
department as well. Let's get this one started. We're moving into Hard Rock Mine, and the bands, they're already up on the screen from the side of Zeta Division 1. Colonel Ruffs. Второй шанс Нави, не подведите. Ну, это, конечно, не Нави, но... Окей. Так, Стамина сразу же берет Отиса. Отис самый популярный, я опять в 100-й раз повторяю, бравлер этого чемпионата, на мой взгляд. Везде его берут все, либо банят, либо берут. Иначе Отис просто так, как бы, не сидит где-то невыбранный, короче. Да, Отис везде пишет, Вика надоел уже. A fair bit, has a lot of range, a decent bit of damage, especially if you pop a gadget as you hit your opponent. But also, you know, it's a support brawler that can keep himself up in case he really needs to stay alive and maybe win his lane, or help his teammate win theirs, which can be absolutely game-changing. Гемы я не очень люблю, конечно, они сейчас будут играть в гемы. Знаете, наверное, почему я не люблю гемы? Потому что, ну, не решает, если ты всю игру хорошо играешь, это нифига ничего не решает. Вот. То есть, например, играешь в сейф, ты всю игру чуть-чуть дамажишь, ты смотришь, что ты прогресс улучшаешь, как бы, и, ну, типа, если в какой-то момент резко время закончится, то ты даже выиграешь, потому что ты лучше по сейфу там дамажил и так далее. Здесь же ты собираешь гемы все, соперника постоянно выносишь, у тебя 10 кристаллов, у соперника 0. Но когда ты берешь 10-й кристалл, тут каким-то чудом твою тиму, допустим, который тебе фланги там охраняет, их выносит, ты остаешься один, тебя сбивают и забирают все кристаллы. Ну, типа, и ты думаешь, и нафига мы всю катку играли идеально, чтобы в конце какую-то одна ошибка и все, ну, типа... Ну, короче, мне поэтому не нравятся гемы. И причем ошибка может быть не твоя, а там кто-то один из флангов что-то упустил, и его вынесли, и потом, ну, типа... Короче, поэтому мне не нравятся гемы. Max might actually take the cake here. Here's Janet as well, and I really like this pick because you're able to throw down a turret to block a gene pull with it, and I think that's going to give them. Итак, мы видим то, что Джин, сюда очень часто берут Джина. Джина взяли Стамина. И вот, на мой взгляд, у Стамины поинтереснее пик. I don't think it's necessarily the best gem carrier on this map. I personally do prefer Stamina Scum by quite a bit, but if Kenji keeps snapping the way he is now, I might have to change my mind. Not only that, and Moyagoku has slows at the ready, and he's laned up versus Zar. Meanwhile, on the right side, OG's going to be taking on Shtetampo, already getting some damage down on the ground. Here's the turret immediately dispelled by Bobby. Some damage from... Но пока что мы видим Zeta Division преимущество по кристаллам. Но, как и я говорил, то, что преимущество по кристаллам нифига ничего не означает. Особенно сейчас, в начале. Very deep in Zeta Division 1's backlines, but it doesn't really stop him for now. Almost goes down to Kenji, but will find a point of comfort on the left side where he can pinch out Moyagoku. Прикольно то, что Отис бегает просто у них по их респауну. To find as many kills as he would have wished, but he is creating some space and is able instead of from picking up too many gems either. Bobby does have his full. Needs to be careful. He's getting pushed by Moyagoku, and that is gonna be a free kill. 8 кристаллов набирает Zeta Division 1. 9-й кристальчик, и сейчас 10-й заберут, и будут уже проблемы у Стамины, потому что сейчас никто не даст им подойти к этим кристаллам. А Zeta 0, нет, не играли. Zeta 0 будет, Вика, играть
здесь так, следующий. То есть сейчас Z1 со стаминой, а потом Z0 с трайбом. Да, я тоже за стамину болею. Но стамина сейчас в гемах ничего не сделала. Right now, positioning is still quite good for Zar. See if he can make something out of it as Moya and Kenji try to pinch him out. Will get him out of position, but now the healing buffs come into effect and max speed helps Bobby reach an extra gem. ZT0 против ZT1, да, такое возможно. Такое реально Вика возможно. Если сейчас выигрывает ZT1, то потом должна выиграть ZT0, и тогда в финал чемпионат мира выйдет ZT0 против ZT1. Вот это будет, конечно же, капец, как жестко. Trying to do something, gets exploited by the gadget from Kenji. No way, all the way in the back line. Shtetampo is gonna get a heist of 3 gems to walk out. А прикиньте, в каком-нибудь 2048 году будут на чемпионате мира играть ZT1, ZT2, ZT3, ZT4 и так вот это 16Z, ZT16. Прикиньте, все команды мира возьмут себе название Z и типа кто из них круче. And then he hits us with literally the perfect play. He goes in, kills the gem carrier in their spawn, steals the gems, gets away in a 1v2 with like 80 HP, gets a kill in the process as well. I mean, this guy is just on another level. He has perfected playing Brawl Stars. I mean, call it a flex if you want, but that's Лаки пишет, что если они в финал выйдут, то просто разделят между командами. Ну, не знаю, может быть и так, но сыграть они должны по-любому, чтобы, ну, хотя бы понимать, какая команда лучше. Но даже если они разделят все поровну, но сыграть они, мне кажется, обязаны. А то так можно сказать, что если все команды будут от одних же... Ну, как это назвать, да, киберспортивной организации, да, вот так вот, наверное, правильно. 16 команд от одной киберспортивной организации, да, которые все команды, лучшие команды мира взяла и под свой контроль. То они выходят на чемпионат мира и такие: мы играть не будем, все делим. Ну и смысл какой-то. Причем здесь один регион? Регионы разные, все 16, но Z1 и Z0 это же разные регионы, скорее всего. Разве нет? Это так же, как трайбов, два трайба. Трайб Европа и трайб Северная Америка, видите? Два разных региона, но они могли, ну, типа, сразиться друг с другом, то есть такое могло быть. Обо всем. Если я на твой какой-то вопрос не ответил, и ты говоришь нафиг смотреть, то, пожалуйста, уходи, тебя не держим. Можем даже тебя забанить, если ты очень хочешь. Там девушка или мне кажется? Уже, кстати, не первый раз кто-то пишет. Нет, это не девушка, это парень, я не помню, как его зовут. The draft is about to kick off. We'll have to see what game mode it is as well, because something to keep in the back of our heads is that Gem Grab is actually one of Zeta Division 1's best maps, or rather, one of their best modes. 71% win rates. Heist is coming up next as well, and this one is not really a standout for either team here, actually, so this has a potential to be that much more of a scrappy matchup in the second set. Yeah, definitely so. Сити Темпо его зовут, пишет Арчи. Сити Темпо. As we move on to some heist action, man, we've seen a lot of interesting things here lately. I feel like Safe Zone has become a very fun map. We saw Colt earlier brought in by Team K, so nearly worked out for them as well. The Nani
from STMN to counter the 8-bit. We'll see if we see some of those similar IDs brought onto the picture again, as they will be the ones going for 8-бит. 8-bit this time Неожиданно. compared to their previous match where they were facing it. Сюда могут взять Гавса забанили, да, этого Грифа, ломать стеночку, там проходить. Колец здесь вообще отлично. Кто-то сюда Дэрила даже берет. Бель сюда отлично подходит. Ну, сюда много кто подходит. Кольт, Брок, все такое. Гриф, вот как я предполагал. Гриф это обязательно идет на стеночку правую и ломает ее. Подруга или чемпионат мира? Шедевр братик пишет. Конечно, иди к подруге, если в этом вопрос. Чемпионат мира всегда можешь пересмотреть потом. Так, Сити Темпа Лолу берет. Паш, ты ведь тренер всех команд? Ну, вот видишь, раскусил ты меня. Откуда взял инфу? Кто слил? Division 1 with their next couple of picks. Pick number 2 for STMN is coming in. It's going to be Penny, actually. All right. I mean, I don't mind it. It's not necessarily something I think is necessarily the most meta brawler when it comes to safe zone. Especially since now, I mean, they're kind of forced out to bring out some sort of distraction. I would assume for stamina. I think it's alright. I think the risk is that you get a bad game where you are not quite able to set up and. Ой, опять Отис. Вот без Отиса вот ни одна игра не проходит. Ну что это такое, блин? Ребят, все возьмите на заметку. Берите теперь во все режимы Отиса, короче. Потому что, ну, не зря все команды берут Отиса везде, во все режимы. Удалите Отиса из игры. Хотя бы пофиксите его. Что его все берут? Я что-то не понимаю. Мне кажется, его должны пофиксить из-за этого, из-за чемпионата. Лаки пишет стамины из Мексики, а Zeta Division из Японии. Что, Бастер не взяли? Сюда никто не берет Бастера. Бастер здесь ничего не сделает. Это же сейф. И это сейф на открытой карте. Какой Бастер? Здесь большие расстояния и фланги, и открытые пространства большие. То есть здесь никак не поможет Бастер. О, здесь Сквика взяли. Я, кстати, не заметил. Взяли Сквика, Z1, взяли Сквика. Блин, это интересно. А Сквик, он, кстати, дофига дамажит по сейфу ультой своей. Ульта там просто мега. Вот, ульта есть. Не добросил он, не добросил ульту. Ни в кого не попал. Вот это, кстати, обидно, да? Но они все равно пытаются держать контроль за это один. Не дают вообще подходить стамине. Но оба сейфа не тронуты. Главное, смотрите, игра уже идет 40 секунд, но ни один из сейфов не получил никакого урона абсолютно. In the past, that sometimes that can be enough, and now that is going to be 2% damage on that red safe, which means that Stamina can no longer only play defense. They'll need to eventually go for a push of their own, but they have plenty of time as of now. Чисто пока что играют без сейфа против друг друга.
чтобы вынести просто команду соперников. Как быстро отреагировал Сквик на ульту Пенни, что ульта не нанесла никакого урона по сейфу. А, смотрите, уже 98%. Это получается, Зета нанесла урон стамине 2%. Где-то какая-то тычка, микротычка залетела, что ли? Да, микротычечка залетела. Всего лишь на 2%. Неужели они затачат за счет этих 2%? Неужели эти 2% сейчас решат? Какая-то микротычка случайно, причем, возможно, залетела. Потому что, ну, было 700 урона. Только 700 урона по сейфу попало. 700 урона зарешают, серьезно? Это не вся, это полтычки. Вот, есть еще несколько тычек. И еще дополнительные проценты все-таки добил Сквик. А то было бы совсем обидно, что типа 700 урона случайная тычка бы решила. Но нет. От клона Лолы тычка была. Случайная тычка от клона Лолы залетела. Арчи пишет. Жесть просто. 700 урона. Но Сквик потом, конечно, урона прибавил. Амбрелла, привет. OG trying to get towards that first damage booster. Already some damage on save. That's quite a bit faster than the previous game. But is that gonna be enough? As the tempo gets a clean kill on the right lane. Bobby is trying to find an angle. They should be able to find a pinch on tempo, but he gets the super down and oh, he chains it! tempo finds the kill, gets a ton of damage on save, and out of nowhere, almost 40% lead now in favor of Zeta. В сухую проиграли Нави, пишут, и также Клэш проиграли в сухую. Хотя обе были на третьем месте в участии. Что значит на третьем? А, ну типа совпадение? А, я понял тебя. Да, совпадение. Воу, смотрите! Стамина нанесла достаточно жесткий урон, но примерно равная ситуация. По 50% сейфы снесено с каждой из сторон. To Zeta Division 1 for now. A beautiful barrel from Zar there to just one shot that ego from Moya. Всего лишь разница в 2%. То есть сейчас любой, кто сможет подойти к сейфу, очень сильно зарешает ситуацию. 30 секунд. Любой, кто прорвется к сейфу, это будет победа. Достаточно просто, одну обойму свою выстрелить, то есть одну тычку нанести, и все, и это победа. Любой из сторон. 16 секунд. Не дают вообще вообще Но на 2% лидирует Zeta Division. Воу, смотрим, 1% и не дал нанести 8 бит урон по сейфу. Вот это жесть, вот эта игра. Ребят, мы сделали за 2 часа 1000 лайков. Спасибо. Вот. Давайте попробуем 1500. If they want to shut down the powerhouse of the Zeta Division 1. Well, we know what that could look like for STM, and we know what it's looked like in their very last match as well, except that was versus Team Queso, which is not Zeta Division 1, and вот, смотрите, момент, пробирался Отис, но не смог нанести урона.
higher average DPS, it looks like, and I think a lot of that just came down to Zeta Division 1 getting that damage when it mattered the most. Yeah, I think it's also about the positioning, right? The most part, the fights were on the top side of the map, which means that STMN, even if they go down, they respawn quicker, get quicker back into Ну что ж, Zeta Division выиграла уже 2 боя. Броубол затащили, Гема затащили, и теперь нокаут. The save, and the second one they did, but I mean it still was Zeta Division 1 that took it, and right now they are on fire, building up a ton of momentum and stamina. They need a miracle here in this third set. They really do. Well, thankfully, maps like these kind of offer those knockout. Почему ты не пойдешь отдохнуть на полуфиналы? Что это значит? Я не понял. 44% win rate for knockout, and for STMN, nothing really special to speak of on knockout. Not the best, not the worst. And knockout, of course, it's one of the newest in the game. It is the newest mode in competitive, and as a result, once again, a little bit less consistent. This is where STMN. Тебе жаль, что Нави проиграли? Ну, конечно, я знаю Петю, я знаю Кубика. Конечно же, я за них болею. Я как бы, я же не знаю других там, ни с кем вот там не общался, а вот этих ребят я знаю. Я единственное не знал Ангелбоя, я вообще был в шоке, что он у них в команде. Конечно, я болел за Нави, но я думаю, все болели за Нави. И Нави, к сожалению, ни одного боя не выиграли. Вот это вот прям самое обидное. Хотя бы разочек бы, блин, выиграли бы, но не выиграли, к сожалению. Как-то вот оно пошло не так. Где мобайл? Завтра запущу стрим по мобайлу. Right now, we have an invisible brawler. It's a Liam. It's a Liam. Well, I mean, they say you can be a mystery like Mameshi, but I mean, Mameshi's not on the team, but it's certainly a mystery, right? Yeah, it's a Janet. It seems like. Так, ну что же, у нас нокаут. Посмотрим, что будут брать. Просмотрел какую карту. Отис, ну блин, Отис, ну заколебал этот Отис. Просто заколебал этот Отис. Most picked brawlers, most banned brawlers too in the entirety of the World Finals this year. It's just in a really good place, whether it's from a utility standpoint with the mute and also with the gadget, or just from the pure damage and mechanics of the brawler itself. Well, here's the STMN Piper, and that's gotta be Bobby switching onto that brawler, but I mean, it wouldn't be the first time in history that we've seen another player from STMN switch onto that brawler instead. That said, once again, a comfort pick for these guys. The bow definitely raises some eyebrows for me, however, but I think it can still be quite viable if they're, you know, playing things quite carefully and trying to go for some more inventive wall break here. Last pick will be coming in from STMN very, very soon. They have to make sure that they don't leave too many vulnerabilities open for the Piper, and here comes the Penny as a final pick from STMN. Though I don't see a whole lot of things to deal with some close-range brawlers, not even going to be a concern, however. Так, Squeak. Что за карты? Я вот не видел. I like the Squeak. Сейчас посмотрим. Against the Penny, I think it can do just wonders, right? Take down the turret very easily, depending on where it's placed. But it has a bit of an edge to that extent, and I don't mind the bow, but I also don't know if it's necessarily going to be that game-changing, especially against a team like Zeta Division 1 that are incredibly focused and so good at the jukes in the first place. Well, we got to see some jukes here because STMN, they do have a lot of range to work with here. Moya Goku also pushes up around the top left side. Meanwhile, Bobby faced in a 1v1 towards the bottom side, it appears, with the squeak just off screen, but that's exactly how Zeta Division 1 like it. Розочка, привет подписчикам Розочки. Розочка, привет. Вот эта карта очень распространенная, да, в нокауте. We see it in the positioning as well. STMN, they have backed up so much. Right now, Ochi needs to be careful. His positioning is the weakest out of everyone on both teams.
does seem to get away with it for now, but he takes a decent bit of damage. Bobby going for a white flank on the right-hand side, but no target available, and it is going to be Zara instead. The Division опять разносит, просто разносит стамину, вообще не дает никаких шансов. Оказывается, Z Division очень сильные обе команды. Я думал, Z Division Zero очень круто себя показывала. А тут еще и Z Division 1 оказался ничуть не хуже. OG continues to try and get some damage on the bottom side, but he's simply outranged by Shtetampo and won't be afforded any mines. STMN desperately want to find some sort of opening. As of right now, any opportunity has yet to present itself. And it's still very much a max range game and a couple of tags here and there that help you get towards some supers. Bobby Ну так в одной в первой зете есть City Tempo вот это. Он очень крутой, понял. Победа первого боя Zeta Division. Point in favor of Zeta Division 1. That is a terrifying look for Zeta. Let's see, for STMN rather. Let's see if they manage to do something about it, or if Zeta will go unchallenged to the grand finals. Well, here's the approach around the left side this time. STMN switching. Саша Романов, привет. СК вылетели. Нет, трайбы выиграли СК. Little damage dealt there by Moegoku to force the guy back a little bit more. Destruction of the turret as well as a fat splatter comes out. Kenji continues to push things in towards the bottom side. And Zeta Division 1, oh wow! The big tap from Bobby. And now it's brought to a 2v3. How does he hit those as Zara finds the tempo and finally something seems to be going the way. Финал сегодня, да, сейчас будет финал. Сейчас у нас идет полуфинал, сейчас идет полуфинал, потом еще одна игра полуфинал и сразу же потом финал, да. Looks like the Otis Super was not too much of a concern for STMN because they had to know that that was going to be afforded to Moegoku if they decided to push in. They really do. Стамина забирает первый раунд. That's the last fat splatter from Moegoku, and it's really going to be only Kenji that can effectively take down a Penny Mortar if it comes up there. The bow mine's down as well. Zara continues to push through mid to try and get some shots in, but Zeta Division 1 know too well exactly what fate awaits them if they let it charge up, and here it comes. Turret going down on the left side, and Zeta Division 1 run for cover. So far, it's looking fairly even. Shtetampo aggressing a little bit, and is gonna take it into the skies as we get some damage over onto OG. A gadget to tank that shot from Bobby. Блин, City Tempo так выживает жестко, короче. With 600 HP. There is that super still available on the Otis, a mute that could be game-changing, but so far is being disciplined and not wasting it. Zeta Division 1 still patiently awaiting their moment. Take down onto Moegoku. Still two more for STMN to start taking this back. Но это ему не помогает и выигрывает стамина. STMN have extended the match point. It's like deja vu. It's the same thing that we've seen versus Team Queso. Я уже сплю, пишет Дарья. Но чемпионат хочется посмотреть. Кто выиграет Z0 или Трайп? Но мне кажется, что Трайп может выиграть, потому что Трайп обыграли
СК. Хотя для меня это было, ну, удивление. Я думаю, что Трайб может выиграть. И вообще Трайб может, ну, вполне может занять и первое место. Ну, посмотрим. Zeta Division Zero тоже как бы показывали нам такие нереальные успехи. Привет, я от Холдика пришел. Привет. Yeah, they want to just save their supers for the next round, but they also want to see if they can get any sort of opportunities. Like, wow, the tempo nearly going down. Bobby will, in fact, У меня, да, 20-43, 20-44. Нави против Трайба играли. Но Трайбы что-то, блин, разошлись, а вообще жесткие типы какие-то стали. А я-то Айна пришел, пишет Денис. А FF пишет, а я думал, что ты Холдик. Goku also is firmly locked in mid, trying to get some diagonal shots in, not too much so far. Aggressive minds are going to break open some important walls as well. Zeta Division 1 have to continue falling back. They need something on the side of STMN, anything at this point, but they cannot afford to lose this one round. Mine will be finally defused, and right now, Bobby. Так, смотрим. Пока что Zeta Division забрала первый раунд нокаута. Но их сейчас прям поддавливает. Нет, Zeta и поддавливает. Да-да-да. Оу-оу-оу-оу-оу! И забирает стамина. Второй раунд. И теперь сейчас будет интересно, кто же выиграет. Я от лайна к Холдику, от Холдика сюда. Ну, вот ты гуляешь. Прогулку у тебя, да? Там погулял, здесь погулял. Ну что, стамина камбэкнет? Прикиньте, сейчас стамина все следующие катки выигрывает и проходит в финал. Или в полуфинал. Может быть такое? Но мне кажется, практически нереально. 0,01%. Still, though, Zeta Division 1, they can't really walk on this mid area, and STMN are trying to keep them at bay as long as possible. This is a golden moment for Shitetampo. One tap from Bobby, but it's not enough to take down the likes of Shitetampo, and only one mine remains at mid, but the poison is closing things in. It all comes down to this. If STMN don't take this, then так, полет успешный. Вау-вау-вау, не-не-не, сейчас стамина выиграет. Выиграет стамина. Да, стамина выигрывает. The close range Piper hits again for the second round in a row and saves STMN from a certain demise. They take a set and now suddenly there is some light at the end of the tunnel. They say NA Hope, and NA Hope has come true, but only for one more set, as they were at the brink of defeat 2 times in a row. Ирина думает, что я Робси. One round to go. Amazing clutches that we've seen from STMN, but for Zeta Division 1, it's just another day at work. STMN, they're really, really on the ropes. А Робзи, наверное, думает, что он шампан. Bobby's gameplay is on that Piper. Like, it's not just that he's hitting ridiculous shots, which he always is, but Piper is supposed to be weak in endgame. It's not supposed to be the closer. It's not supposed to be the one that closes out those rounds for your team, and he does it twice in a row to bring his team just a step closer from the grand finals, a step closer to remaining relevant in this match. As we see there, the instant tap as he lands, I'm sure he's never spammed his auto aim as much as in that moment. Look at that one as well, pop in to clutch up that final game there. Just
amazing stuff. And when we take a look at the kills as well, it's looking very, very good for Zeta Division 1. Most importantly for Moyagoku and Shitetampo from the perspective of... Так, ну что же, забирает нокаут стамина. И следующий режим у нас будет горячая зона. Фиг его знает сейчас, что как пойдет. Yeah, he's been performing at the World Finals so far. So as OG, to be fair, 6 kills to his name, matching Shitetampo and Moyagoku's. But now, SCMN, they need to, you know, slow things down and make sure they get everything done right, especially in this craft process. When you are trying to achieve a reverse sweep, the worst thing that can happen is to... Итак, у нас горячая зона. На эту карту берут Сквика очень часто, Грифа, Пенни. Посмотрим, что будут брать. Спраут забанен, потому что помните, что Спраут вытворял на этой карте. Просто немыслимое против Нави. Вот Пенни берется. Бо, кстати. Но я бы взял Сквика побыстрее бы, пока не взяли соперники. Сквик, Бо, Сквик, почему они хороши? Потому что они контроль могут забирать с этой зоны-то. Сквик туда постоянно эти свои липки закидывает, и все отбегают в зону, и не захватывают ее соперники. А Бо закидывает мины. Поэтому эти персы мне, как бы, кажутся очень неплохи в горячей зоне. Какого Фрэнка на эту карту? Фрэнка будут... Нет, нет. Но если брать Фрэнка, но нужно его там... Короче, вот он, Сквик. Вот он, Сквик. То это на низких кубках, там, с каким-нибудь Пока, там, еще что-то такое. Кстати, Пока здесь хорош, на этой карте. That's something that he's very comfortable with, and it's also something that does fairly well into Squeak, especially if you gadget in and then immediately super. Here's the Meg though, and that's a big one. Ну, стамины вообще сейчас шансы очень малы в любых раскладах, как бы. Даже если стамина сможет выиграть зону, то не факт, что выиграет броубол. Ну, то есть такое. Да не, Тик там не особо хорош на этой карте. Вот, Пока, я же говорил, что Пока. Пока, да, Пока здесь имба. Considering that they have Griff to break open walls and they have B to lock things down as well, it might be a hazard for them to face versus Kenji because he can block out some shots with that spawnable, but aside from that, this might just be an invitation to play B. We've seen how B can fare. Но очень сильный пик у Zeta Division 1, очень сильный пик. Я не знаю, что будет брать Карла, но вот, да, Карла можно было. I think it's not bad, you know, it has a pretty decent matchup, actually a great matchup against the Poco. Against the Meg, it's a bit more complicated because in the end, Meg has kind of a great matchup against everyone inside of her mech and a bad matchup against everyone outside of her mech. So it's a much more situational, and it does quite well against the Penny as well. So I like what I'm seeing on both sides. I feel like SCMN might have a slightly better draft, but Zeta Division 1's is more unpredictable. Well, here comes the wall break already on the side of SCMN. They got to be cautious about this as well. OG on the right side, he cannot afford to feed those supers to Shitetampo, who's an incredibly skilled mechanical player when it comes to these aggro brawlers. And of course, he's going to be on the aggro Poco, but the aggression gets the best of Zeta Division 1 here. 1-2 kills. Так, стамины захватывают, берут контроль. SCMN, they are going to be trying to take back this lead, and they are about to match the capture percentage of Zeta Division 1 so far, now coming barely ahead. Shitetampo is playing Da Capo on the Poco, I'm pretty sure. I don't know, he was shooting at his teammates, so that might be that. Stamina, though, in the lead so far.
Смотрите, а стамина так неплохо, уже 53% забрали. Is getting up close, but not really finding any sort of success just yet. Zar goes in, finds a kill. Genji trying to get the trade with the mortar, but not quite able to do so just yet. And Stamina are building up more and more of a massive lead. Genji is one shot, but he survives for now. OG taking major damage. Gestapo taps him up for 1-2. Добирают свои проценты теперь Zeta Division Zero. Сравнивают счет. Счет сравнен, но теперь стамина забирает контроль. Forced back very effectively. STM, they are in the lead here so far, but it could just be temporary. Zeta Division 1, they prepare for that final push in. Nazar looks for the kill. Shitapo barely stays alive. Big value, though, from the super from OG. A little knockback on the boy Goku. Shitapo stays alive. Another super. Блин, вообще жесткая битва. Примерно равно идет все. Стамина захватывает. О, но это победа стамины. Это победа стамины. Тут уже ничего не сделал. Тут уже нереально. They are now one game away from tying things up, pushing things all the way to a fifth set. What did you say about a reverse sweep? What did you say about a reverse sweep? Согласись, что каждая команда должна использовать Отиса только один раз. Ну да, можно было бы сделать такие правила. Да, Либапа на обмаш, конечно, дружим. I think for the first time in a while, starting to see some blunders arise on Zeta Division 1 and some unusual things as well. DeCapo, also the use of the Poco gadget was a bit interesting as well. Here's a takedown of Kenji on the left lane as well. Shinitampo is very low, but Moyogoku's going to be his personal bodyguard, trying to tank a lot of that damage as well. Can't really risk getting too much supercharge to your enemies because Bobby already has his, but Moyogoku is tanking like a madman, and STMN has not even stepped foot on this point. Yeah, this is a much more convincing game here from Zeta Division 1 as they've had so much early control and been able to absolutely dominate down in the center of the map. Past 50% now, and Stamina has yet to step into the zone, and Moya is not gonna let Zar get even a single percent. This might be 100-0. This is the most dominating game of Hot Zone that we've seen for the entire World Finals, and it could end at 100-0 as well to bring Zeta Division 1 to a match point. Не ожидал такого от стамины, пишет Алексем. Ну смотрите, сейчас в сухую Zeta Division выиграла стамину. Просто в сухую. Стамины ничего вообще не сделали. Кто помнит коллапс боди? О, блин, нифига себе. Я сам забыл коллапс боди. Прикольно то, что стамина на Карле находится на респе у Zeta Division. Воу-воу-воу, красавчик, в соло двоих. Сейчас, да, отлично, поставил Сквик свой гаджет. И теперь они держат контроль. Прогнали их с зоны. Пока уже немножечко захватывает. Такая равная сейчас битва, потому что в прошлое они прям в сухую стамину не смогли ничего сделать. А здесь так равно идут. STMN, they have mid-control once again, but it could only be temporary. This is where things might get turned around as Stamina now have a good foothold in the mid, but Tempo does have a Poco super that heal can be incredibly clutch. He's trying to
gets some damage dealt overall, but he goes down to Zar without using his super, and Zar does end up getting traded out, but in the meantime, Stamina have overtaken the lead. OG still trying to create some space. HP-wise, it's a bit miserable on the side of Stamina. They're forced out of the zone, and Zeta Division 1 are getting closer and closer to the finish line. The super... Блин, жесть, 90, 84%. Zeta Division захватывает. И это победа Zeta Division 0. Zeta Division 1. The world of finalists are back at it again. They have their sights set on the grand finals. One of the inevitabilities of Brawl Stars is Zeta in the finals, and it has already come to fruition. Zeta won such a dominating team here, and as much as we can believe in the NA Hope, not this year, at least not in our first semifinal, because our Опять какая-то ошибка, здесь стамину нарисовали, но это победа же Zeta Division. Zeta Division 1 remain victorious. Yeah, you can still have some hope, ready. Okay. Unlike me, who is heartbroken. Получается, Zeta Division 1 переходит в полуфинал. И вполне может в полуфинале... Так, это не в полуфинал. Финал. Zeta Division 1 переходит в финал. И вполне может встретиться с Zeta Division 0 в финале. They do still manage to challenge Zeta Division 1 and make them sweat. And there's very few people. Лайки, что за секрет, рассказывай. You know, actually say that. And what a challenge it was, evidently, for Zeta Division 1. Okay, this isn't really the best example, okay? 93 to 1%. Okay, yeah, maybe we sweep that one under the rug, but yeah, bit of sweeping action there at the beginning for Zeta Division 1 too, right? STMN, however, I mean, what a scrappy matchup for the guys. They really did bring their all, and the third seed in North America. What a strong showing for such a team. Absolutely so. I mean, no one, you know, ever considered Stamina as a third seed. Zar, man, I told you, he was popping off. I was asking for it all day long. Там сайт Сити Темпа спотел, пишет Арчи. It wasn't quite enough, unfortunately, for Stamina, but he can go home with his head proud, you know, because until then he had struggled more than his teammates, whether it was in this or in the other matches. So I think they can all go home very proud, and they made the entirety of NA proud. Мы видим, Zeta Division 1 заходит в финал. И, возможно, они получат, но как минимум они получают $200 тысяч. А как максимум $400 тысяч. Они уже $200 тысяч заработали, можно так сказать. Но будут биться за 400. В рублях это 24 миллиона рублей получат вот эти вот три пацана за первое место. Охренеть, да? Zeta versus Zeta. And I was there like, nah, there's no way, right? Like the odds that they are actually both undefeated. It's a single elimination bracket. One team makes a couple mistakes, it's over. Yeah. And it's looking realistic now. It's actually looking like a possibility for Zeta. I mean, we talked to Zeta in the finals, this, that, but I mean, could it just be another East Asia monthly? Ну что же, сейчас будет очень интересное противостояние Zeta Division 0 и Трайба, которые выиграли Нави и выиграли СК. Настолько ли они сильны и крутые, что они еще и Zeta Division 0 пройдут? Я вот думаю, что Трайб сейчас... Ну, я вообще удивлен был, что они вытворяют, что они СК так прошли. Я думаю, что они пройдут из Zeta Division 0. То есть я думаю, что Трайб выиграет сейчас. Did get their revenge at MSI, that time breaking, you know, NA fans' hearts. 24 миллиона на всех, не каждому. За первое место получают $400 тысяч. Ну, примерно доллар это 60 рублей, да, то есть умножаешь на 60, получается 24 миллиона рублей. Ну, если в рублях. Вот. Либо $400 тысяч. Ну, вот такая сумма. Ты видел мем от Трайба? А что, там новый какой-то мем появился? Есть мем, что они СК прошли? Есть такой мем, нет? So you went Stamina against Zeta 1 and Zeta 0 against Tribe NA?
Yeah. It's like you're supporting the homies, but not too much. Hey, well. Плюшевый спайк есть у меня или нет? Не, у меня I нет. don't know. Maybe the NA vibes just weren't really flowing today, but Fair enough, fair enough. if the team У меня есть вот такой doesn't спайк. win, then Он не that плюшевый. takes it, right? Не знаю, видно вам? Well, we'll see. I'm not sure about the logic there. Вот такой but спайк у меня есть. Yeah, this is gonna be an incredible semi-final. Tribe Gaming NA, I mean, not only did they look absolutely insane against Navi, like they actually destroyed them. Now, after that match against SK, where they were also quite dominant, I could see them taking down. А еще у меня есть сундук. Че, откроем? It is very, very realistic. Откроем that Tribe сундучок. NA could take this team down, but it's certainly going to be a close Такой match. дрынц, и лего выпадает. Let's welcome И оттуда this all спайк to как the раз. stage. Мне оттуда спайк выпал, если что. Et oui, on est de retour sur la scène au milieu de la foule. Est-ce qu'on est chaud pour la demi-finale? Depuis le début, la première demi-finale a vu la première partie de la Zeta Division se qualifier. On va peut-être avoir une finale entièrement japonaise ou peut-être que Tribe Gaming va nous sauver, mais c'est l'heure d'accueillir la deuxième version de Zeta Division. Ils aimeraient rejoindre leurs compatriotes en grande finale. Un max de bruit s'il vous plaît pour Zeta Division 0! The sister team of now a grand finalist in this year's World Finals. Tensai, Achapi, Kuru, 2 World finalists already. 400 долларов. Это 24 миллиона рублей. Blowing us away so far. Yeah, this is a fantastic roster, and they've proven to us as well that they didn't need the tempo to be a successful team. They were able to carry. Когда у тебя были первые самые стримы по Бравлу, ты сначала общался с челом почти на каждом стриме, потом перестал, потому что очень много внимания ему уделял. Я тебя не очень понял. Ты про что говоришь? Какие первые стримы, с каким челом? Очень странно. Я уже отвечал, Кирилл, про Левап Ванампаш. Ты, наверное, прослушал. Давай не спами этот вопрос. Сколько? 800 тысяч долларов? Ну, это 48 миллионов рублей. Ну, примерно, да, если брать, что рубль, что доллар 60 рублей по такому курсу. We all know how much their support means for the guys in red. They are all that stands between, you know, being a full-on Japanese grand Не хочешь киберспорт? Да не хочу. Вы меня не сильно поддерживаете в этом направлении киберспорта, а у меня нету столько много времени свободного, чтобы заниматься киберспортом. And the rookie as Livy, which has surpassed himself through and throughout this year. Those guys are incredibly good at this. То есть надо полностью канал перестроить под киберспорт. То есть у меня не было бы времени заниматься развлекательными там всякими такими роликами. Вот. И постоянно... Как делают киберспортсмены? Они постоянно пушат, стримят, проводят турниры и вот эти вот, как они там называются, ну, между командами, короче, сражения, вот это вот все, вот это вот все. Dominant team in North America, that might be something to say, but that last match that we saw was quite dominant on the Zeta side of things, and you said that the Zeta division coach said it themselves. Лев, в смысле я злой? Я что тут, кого-то обидел, что ли? Нет, я просто немного устал, наверное, стримить, уже стрим больше 3 часов идет. Вот, и вот так вот. По 15 плюс часов в день еще играют. Ну это вообще жесть, да.
Let's check it out. So far, I mean, amazing stuff today from both teams. But Zeta Division 0, they did really impress us versus Tribe Gaming EU. Certainly a fan favorite on the side of Tribe Gaming EU, and a dominant performance by Zeta Division 0. They started off with a very convincing set here on Canal Grand, and I think really did blow us away. This was a close one right here as well, but the beginning of the games, they were very strong for Zeta Division 0 on such a map like this. Yeah, this match is also going to be an opportunity for Tribe Gaming NA to get revenge for their sister team, their European Tribe roster. They just lost to Zeta. Блин, а сколько будет столько-то долларов? А сколько будет столько-то? Ну, блин, возьми калькулятор и посчитай. After a bit of a scrappy day one, they are now really warmed up, and Tribe Gaming NA are gonna have to show their best performance to just be. Ну давайте, мне тут все задавать вопросы, блин. Сколько это, сколько то. Especially versus SK Gaming. And guys, we were in the green room, and each of us was cheering for our own regions teams and cheering for our predictions to come true as well. And this one, we were. Когда ты начинал стримить, его ник был Миша. Понял, про что я говорю? Не понимаю я. Я начинал стримить. Когда я начинал стримить? А ты вообще помнишь, когда я начинал стримить? Я еще стримил битву зомби. Еще когда не было ни Бравл Старса, ни Клэш Рояля, вообще такой игры не существовало. Я тогда даже, ну типа, мой канал начинался с игры битвы зомби. И я и стримы делал по этой игре, и как бы, ну такое. Да, стрим на день рождения был когда-то такой. Are we gonna see the all Zeta Division Grand Final, or will we finally have a North American team in the Grand Finals? Well, that question is going to be answered shortly as we're getting ready for that very first set shortly. But this one is going to be really interesting. Once again, we've seen Tribe Gaming NA. They're a very passionate team. They're a very skilled team. They're incredibly intense when it comes to Zeta Division 0. One of their biggest strengths also is not only just the legions of fans that they have at their backs, but also that they play just mechanically perfect. We see almost zero mistakes. They've been described as just robots. It's the exact same case for Zeta Division 1, but with Zeta Division 0. Так, ну что же, сейчас давайте сделаем опрос, кто победит. АФК-арену, да, помним. Кто победит? Зета 0 или или Tribe. Давайте проголосуем, ребят, посмотрим, кто из нас окажется прав. Я думаю, что Tribe победит, потому что они что-то вообще разошлись, какие-то они жесткие стали. Но 73% у нас думают, что Zeta 0 победит. Crow on this map can be very dominant. Oda's response from Zeta Division 0 is simply an all-around consistent brawler. One that I'm a little surprised to not see so far is actually Amber, a very popular pick in North America. She hasn't been banned out either, so I wonder if that has become later in the draft. Я имею в виду самый первый стрим по БС. Это я был тем челом. Сейчас напишу с этого ака. Ничего не понял. Каким челом? They're also afforded a last pick to counter out things from Tribe Gaming NA, which we cannot sleep on. Yeah, definitely so. Strategizing on the side of a Tribe, and they'll be bringing out the Amber, which I think is quite a strong pick. I mean, it's a very North American pick too on the hot zone. Just very often brought to the table for its aggressiveness when. Так, кто начинает игру с заряженным ультом? Сэм. А что такие простые вопросы? Deal with some of the, you know, more aggressive ideas that Zeta might want to bring to the table. And Bell is going to be the final kill, whether it's the mark or the bouncing shots. A lot of value can be found on that brawler. Very versatile brawler. Опять Отис, но они без Отиса вообще не играют. Big time counters.
Well, Zeta Zero have to get creative with how they're going to play versus these brawlers because in a lot of ways it does come down to the lane matchup. They got to get some more range in here. Bonnie is going to be their approach here, and I definitely like this. It is going to be outranged a lot of the time by Tyrant and Izlivi, but when Bonnie does get that super, it can Интересно, вот для кого такие вопросы задают, типа, кто с заряженным ультой? Я уверен, что чемпионат мира по Бравл Старс смотрят только те, кто шарит в Бравл Старсе. Вряд ли новичок, который вчера скачал игру, типа, смотрит чемпионат мира по Бравл Старсу. Anecdotally, he's very frustrating to play versus on this brawler. I expect to see exactly that. Yeah, it's interesting to see the Bonnie brought into the mix because it's a brawler we have just barely seen so far in the World Finals. It used to be a staple of the meta that has changed quite a bit, but let's see if it pops off here as Tyrant is gonna be traded out for Kuru, and that gives the opportunity for Zeta Division Zero to just remain in that zone and extend that lead nearly at 40% now before Tribe even step into the zone. We'll get their first percentages now, but as Livy falls, Kuru found one, he finds the second. Жестко Zeta Division выносит трайбов, вот это интересно. Всем, наверное, интересно, кто же вынесет трайбов, если они вынесли Нави и СК. Kuru looking for anything as he extends the lead over Tribe Gaming NA. And here comes Zulon up the right side as well, but he is outranged on some of these matchups and he's getting largely ignored by Tensai. Great use of the fast splatter by a Choppy 2 on the right side. Не, я в Твиттере ничего не видел, но мне скидывали мем вот этот, который Tribe выложили. Скрин мне скидывали. This is still a massive lead for Zeta, even though things have been looking even just a little bit better now for Tribe. I don't know if that is going to be nearly enough as Zulon is incredibly low HP and Zeta are back in the zone. That mute is going to be deadly for Izlivi, not enough HP to tank it. Tyrant falls next. This should Проголосуй, куда? За что проголосовать? For Zeta Division Zero and Tribe honestly not really in their game just yet. It's almost as if Tribe Gaming, they're really wiped out after SK as well, and we need to see that kind of energy brought to the stage as well. It's either that or Zeta Division Zero simply are on that different level, because that sort of lead where there was only really a little bit of percentage brought in there towards the end by Tribe Gaming NA. It's not a good look at all in spite of what seemed to be a pretty promising pick phase. Well, let's see if Tribe Gaming NA can start things off better here in game 2. At least they have the lead for now, but it's only 10%. A couple nest eggs already placed down in the mid. Tensai low HP, Tensai falls to Izlivi, and things are finally going in the direction of Tribe Gaming as they're Но, знаете, тут в горячей зоне всегда очень важно, короче, контроль занять. Но отбили контроль Zeta Division. Там еще две ловушки стоят. Смотрите, попался. Сейчас уже такая более-менее равная идет игра. With the jump in from Zulon and a kill on the left side, it is incredibly even. Great reaction! That was a blind shot to the left side and a kill for Tensai. Tensai just knows, and right now Zeta straight back in the lead, almost twice the percentage count that Tribe Gaming has locked. Zeta Division просто разносит Tribe. Смотрите, что вытворяет это Zeta Division. А прикиньте, реально будет очень прикольно посмотреть в финале Zeta Division против Zeta Division. Good explosion there. A jump in from Zulon immediately destroyed. It's just Tyrant. He's the last hope for this roster at the moment, but gets disintegrated by the team. The celebration from Easy, просто вот в нулину обыграли. In a 2-0 victory. Convincing stuff from this East Asian team. They're already having their sights set on the grand finals, and it's in a convincing fashion. The first game. Я имею в виду стрим 17 сентября 2021 года. Что за стрим?
miles off our expectations and also, you know, what is required to Да, стамины проиграли, да. Zeta Division 0. It's been improving, so let's hope that in our second set we see some more from Tribe Gaming NA, because we all know they are capable of much more, but this is the moment where they need to find that energy. They need to come up with some sort of solution. I don't know if it comes down to the draft, the execution, the communication, or whatnot, but something here needs to change before it's too late. Tribe Gaming NA, they put up a valiant effort, but there's just not much you can do versus people who play this game to absolute perfection. When it came down to the draft, I was quite convinced by what Tribe Gaming NA had to offer as well. Ребят, поставьте лайк, кто там еще не поставил, кто только подошел. All it comes down to as far as differentials is mechanics, and the stats tell the exact same story. 8-8-7 on the side of Zeta 0, and on Tribe Gaming NA side of 4-4-6. Once again, good effort put in by both teams, great gameplay as well, but there's a clear winner here. And once we transition the mode, I wonder if that will stay consistent. Yeah, that is definitely true. In total, we do have quite a significant kill lead, as well as damage on the side of Zeta Division 0. They're just much better, and I don't think that was really up for debate considering how dominant that opening set was. Real question here is, how do Tribe Gaming NA answer? How can they challenge the Zeta team that so far really only gets challenged by its own sister team? It's a tough ask, and I mean, as we asked you guys, Так, нокаут. your predictions, still 32% went for Tribe Gaming NA, but so far it does seem to be much more in the direction of Zeta. It might just be a Tribe Gaming in a div. Когда Нави играют. Ну, может быть, в следующем году, если повезет. It was not too convincing for Tribe Gaming NA as far as the monthly finals that we've seen over the course of the year. Hot Zone is their weakest, and Knockout is one of their strongest, but unfortunately for them, Zeta Division 0, their strongest mode is Knockout, an 83% win rate. We'll see if they're able to get it done as well. Здесь на этой карте мне очень нравится за Карла. Джин здесь имба, вообще дикая имба. А, Джина забанили. Джина забанили. Отис, ну конечно, куда без Отиса. I like the Piper first pick. I think it's a valuable brawler here and can be justified as a first pick, but Bonnie, with the amount of pushes, even though it's not something we've seen as much recently, used to dominate here, and we saw how solid it was for Zeta in that first set. I'm a little bit scared, I'll be honest. I'm a little bit scared for Tribe Gaming NA right now, and they'll bring Griff to the table, which I think is a good idea, as it has. Помнишь Castle Crash? Да, помню. Очень прикольная игра. That will be sitting at a distance, but it's gonna be complicated. I'd love to see something really out of the box, because Tribe Gaming NA, they need to take some sort of risk. They need to find some sort of natural advantage, and this draft needs to be absolutely on point. Well, as far as things that are out of the box here, I can't really see that in terms of Janet. She is an all-around consistent brawler and just all-around strong as well, but I'm more looking to the side of Zeta Division 0, not only because we're waiting on that last pick, but also because they picked two of the same brawlers that they went for in that very first set, and that's something that we've observed kind of continuously and consistently from both of the Zeta teams, is that they largely pick the same brawlers over and over, and where they get the diff is on the mechanics, and I wonder how that comes in. Is this the same exact comp? Да, полуфинал, причем вторая часть полуфинала, то есть и после нее будет финал. Вторая, а первая? Но первая вот играли Zeta Division 1 против Стамины. Победили Zeta Division 1. Сейчас вторая часть полуфинала. Играет Zeta Division 0 против Трайба. Keep it patiently as he's trying to heal back up, but so far Tribe have been chased back to their side of the map. It's only Tyrant left alive, and definitely not the star that Tribe Gaming NA were hoping for.
Yeah, not really convincing so far. There's a spooky boy down as well. Tyrant looks for that jump on the jump pad, but isn't quite going to get anything off of it. Meanwhile, Zeta Vision, not only have they taken away one of these rounds, but they've taken away a couple of supers as well. And Guru could get shielded up if Tensai wants. СК играли против Tribe, да. Tribe выиграли СК. Luckily, he is able to shield up to keep himself alive as well. Zulon also on the left side is forced back. Zeta Vision Zero continue to push up and gain a lot of area control off of the beginning of this push. Down goes Tyrant after getting a little too aggressive. Jump to the backside by Вау, ну тут просто Zeta Division Zero разносит Трайбов. Просто в щепки. Even the possibility of this getting turned around, as Livy very low HP using another homemade recipe, but surely he'll be going down here, and yeah, as soon as he lands, they are all waiting for him. 3 in a row now in favor of Zeta. Что надо делать, чтобы Нави играли в следующем году? За год проходит 10, по-моему, если я не ошибаюсь, отборочных турниров. Смысл в чем? То, что любой из нас там может собрать себе команду и пробовать себя в отборочных. Там сначала проходите испытания на 15 побед, потом вы заходите в сетку и играете там несколько дней в отборах. За эти отборы вы получаете количество баллов. И так происходит примерно раз 10 за год. И в итоге, кто больше всех баллов набрал за год, за все отборы, тот и едет на чемпионат от каждого региона. Вот. Если Нави также, они обычно всегда побеждают в этих всех отборах, то есть для них это не составляет большой проблемы, то они поедут в следующий год также на чемпионат. Gas is gonna reset his healing, and that is gonna be a round for Tribe Gaming and finally something going right for Tribe, but they need a whole lot more. They certainly do, but they're gonna start things off with a little wall break around the right side so that his Livy can hopefully pop off on this Piper. He needs some of the walls broken down, but Tensai has a whole lot of range to offer as well. Early kill from his Livy onto a Choppy. Так, теперь Tribe что-то делает. Одного вынесли. Пытаются задавить двоих. Держатся, причем втроем все. Но это удобно, тем более остались те, у кого нету сплэш-урона никакого. Tribe Gaming in A take the first game. At last, Tribe find something, but man, they need more. They need more. They're starting to build up just a little bit of momentum. 2 really good rounds here in a row to lock in their first game of the match. Zeta Division Zero. If they still win this one, Tribe is going to be in a ton of trouble. But as Livy, we talked about him popping off, and he's definitely getting a big entry kill there as Tribe kick things off with the man advantage. Tribe Gaming in A have to make sure that they play very carefully. Now Kuru has a super and Zulon's not going to be baited. Oh, there's the shot from his Livy with the gadget. Смотрите, а Трайбы сейчас вынесли снова Zeta Division. Но это еще не победа в нокауте, но смотрите, они что-то разыгрались как-то. Они, наверное, до этого читы забыли включить, пишут в комментариях. Возможно. On both sides now, as they know what is on the line. A Choppy is low, but he's still alive for now. Kuru has a jump in as well, but he's not in the best HP situation. He's still gonna go for it. It's a 1-for-1 trade. Could be much worse. His positioning is potentially favoring Zeta Division Zero here, as Tensai has that super. Let's see how this ends as we are in an interesting 2v2. Still, as Livy has no gadgets left, it's going to be hard for him to finish off some of these kills, especially when Achapi has a decent amount of health, and Tensai also has a super that he can use to give himself an extra round. Но я как бы думаю, то, что не очень прикольно будет, если в финал выйдет Zeta 1 и Zeta 0.
Но поэтому я думаю, что поинтереснее было бы наблюдать, если трайбы выйдут в финал. Но как оно будет, сейчас посмотрим. Трайбы выиграли 1 раунд нокаута. Если обе зеты пойдут в финал, блин, да не знаю, монетку будем кидать. The boys' faces, I mean, deserved as well, but they need to keep some restraint here as well, not let it get to their heads too quickly, because we know how quickly things can escalate from here on if they are getting overconfident. But some good signs of life here from Tribe that they desperately needed. And that has to be nerves as well for Zeta Division 0, because as we've already gone over, knockout is their most consistent mode, 83% win rate, and that has to feel like a pretty free one. It has to feel like a pretty free set for them if you were in their shoes, given that they win 83% of those maps. No, you're right, absolutely right. Looking at the stats now as well, it's better on the side of Tribe, and that's a welcome change because it really wasn't in that opening set. Нет, получается, Трайб забрали полностью нокаут. Нокаут за Трайбом. Но теперь 1-1. Трайб из 0-0. Зета 0-0. Абсолютно. Так, сейчас подойду, ребят. Well, we're going to be getting into the next map very, very soon and kind of break down whether that is more of a consistent one for Tribe Gaming NA. But for the time being, it is 1-1, a very even score here. As far as the gameplay too, I'm almost tempted to call it even, but I still think we've seen way better gameplay from Zeta Division 0, taking that first set into consideration. It was a complete runaway for the guys. Hot Zone, it is not really the most consistent for Tribe Gaming NA, but it was such domination by Z0. Here comes Shooting Star, though, and it is the most long-range oriented bounty map. This is where you usually see picked or banned Nanny, Piper, the like, and we see Piper banned out, but no Nanny banned out by Zeta Division 0 either. Tribe Gaming NA, they seem to know what they're doing, and Nanny pick, it's got to be coming through. I don't know. I mean, it's definitely a strong option, but where it shines the most is against the Piper. And since the Piper is banned, I don't know if it's as much of a must pick as it usually is. I like the Sprout first pick. I think it's all right, you know, because Stick is banned out, Brock is banned out, and those are some of the scariest brawlers to face as a Sprout. So I think it's a great idea from Tribe Gaming NA. I mean, we have to have a lot of respect for it as well, right? But I do think that Nanny's still a fairly strong brawler in this matchup, and we're bound to see it at some point. I guess really the question is which team is going to be on, and yeah, quickly answer there by Zeta Division 0. I think also, though, that Tribe Gaming NA, they, you know, they're clued into this. This is common knowledge for Shooting Stars. So when you go for a pick like Sprout instead of what a lot of people would consider to be the de facto best brawler on the map, they know something is up, and they must have some kind of plan for it. Otherwise, this could be a big blunder. Well, we'll see the Gus as the second pick for Zeta Division 0. We've seen what they can do with it. It didn't quite pay off just earlier in knockout, but it might now. Tribe Gaming NA, they get 2 picks in a row now, and you can tell from their faces they're very serious about this one. They'll go Bonnie, which I can respect. I don't know if it's necessarily my favorite. I'm wondering if they're going to pair it with a B, perhaps, because otherwise I feel like they're leaving a little bit of an opening, considering how strong B is against Bonnie. Yeah, B can be very, very strong against that particular brawler. It can get hardwalled in some situations. Another consideration, I suppose, is Colette, which is, like, I think the #1 hard counter versus that brawler, because she just gets so much damage, especially considering Bonnie's health. Only a few seconds left before we know what that brawler is. Хотел бы, чтобы появилась новая команда БС. Ну что значит новая команда? Знаете, как это происходит? Вот вы, допустим, ты, твой сосед и твой одноклассник начали играть в Бравл Старс и сделали команду. И побеждают всех на всех отборочных. То вам просто Нави такие звонят и говорят: давайте вы будете теперь Нави, и выходите на чемпионат мира
с Нави, но мы вам такие-то там бонусы, там все прочее, там все, ну и там какие-то вам предлагают условия интересные. И вы становитесь Нави, хотя до этого вы назывались одуванчики, например. Вот так оно происходит. Вот эти организации киберспортивные, они просто предлагают сотрудничество самым лучшим из лучших команд. Поэтому мы видим одинаковые команды Z0, Z0 0, Z0 1. Потому что одна и та же организация предложила и тем быть Z0. О, Z Division. Одуванчики, топ название. Ну да. Ну да, или шампанчики. And even then, it doesn't even give the advantage to Tribe Gaming and A just yet, because with only 50 seconds left on the clock, Zeta Division 0 still have this Одуванчиков в Нави. Ну да, да. However, Tribe Gaming and A have their Bonnie Super at the ready. Kuru can shield up, and he might even opt to pop it just now, because Tyrant is getting very, very up close and personal. Achapi's on low health too. One more tap on the guy, and he could. Либо кого-то одного там выделят, да, самого лучшего игрока из одуванчиков и возьмут в Нави вместо Ангелбоя. Have yet to find a single star. They do have some utility to work with. Tanked Peep, and as Livy survives, but ever so slightly, 15 seconds left in this one. Tyrant popping his final gadget, trying to find some connections before going for a desperate last-second jump. All they need is 2 kills, but that's still a lot to ask for, and they might not find any, as that is going to be a clean game from Zeta Division 0. Вы разве не в курсе, что Ангелбой из одуванчиков перешел? С этим... Может быть. Но может быть он из этих... Команда Плюшечки, слышали? По-моему, он оттуда. Yeah, that's the thing as well. I don't even know if it matters all that much if he's feeding some shots onto Livy, because the walls from Livy were really not all that impactful, I feel like, in the previous game. And he is going to place it down earlier this time around, which helps him get some better positioning, and I like these ideas more for sure. He centers it as well and extends the timer as Tensai is starting to get low HP, but able to heal back up. But Chappie, however, finds the connection on to Zulan, and that is going to be a 3-star lead again in favor of Zeta. Tyrant getting really beat up here on offense as well between Kuru and Achapi. Might as well be a rock in a hard place. Ну, Зета прям, смотрите, тащит прям жестко. Несмотря что они на респе стоят, их типа давят, но они отбиваются-то очень неплохо. As Livy still going at Tensai on the left side. Kuru getting focused down by Tyrant. Got to play carefully around this peep as well, as Livy's going to be the target. There's the kill as well, but 5 stars have been claimed by Tribe Gaming and A with their first kill. Yeah, they have the lead for just about a second, but Zulan goes down, and Tensai should be able to escape. Oh, that got close, but it is going to be extending the lead to 6 stars now in favor of Zeta Division 0. This is still looking incredibly dangerous for Tribe Gaming NA. They need a lot of kills, and this might be too much to ask. They need to find a champion. Прическа называется «Блестящая». It looks really unlikely, but as Livy is going to start things off with something convincing on this final push. Countdown is active. Kuru has a shield up. Tyrant has no super. Got to see something as far as Tensai. Need to see damage from Tyrant or Zulon, but death Нифига себе, 21-12. Zeta Division 0 take a 21-star victory and win set number 3. Wow, Zeta Division 0. The call is something that Tribe absolutely overlooked here. It gets the blue star, it's dominant against the Sprout, and has really good matchups against the Lola. Absolutely not bad against the Bonnie. It was just a Brawler that was perfectly drafted in by Zeta Division 0. That Tribe Gaming, I don't know if they either forgot to consider it or just took the gamble
Но следующий сейф у нас идет. Поэтому если в сейфе выиграет Tribe, то ждет еще следующий раунд. Либо сейф для трайбов закончит участие на чемпионате. Incredibly convincing for Zeta Division 0 as we head into set number 4 momentarily. Tribe Gaming in A, one thing I will remark about these guys is that their drafts are looking a lot better than they have in the past. Typically they went with stuff that they were comfortable with and it wasn't necessarily the meta. Now they're coming out with really inventive things like using a sprite. Да, я официальный ютубер, да. Super, but that didn't really provide them enough value to get them a win in the end. We'll see what kind of Паша, вы, можно вам комплимент? Вы хороший, добрый и похож на маньяка. Отличный комплимент. Ну, главное, не на кого похож, а какой ты. Так, сейф. Рика здесь очень хорош. Рика не в бане. Можно и Рика брать сюда. Взяли Эмс и Дэрила специально, наверное, чтобы, типа, если бы Дэрила бы взяли бы, то соперники взяли бы Эмс. Короче, Эмс взяли, чтобы не взяли соперники. Скорее всего, Zeta Division хотят сыграть в 3 танка, может быть. Ну, в смысле, 2 танка и... В смысле, 2 танка и Эмс. Но фиг его знает, посмотрим. Рика. Вот что я говорил. Рика здесь имба вообще нереальная. I like it. I mean, I think every time we've watched Bitstomp, I've mentioned how much I love Rico on it. It hasn't been as successful as I hoped. Most of the time I saw it at the World Finals. Не, у меня кода автора нету. Не знаю, не дают. У меня высший уровень официального ютубера, то есть 3-й. Но кода автора не дают. Они уже давно не дают кода автора. Перестали давать, короче. Ну, долгая история. Так, последний бананчик сейчас буду съедать. И все, и закончится у меня бананчики, ребят. Is to go 100% aggro this entire time if they can, because there's no way they can defend effectively versus the Tri Gaming in A selections. That might just be the first bull of these World Finals. Как я говорил, будет 2 танка и Эмс. Dangerously close to the grand finals now. Tensai does opt to take this mid roll as well versus Tyrant. He's not feeding really much damage so far. Also, as Livy on the left side is looking for something versus Crew, but Crew is slowly going to be charging up that super. Шампанов им пики подсказывает. Да, они подслушивают. Танком сейчас главное ульты копить. Дэрил уже накопил. Сейчас бы накопить еще и Булу. Мне кажется, ему тоже немного осталось. Бул копит каждый раз, когда урон получает. Поэтому он не стесняется получать урон. И задача была проломить стену, чтобы Дэрил потом по КД залетал через дырочку, которую Бул сделает. Так, Бул готовится к прыжку. Бул готовится к прыжку и прыгает. Все, Дэрил за ним. Видите, я заранее говорю то, что они будут делать. Не потому, что я смотрю, я не знаю, но вы видите все то же самое, что я вижу. Потому что все понятно. Is going to look for cover on this left side. Does get taken out by Zulon, who's just 1 shot away from getting that super cycled out once again. Tensai staying just at range, but a few snowballs connect, and Zulon has it again. Achabi has very few odds of making it through this right side. A little trade out there. The old switcheroo as Tyrant now looks for some damage on that save. He has his super at the ready as well. Could get on top of Tensai, but he is taken down quickly. Паш, не говори наперед, неинтересно. Блин, ладно. Окей. Но я говорю, как бы я бы сделал. Но, по сути, они то же самое делают, то есть как бы...
Поэтому все правильно. They have the double supers again on those tanks, and that is gonna be the double roll onto the save. Massive damage connecting, but it could be a bigger lead. There's still a chance. They do need a big final push on the side of Tribe Gaming, and they only got about 15 seconds to do so. There's barely any time, but it's drive time for Tribe Gaming in a. А теперь они пытаются не дать, ну, не пропустить соперников к сейфу. Вау, Бул подходит к сейфу, но особо урон он не нанес, кстати. Все равно это победа за это Division Zero. Здорово. Никич, привет. East Asia was only 2 spots able to get both teams all the way to the grand finals. Let's see if that is going to be the case or if Tribe Gaming NA can shut that idea. Ну теперь все. Tribe Gaming нужно сейчас выиграть, иначе они вылетают. Это для них последний бой. Я просто уверен, что Трайбы не ожидали, что 2 танков возьмут Zeta Division. And as Livy is punishing him around these corners, this is not an opportune position for as Livy. He's looking for really anything that he can use. Meanwhile, Tyrant cycles over to the backlines. Tensai has to be. Но это очень распространенное на эту карту взять 2 танка. Это нормальная тема. Просто у них в киберспорте может быть 2 танка, это типа редко берется. What a beautiful bounce there from his Livy, but not quite enough to get the kill just yet. Tensai survives with just 34 HP again. Does get a connection, but not enough for the kill. Guru is on the safe. He's finding some big damage. That is the lead now for Zeta Division as a Chappie. Смотрите, Дэрил залетает и просто практически весь сейф сносит. Бул плюс Дэрил, они вдвоем, если залетают, то сразу же половина сейфа сносится. Tribe Gaming and A can do versus this continuous onslaught. Tribe Gaming, though, they are going to get some damage on Zeta Division Zero safe, but Tribe Gaming and A safe is melting. Ну все, это изи победа, и Zeta Zero выносит Трайбов. А сейчас один Петя и ММА улыбнулся где-то в мире. Ну ладно, не один. Я уверен, что многие улыбнулись. Вот. А сейчас будет финал, где сыграют Zeta Division 1 против Zeta Division Zero. Прикиньте. Жесть. Давайте, что ли, я в Телеграме скажу, что у нас финал. Each of these teams has swept their respective upper and lower brackets only to meet at the last challenge in the grand finals together. Once again, it's the team reunion that we needed to see all year long, and it finally comes to fruition after some amazing matches. Кто сейчас не на стриме, самое время зайти, потому что вот прямо сейчас будет последний этап, финал. Кто станет чемпионом мира по Бравл Старсу? Стрим на канале, пост выше видите, ссылочка на стрим. Заходите, чемпион мира сейчас будет определен. Павел, у меня вопрос. Zeta Division Zero смотрят. Я ебал твою мамку в пизду и кончал. 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 Я ебал твою... Так. I'm excited to see how they perform in a bit. I mean, a shout out to his Livy for the ridiculous amount of damage that he managed to find in this set. But it wasn't enough to save Tribe Gaming NA from what ultimately seems to be... А у меня вопрос. Zeta Division Zero смотрит ваш стрим? Вот такой вопрос. Не знаю.
Думаю, вряд ли. Короче, ребят, кто только что подошел на стрим, сейчас будет финал. Финал чемпионата мира по Бравл Старсу. И сейчас последнее. В финал вышли две команды, Z Division 1 и Z Division 0. Две команды, вот они вышли. Это одна и та же киберспортивная организация, но два разных региона. Они прошли, победили всех и стали лучшими. Я сейчас не представляю, как сейчас радуются организации киберспортивные, вот эти вот, точнее, одна эта организация, что обе их команды зашли на топ первое и второе место получают в этом чемпионате, учитывая, что за первое место дается 400 тысяч долларов, за второе 200 тысяч долларов. То есть в общей сложности это 600 тысяч долларов. То есть их команды получат 30, ну если в рублях, 36 миллионов рублей за первое и второе место. Просто что-то невероятное. Как смогли две команды от одной киберспортивной организации занять первое и второе место? Что-то невероятное. И теперь мы увидим игру Z Division 1 против Z Division 0. Кто из них круче? Без понятия. Но, блин, Z Division 0 вынесли так Трайб, которые выносили и Нави, и Скан. О, привет, Паула, привет, Даня. Дэнни или Дани, как его правильно? Hello, everyone. Привет, Паула! Мы тут ждем тебя уже tretий день. Bonsoir à tous. Nous avons une annonce à faire. Ну, я не знаю, зачем ты это донатишь, челик. I don't know how to speak French, so I need some help. Bonsoir à tous. So everyone, this is Felix. He's an artist and animator in the Brawl team. Bonsoir. Je suis artiste dans la team et malheureusement, je suis le seul français dans la team. Alors je suis là ce soir pour traduire un message spécial de la part de Dani. Здрасте, до свидания. Я пришел здесь постоять на сцене, потому что я смотрю ваши браул-токи. Этот чел сказал. We would like to give you a quick heads up of what's coming for Brawl Stars this year still. А ты играешь в Бравл Старс? Да, я вчера скачал, прикольная игра, сыграл на Шелле. Говорят, что там еще легендарки у вас есть. So, on December 1st, we'll tell you how can you get the Omega Box. The Omega Box there is skin, a lot of rewards, and a new way to collect brawlers. А в декабре будет куча подарков, мегабокс, короче, Дэрил, и вас ждет перед Новым годом куча всяких неожиданностей. Now, on December 7th, we'll release the new Brawl Talk. О, 7 декабря будет Brawl Talk, ребят. Они официально это сказали. Я это знал уже, ну, где-то недели 3-4, может, месяц назад я это знал, но я этого никому не говорил, потому что запрещено было говорить. Они сейчас сказали только что, 7 декабря будет Brawl Talk. Сейчас пропустил, но что-то много чего-то бесплатного будет. Accompagné de nombreuses récompenses pour fêter l'anniversaire de Brawl Stars. Wait, we have something else, right? So, we can wait towards the finals between the two Zeta teams. But before that, we'd like to show you a new music video, which is a tribute to all the competitors right now. So enjoy.
Новое какое-то музыкальное видео, что-то такое. Nous sommes impatients de regarder la grande finale entre ces deux équipes talentueuses. Mais avant cela, voici un petit clip en l'honneur de tous nos incroyables compétiteurs. Now. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Так что, ребят, кто залетел сейчас на стрим, вы первыми узнали о том, что Brawl Talk будет 7 декабря. Паша, когда выложишь новую часть битвы пинов? Блин, когда мне брат смонтирует, короче, он монтирует, ну, типа, ему вроде бы прикольно, но он, короче, ему где-то месяц один ролик монтирует. Ну, он когда захочет чуть-чуть повозится, ну, так, короче, типа, это рубрика, которая вот мне брат там монтирует. Я ему, типа, даю эти видосики. Когда он смонтирует, не знаю, может через месяц, может через неделю, может завтра. Не знаю. А, это новая, короче, песенка какая-то, да? Ты Леон, ты боец. Нам всем... Ладно. Розочка. Да, надо переделать. У меня, короче, разные стоят звуки на донаты, типа того. Да, сделаю. Ну, не сейчас, конечно. Так, я сейчас подойду, ребят. Пока слушайте музычку, скоро буду. Teams have been whittled all the way down to 2. Like all good things, so too must our world finals end. We have the answer of what region is the best in the world. Now we must ask which Zeta Division squad will stand at the top of the mountain arc. They're continuing to reign victorious over everyone, stamping down on every other region. They are just truly built so incredibly diff. Yeah, talking to many of the coaches and players, they struggle to put their finger on what sets these guys apart in terms of how they're able to achieve what they have so far. Incredible stuff from both our Zeta Division teams. We saw Zeta Division 1 first throughout the day, right? Both of these teams ultimately vanquishing a top North American squad to make it into the finals. Incredible really how the bracket ended up playing out and how we managed to get here. STMN first put up a really valiant effort, right? They had to reverse sweep to even be here in the first place, so we knew they'd experienced the difficulty of being behind in a series, but
Zeta Division 1 never really wanted to let off the gas. Yeah, they just had the ice in their veins, and I've got to hand it though to STMN. It was such an enjoyable one to watch. Moments that will live with us for an entire lifetime. Bobby, incredible. Absolutely insane. The best Piper, I think there's no doubt about it, in the entire world of today. But my, oh my, you gotta just say, like, you know, Zeta Division 1, then the day stayed so calm and collected under the pressure, the might of North America and LATAM North regardless. It says a lot. Yeah, that was that first semi-final of the day. Let's talk about the sister team in just a moment, because I think Zeta Division 0 really do deserve special mention of their own. Going up against Tribe just now, I mean, that was a matchup where we knew Tribe had what it took. They had the pedigree, but it just wasn't remotely enough against this Zeta Division 0 team. It's kind of insane, really. You break up world champions, you infuse it with extra talent from that East Asia region, and you've got two juggernauts that make it through the respective halves of the bracket. This is just not something we really see. This is a true treat to see East Asia's best. Yeah, and dangerous because we saw how Tribe Gaming NA were playing today. They looked so fierce. I personally felt like they were going to make it all the way to those grand finals, to be honest, but we were speaking to Inso. Ну что же, ребята, Zeta Division 0 против Zeta Division 1. За кого болеете? Короче, давайте опрос сделаем. Создайте опрос. За кого? Zeta 1, Zeta 0. Капец, Zeta 1 против Zeta 0. Ну это же вообще жесть какая-то. Но, блин, короче, за Zeta 1, кстати, 63%. Большинство за Zeta 1. Я тогда буду болеть за Zeta 0, которая выиграла Трайбов. Я буду за Zeta 0. Потому что большинство за Zeta 1 я, ну, в противовес. Who is the better Zeta Division team? Zeta Division 1 with 4 monthly final wins. Zeta Division 0 with 3. So close you could really throw a tissue over the two of them in their home region, but now, this is it. Nothing left. Leave it all out there. And be proud with what you've been able to do to get here. Yeah, I mean, there's no doubt about it. It's going to be a Zeta win at the end of the day. But, you know, at the same time, it has been this back-and-forth rivalry all year long. On the day, who is going to take it all? One more time. It's a chance now to welcome our competitors to the stage. Let's head down to Damascus and let's heat it up in here. Et allez, on est de retour avec la foule. Est-ce qu'on est prêt pour la finale? Entièrement japonaise et tout le monde est ici pour savoir qui sera le nouveau champion du monde. Seulement une équipe pourra gagner ce championnat. Et on a les deux équipes à accueillir. Ce qu'on va faire, c'est un peu différent. On va appeler tous les joueurs pour cette grande finale. Est-ce que vous êtes prêts? Appelez les joueurs. Kenji! Блин, а что так долго может это? Нифига себе. Zeta Division, the first organization in Brawl Esports history to make the grand final on the world stage back-to-back consecutively in years. They are the very definition of the immovable objects. Кресло лучше вело стрим, чем ты, Кефирчик. Но могу оставить кресло. Короче, я сделал озвучку доната от 150 рублей, ребят. Так что, если донат придет 50 рублей, я, конечно, посмотрю, прочту, если что-то интересное. Вот, но с голосом, с озвучкой от 150. Всем привет, я брат Шампанова. Да, мы об этом не говорили, но это так, да. Я пришел сюда вместо него. Я Шампанов, у меня есть канал. Да, все подписывайтесь. Да, скорее подписывайтесь, ссылка в описании. Так, а это у нас выходит Zeta Division 1, да? Или Zeta Division 0. And on the menu, it's been nothing short of a firestorm. This is a shabby and 10-size chance of becoming back-to-back world champions. And with the mastery of Kuru, his moment to seize his dreams of lifting gold.
Это Zero пишет. Data Division are Brawl Esports apocalyptic Hydra. Cut off one head and two more grow where the first was left. We have one more chance to soak up the energy in Не, ну устроили эти The Division на этом чемпионате. Les équipes sont prêtes. Are you ready, crowds? La finale est entièrement japonaise. Une seule de ces équipes soulèvera ce trophée. Et pour introduire cette grande finale, on va faire quelque chose de spécial pour cette finale entièrement japonaise. For this entirely Japanese finals, I suggest a Japanese intro. Zeta Division Ichi Tai. Zeta Division 0. Itteimashou! Subarashi is the word I have in response to that. Fantastic way to bring us in to the crowning match of the Brawl Stars global calendar. At the end of this best of 7 series, only one of these teams will stand. Ну что же, лучшие из лучших. Две команды от одной киберспортивной организации столкнутся друг с другом в этом невероятном сражении, чтобы разделить поровну бабки за первое и второе место. Вот, но все равно выяснить, кто из них лучше, придется. Я перевожу. А интересно, они бы поделили бы деньги, если бы одна команда вылетела первыми, и, ну, там 15 тысяч долларов, за, ну, когда ты первый вылетаешь, и другая команда наоборот, первое место выиграла, и 400 тысяч долларов. Они бы разделили бы между этими командами или нет? Может быть, они бы вообще бы не делили. Так что, может быть, тут и неизвестно вообще, будут они делить, не будут. Тут уже у нас математика пошла. Z1 плюс Z0 равно Z1. Ну да, Z0 это на 0 умножать получится 0, получается, да. Z1 может выиграть тогда. And those are going to be put to the test now in a high-stakes match. Don't be fooled. None of these teams think the job is done just because they made it to the grand finals together. This is everything to a Brawl Stars competitor. And only one of these teams will be holding the trophy at the end of this match. This is the Brawl Stars dream. It's what everyone has put in. Кто сейчас станет чемпионом мира? Сейчас у нас будет только сейчас будет известно. Они должны сразиться, еще не сражались. Yeah, I love how you pointed out, a year of blood, sweat, and blistered thumbs. Yeah. This draft is where it's going to kick off in just a moment. Again, these two teams classically led by superstars in Titampo and Tensai, of course. Все за Z1 болеют. Но сейчас увидим, Мне кажется, вот эта бразильская команда Chessmark Gaming была нереально сильной, потому что Z0 с трудом их выиграли. Изи прошли и... Там кого они прошли? СК, там Трайб. Или с СК они не сражались. Но остальных они прям изи прошли.
А, стамины, да, они сражались с ними? Да, да. And another one to come shortly for Zero. Make no mistake, these two teams are distinctly different in terms of where they're strongest. Наконец-то Отиса забанили, пишут. Да, 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 да. Плюс кто рад. Надоело на Отисов смотреть. Чем различается? Ну, скорее всего, это разные регионы. То есть одни, например, Япония, а другие, например, что-то еще. Yeah, Gale and Max is honestly a devilish combo, isn't it? When you've got the ability to stun everything down and the Max able to close the gap in that respect as well. It is going to be a tough one for Zeta Division 1 now to rebound off the back of this, and I would have gone for the penny. They're actually chosen to ban out themselves, which is interesting to see. Пишут Корея, наверное. Япония и Корея. Ну что, возможно. Но это по-любому должны быть какие-то разные регионы. Потому что нельзя же с одного региона две команды. Compositions out of Division 1 have been playing right. It's been Chitapo and the Meg or the Carl or the Surge, a centerpiece here in this composition. I expect that to be the case going forward. And they're going to round it out with a Poco here on the side of Zeta Division 1. Their draft now is locked in. Как можно? Почему можно, Арч? Может, я что не знаю? I really do like this comp on both sides. They're so fun. The comps are so enjoyable to watch. The Surge is a riskier one, but not for either of these two teams, really, is it? I mean, they just know how to demonstrate so beautifully the best of Brawl, and I cannot wait to see who has the edge. I'm feeling a little Да, Zeta Division Zero самые лучшие команды оказались, обе причем, самые лучшие команды в мире. Ребят, самое время запомнить их всех, короче, их ники. Вот. Потому что это все шестеро, это лучшие игроки мира, получается. А Чапи, я вот его слышал про него много раз. С ним, с Ачапи там Кура играет, еще кто-то с ними играет. Из топов. Так, сверху 0-0, а снизу 0-1. Я болел за 0-0 изначально, потому что мало кто за них болеет. А я ими восхищен вообще, то, что они трайбов вынесли, и вообще молодцы. Вот, и смотрим. 0-1 забивает. 1-1 сравниваются. Интересно, они между собой скримы вообще, наверное, частенько поигрывали. Стопудняк. Вау, красиво мяч отжали, не дали подойти к воротам. Мне кажется, они уже, знаете, так все веселые, радостные, на приколе сидят, играют. Может быть, они уже договорились, что типа делят все призы и просто на приколе тусят. Воу, смотрите, Ачапи почти без хп остался. Но счет 1-1. Сейчас будет карта, наверное, раскрытая. И та, и другая команда из Японии пишут. Может быть и так, может быть и так. Говорят, что такое может быть. This is a good position for Zeta Division 0 to hold. Crew's able to back away here, get some health. Supply drop being thrown down in Chitampo's direction, and we are in overtime, so those goals now essentially not relevant. First goal wins. Сейчас Гейл может сдуть их всех.
Им опасно вместе стоять. Вау! И 0-0 выигрывает! Но не полностью Brawl Ball, а первый бой. Первую игру. They had to eradicate methodically one by one to give themselves the best odds in that overtime situation, and they really did persevere in a fantastic way. Now though, it's reset. Chance to redeem themselves. Tambo again though is going to have to really try to connect as quickly as possible. He's a very slow and sluggish surge in those early outsets. He needs to get those stacks. Yeah, you think Zeta Division might actually great in the late game. They build up in strength because of Surge and also because Ruff's giving those supply drops out and boosting your teammates' effectiveness. Doesn't end up being the case there as the Champy's Gale pick has really been a difference maker. Chitapo goes for the super, the immortality frame wasn't really enough to keep him alive. Kenji's in trouble, protected tunes aren't gonna help him if he gets collapsed on. Wow. The heal there is good though, fantastic super from Kenji. It's Division 1 now, trying to push things to that next level. Getting this goal off this position here. The Chappy does not have super. The break, the Russ timing. Is Chitapo going to aim it? No, he didn't quite make it. It's off the line. The Chappy now bring him to safety. Kuru though is incredibly low. He's trying to buy his time, but Zeta Division 1 just continues to keep turning up the heat. Теперь Zeta Division 1. Короче, Z1, Z0 буду называть. Z1 давит Z0. Вау! Z1 забивает. Goku's been playing a marvelous game. He really has. He's just bringing in so much utility for his teammates. Everyone able to benefit from those supply drops. As Tensai there, trying to find the spot. The Chappy as well can do so much damage in this position here. Dangerous. That's the stun. Bringing it forwards. Kenji healing Moya Goku that keeps him alive, but can't handle Kuru getting in his face. That's the montage. Chitapo goes over the boxes. He's going to send the ball to the other side of the field by some time. For Zeta Division 1 to respawn and regroup. Time is ticking here. For Zeta Division 0. They need to get a response. Чё молчишь? Ну, типа, наблюдаю. Но я устал немного тоже, потому что стрим уже больше 4 часов идет. Вау, Zeta 1 выиграла, что ли? Stunning stuff there. Moya Goku, a really standout player here, right? It's just insane that every time that rough super comes around, it's going to equal some environmental destruction. And that's really devastating when, you know, the topography... Да, 1-1 у них по Brawl Ball. Сейчас зарешает, кто победит, тот и забирает Brawl Ball. И смотрите, в финале они должны 7 этапов. Да, это значит, что они играют до 4 побед, получается, да? До 4 побед нужно сыграть. 7 этапов. Ура! Вика пишет. Да, тут не все так просто. Нужно любой из команд сделать 4 победы, тогда будет... ну, тогда они первое место займут. Точнее, побед надо дофига сделать. Я имею в виду, победных этапов нужно 4 сделать. So far though, it's going to be said they are controlling the ball and bringing it forwards now. But Chappy with a stun, Chitapo vulnerable, Kuru pushing it through. Oh, Chitapo mistimed it. It was a beautiful bait, but no finish to be had for Zeta Division 0. Chappy had the stun there, but the ball was just short of the goal line. It wasn't able to get through. Kenji desperately trying to throw these heals at Moya Goku. Kuru's not able to convert here. He's going to be stuck in the corner, and Kenji gets the better of him. Now a chance to breathe for Zeta 1. They need to heal up a little bit. Как думаешь, Паш, Зета победит? Я думаю, Zeta Division обязательно победит. А вот какая команда, 1 или 0, неизвестно.
the speed of Tensai is fierce. He's popping in now. Kuri moving forwards as well into an advantageous position to the Moegoku. Kenji, though, is in position. Those hills ready. They can't push it too fast, too quickly. They've got to time their runs here. But that is a 3 versus 2 situation. And nowhere for Zeta 1 to go. There it is, the double stun! That's what they were waiting for. Kuri's not healthy enough to walk it in, so it's going to be a teammate. What a super pass from Shitampo away from the goal. Сити темпом выбросил мячик, спас ворота. Но я за 0-0 болею, потому что, я уже говорил, потому что за них, во-первых, мало кто болеет, все за 0-1 болеют, а я типа в противовес болею, чтобы, ну, кто-то за них болел. Вот. Ну, а во-вторых, они выиграли трайбов. Это круто. Воу-воу-воу-воу-воу! Красавчики! Z0, 0. Тащит. Видите, не зря я за них болею. Even with Poco giving out so many heals. Surge not the most durable brawler. Even with, of course, Что-то очень часто пишут про какой-то спрей на чемпионате. Но если дадут какой-то спрей, то мы это с вами заметим. Может быть что-то в конце, да, когда определится чемпион мира, вдруг какой-то бонус нам дадут. Может быть. Я не знаю. Давайте смотреть. И лайк надо обязательно не забыть на стрим поставить. Zeta, you know, Max is the brawler which really made them so famous, and you're going to see in Brawl why it works so fantastically well. But at Shappy as well, he was able to gain so much value off the back of that Gale pick. He really was. Despite the poker heals, it just wasn't really enough there for Zeta 1. And again, I mean, I'm curious to see what the kind of numbers tell us here, because it's pretty hard to quantify Gale's impact, right? These super stuns are just absolutely ridiculous. Here's where they push in, right? That's the first one. It's the one in overtime that really kind of blows my mind. Shitampo there with a super pass, get the ball away from the goals, just buying enough time. You're done here. Look at that. Absolutely hammered. Now, no stun from that, but pushing them back is more than enough. Absolutely ridiculous. Так, ну что же, у нас следующий идет награда за поимку режим. Disgusting impact on that round is really displayed there, but we know, and we're telling the world, so I guess that's fine. I just want to point out as well, Moegoku stats there with 13 takedowns. I mean, really commendable round for him. С одной из этой никто не справлялся, они решили 2 допустить. Они более свободно играют, но тут знаете, что может быть? То есть может быть, что они делят призовой фонд на 2. И поэтому они играют свободно, на расслабоне, короче, и ничего не боятся. You know, to be training partners here, they're used to this pace of play, right? Other teams, we've seen it today, right? Some from Europe and NA to some degree, but just try and slow the game down a little bit, compose themselves, gather themselves. These two teams ride the lightning. They thrive in a maelstrom of brawlers, of supers being thrown around. This is their element, and they're giving each other and us an incredible show. Yeah, everything they've got to give as we go in now into Bounty and Canal Grande. I'm curious to see if we're going to see a Cole ban, because it's definitely the flavor of both of these two teams here, and this is what I love so much about a Zeta v Zeta. They both know all the tricks, and they're both banning out Janet, both banning out Penny, Buster on the side of Zero, and Ruffs on the side of One. The first draft is an Eve, an underrated brawler here, one that has, again, so much maneuverability. Так, ну что же, у нас идет награда за поимку, интересная карта. Ева взяли сразу же Z0, Тика берут. Также здесь очень неплохие сквики. Джин вообще топ имба здесь. Надо Джина брать, вообще уже давно было бы пора. Вот. Отис не забанен, понятно. And very map dependent, you know, Eve is one of those brawlers that just can really thrive here. Tick for control, but again, if you lose that mid ground, which a Max on the opposite side could well be something to encourage. It's going to be a struggle to gather spawn. Gene as well coming in for Zeta 1, and I
Как сделать донат? Ну, в описании под стримом ссылка первая ссылочка. You know, being able to light up enemies, whether it's like Vengeful Spirits or just your primary fire, making sure you're not getting crept up on, especially by Otis. Otis has super. You don't want him just walking at you out of a bush and getting an insta-kill. You just cannot afford for that to happen. Canal Grande is the kind of map where the fighting can get much more close quarters, and that makes sense to see Gale come up as a result. Such an interesting draft, isn't it? It's inside the mind. Лаки. Дополнительно работаю космонавтом. Между стримами, короче, иногда, между роликами. Like hog wild in the game of Brawl Stars. 2, find a team that's willing to follow you down that rabbit hole and play this ridiculous brand of Brawl. 3, question mark. 4, profit. 5, win. Well, Blue Star is actually kind of left relatively open there. Moe Goku will pick it up. Kenji just trying to keep Kuru low, and actually that's incredibly low. Thick head being ran on the gear side of things, and going out now to keep Kuru under pressure. Oh, he does get it taken down, but amazing start, really, wasn't it? Big head, I feel so seen right now. You know what I mean? Obviously, it's incredible. Так, Z0 заняли середину, не подпускают. И причем у них синяя звезда. То есть сейчас Z0 лидирует, лидирующую позицию заняли. I worry for sure Tampo there, because ultimately if Chubby wins that lane, he can then just go very, very quickly over to the right-hand side. Hatchling's coming in as well. The thick head goes out very swiftly taken care of, but it has broken up some of the bushy areas, and that will leave less space for their Zeta Division 0 to hide. Kuru doesn't need to do this. He doesn't have to go aggressive. Zeta Division 0 already have the lead, but he realizes he has a golden opportunity. Прикол будет, если в следующем году реально мы увидим 3 команды Zeta Division, там какая-нибудь Zeta Division 2, типа того, Zeta Division 3, ну что-то типа такого. Сейчас они их расплодят. Kuru goes down. It's the Blue Star that's keeping Zeta Division 0 together right now. 10 side with the phase shift, and the response 174 HP, and he's still going. Chitapo could have got there, but that puts 1 in the lead now. Zeta Division 0 need to get value out of this magic hand, and they need it in the next 10 seconds. Boy, Goku has the mute. 10 side's probably about to run headlong into it, but look at the moves. The phase shift to get him out of the way. On the left side, though, the magic Zeta Division 1 снова... Zeta Division 1 затащила. А в начале Zeta Division 0 тащила, но Zeta 1 перебила их, перебила. Но это еще не конец. You really got to keep up because the game goes so quickly, and it's not just because of the max, it's because of the thumbs of both teams. Chappie pushing really aggressively here into the mid, trying to keep Chitapo against the wall, and he is so low. The hatchling might even get him if he wasn't taken down by the shots, and Kenji now way out of position. 5 stars, and that Blue Star in the hands of Zeta. Опять снова Z0 побеждает в начале, но... Вау, красавчики, Джин вообще... Джин это очень мощно здесь. Я не очень понимаю, зачем Сити Темпо вообще взял Гейла, но... Ладно. Мне кажется, на этой карте Гейл не самый лучший вариант. He's got that exit strategy, but I can't say the same for Tensai. He goes down in a lovely pull yet again. 2-9. Остается минута. Но Z1 уже заняли центр, заняли середину карты. Can take some risks in trying to get even more stars. Even a trade here if it switched to Tapo with a net gain of 1 star. So keep that in mind. Might affect how Tensai gets aggressively. Zeta Division 0 giving up a lot of ground here though, Ark. Yeah, they are, but they can't go back this early into spawn. The Zeta 1 are going to punish it. The Chappie is going to be the first shot to go down, and there's... Вау, смотрите, Z1 их поджимает как жестко. Нифига себе, перебивает. Z1 перебила Z0 просто вот на 1 балл на последних секундах.
Ну все, это победа за 1. Да, это победа за 1. А теперь я понял, почему Гейла взяли. Гейл там как раз и помог двоих задавить. Goodness me, the cold, cool exterior there of Zeta Division 1 really proving all it's worth. 1-1, да. Представляете? Это будет долгие сражения этих двух команд. 1-1. Нави получили, да, 15 тысяч долларов. То есть те, кто вылетели первыми, то есть не победив никого, они все получили по 15 тысяч. Tensai was 0 actually, but Tampo, Moegoku, Kenji, all split. Everyone doing their bit. Tensai's on the max there as well, so definitely looking to be the aggressor and at least create openings here for someone like a Chapi, for example, to get in there. Big deep breaths here for both teams now as this is playing out like a classic Z1. Кто-то увезет этот кубок. Но он, конечно, не золото. To reiterate, last time these two teams played, it was really one-sided. Zeta Division 1 were all over it. Really looked very dominant. 15 тысяч долларов, но это приблизительно 900 тысяч рублей. And I'm glad they did because they're giving us an absolute banger of a game. You got to consider as well the fact that, Zeta Division 1, they are the MSI champions. There was only one slot available though in this particular region. Sit on the sidelines. Zeta 0. Watch them go. Watch them dominate the rest of the world. Go. What about us? Well, they got their chance here to make up for that and some. Double swoosh in the draft now coming in. Так, это у нас гемы, следующий этап. Zeta Division 1. Carl, Otis, and Gene banned out by 0. Yeah, I'm not surprised to see this. I think if either team is going to be more likely to go for the Carl, it's definitely Z1. Z0 has actually banned it on multiple occasions so far this tournament. They've also picked it, to be fair. They just didn't want to try and pick it up straight away. We talked about the Amber on double switch, right? Really important. Any map that's particularly verdant, want to try and clear some of that up, at least create an asymmetrical situation where you have more cover than your opponents. And the Gus is going to be there to follow it up. So that also means that whoever's playing that Amber can actually start to get a bit more aggressive, push forward a little bit more, because the more time you have in connection with that ability on your opponents, though, very quickly they burn down. I think it's interesting as well just how much Zeta Division 0 value that Amber pick, and again, it's the order in which they choose to draft that I just find the most fascinating. The Fang coming in my goodness. For Zeta 1, and that is a brawler that we just have not really seen much of at the World Finals so far, and Блин, такие вопросы спрашиваете. Павел, а вы правда озвучивали Пайпер? Павел, а как вас зовут? Давайте что-нибудь нормальное. Да, ребят, я тренировал обе команды Zeta Division 1 и Zeta Division 0. Я их личный наставник, поэтому они вышли в финал. Вот. Я изобрел Бравл Старс и озвучивал Пайпер. Сразу вам отвечу на все вопросы. It's a very, very aggressive lineup. More so for Zeta Division 1 than 0, but at the same time, the support network that really is there for 0, combining the Gus Shield onto Buster, he's going to be such a difficult one to shake, to take down. The positioning is really going to have to be considered greatly on the side of Zeta Division 1 to handle this situation. All right, so Moegoku and Kenji, looks like they swap here. Kenji just sent him on Kuro. I love that. He knows exactly what he can get away with. Kuro thought he was dealing with Fang. Turns out the Fangs
or even sharper as Kenji turned up. A Sharpie here, yeah, okay, so that matchup, Chitampo definitely not favoured in it. The Buster's going to be a problem in those head-to-head matchups. Roundhouse kick there to try and start on Sharpie, it's not enough. Yeah, Kenji as well has to retreat back away from this. He's now got to try and respond, but oh my god. Speed going to come in soon. It is Saints Division Zero that are really taking a fantastic position on the mid. Speed from Kenji there as well. Chitampo with as much support as he can give, but Chappie just locking it down. I love the position there, but it is going to be a Chappie that wins that lane. 4-4, так они очень агрессивно играют и равный счет. Очень так опасно и агрессивно идет битва, но все равно счет равный. Гемы никто не теряет. Gems are very evenly split though. Boy, Goku lurking here, waiting for that shield to go down. He goes in, but he didn't quite get as much on the back of it as he would have liked. Shield for Tensai as well, and he'll soak up some damage. Kuri pushing forwards, and this is scary now. Kenji on his own with the gems on the right-hand side lane, not even in the mid, in a very precarious position here. Speed coming in for his entire team, and a chance to push to prevent this countdown. Divine Soul's there for Moy Goku, so it's a little bit hard to get that damage to stick, but here's the countdown for Zero. They have so much map control, they've converted that into a countdown. Смотрите, Z0 вообще разносит нормально. Я за них болел сразу же, и видите, что они вытворяют. 17 кристаллов. Победа. Just goes to show though as well that it's not always about aggression, you know. Sometimes it's about longevity, about strategy and just trying to make sure that you're always in a good position. For Moy Goku, I'd like to see him just kind of take his time a little bit on this Fang pick. Try to really make those moments count, make it that 2 versus 3 and open up some space for him and his teammates to be able to capitalize and going in now at a lovely time. Roundhouse kick gets the takedown on Kuri now, surely not far away from Super either. Yeah, it's a bit of a trade in the end here. A Champi now wants to encroach on Chitampo's territory. Moy Goku's going to be able to return to ward him off. We have Kenji rotating out of the mid lane here. Tuning for, if I'm not mistaken. Почему YouTube не сделали бан на полчаса? Это вы про что? Кольта, да, рисовали с меня, да. Лаки, но как может быть не сильно быть загружен космонавт? Но ты сам понимаешь, тут пока ты поднимешься туда, да, пока там дела поделаешь, ну, как минимум часа 3 пройдет. Вот. Я как только, знаешь, стрим заканчиваю, я сразу же в космос. На следующий день прилетаю, сразу же стрим включаю, заканчиваю и опять в космос. То есть у меня, ну, не легкие, ну, работа нелегкая. Почти не сплю. Ну, я, знаешь, сплю, пока лечу. Так приятно, что вы читаете чат. Но у меня сейчас онлайн очень маленький, 560 человек смотрят. Goku could be crazy. He's gotten so far away. Takes one gust hit. Tensai has to shield himself. 3 seconds left. Kuru's bird comes in. Воу, пришли, забрали свое. Вот это, блин, прикол. Вот это прикол. Z0, блин, вот это вытворяет. Вот это, блин, выдает. Вот это жесть. Но они выиграли полностью гема, получается. Как я за них и болел. За 0. Сейчас будет сейф, да. Спайка тоже я озвучивал. Просто еще это... Не прогрузился голос. Программисты там что-то не могут мой голос наложить никак. Из космоса стримлю тоже иногда.
I mean, I'm at a bit of a loss for words, to be completely honest. Just what an amazing way to turn this around. This was fantastic. I mean, Kenji there, just superb. Boy Goku there with the perfect Эль Примо тоже с меня рисовали, позировал. Every single member of Zeta Division 0 just doing their bit and getting around the situation. I love that from a Chapi in those last few moments. Look at his 362 DPS. Absolutely. Несколько дней в космосе — это 4-5 лет на Земле, пишет. Ну да, я там в космосе на 5 минут посплю, а так как 8 часов поспал, короче. Поэтому я всегда, ну, бодрствую. Goku, despite all his damage reduction care of Divine Souls, he's not able to stay alive after all 3 players from Z0 turn up and start snatching up the cookies from his cookie jar. Chappie had 14 takedowns. 14. I mean, Павел to be fair, не очень понял, что он пишет. И Фрэнка тоже с меня делали, да. Вы уже видите, уже сами знаете все. Даже можете уже догадки не строить, тут уже все ясно. Уже тайна раскрыта, что с меня рисовали всех бравлеров, я их все озвучивал и создал Бравл Старс. Moments I wake up every day waiting for. It's just incredible. It really is. Say Division 1 as well, you know, when you look back at this year, you know, they were MSI champions. They were also the Season 1 Snapdragon Pro Series champions in the grand final against this very team on the other side of the stage, Say Division 0. It does feel fitting. Во сколько улетаете в космос? На самом деле мне уже пора. Я просто никак не могу дождаться, кто же победит. Меня тут ждет целая запускная, как бы, станция. Ракета там и все прочее. Там все сидят, ждут, кнопка уже, палец пульсирует на кнопке запустить. А я никак не иду. So much value off the back of that Gale pick, and Canal Grande just back and forth affair all the way through, and that moment there, great stuff, really was from Zeta Division 1. Может быть, ты сейчас в космосе? Блин, я не буду раскрывать все секреты. I really love this last round. Gem Grab always gives us some special moments, but again, we're seeing just how powerful these two sort of newer brawlers to the game can be. This Gus, this Buster combination. Very, very hard to slow a Chappie down. He doesn't have the highest fire rate either, right? But again, doesn't matter. He's durable. He has a heal for all of his team. And this was it. This was the moment. Chappie and Kuro both able to get away. Оу, так, голосовать. Что Фэнк может делать во время использования ульты? Блин, я не успел прочесть. Фэнк использует спрей. Может делать во время использования ульты, использовать спрей? А я хотел проголосовать заполнять налоговую декларацию. А что, реально спрей может использовать? Проверю сейчас. Так, сейчас проверим. Either way, players getting themselves geared up for the next draft to come and having a little bit of a breather. As you say, just trying to reserve some fuel in the tank and Фэнк может использовать спрей во время ульты. Так, берем Фэнка. What happens in moments like this? They do know what the next map is, right? So they have a chance to prepare for that. There's also the question of, okay, so the other team knows what we normally do. Is it worth really throwing a wrench in the works, mixing it up a little bit? And if we're going to do that, what is that? Have a chance to discuss that here. I think that's why exactly. Ну что, посмотрим, умеет он использовать во время ульты. Так, ну чё,
Пробуем. Получилось, да? Так, сейчас пораньше попробуем. Ну, вроде да? Вроде работает. Ну ладно. Короче, сейф. Ну здесь колет, да, имбовая. Бонни здесь... Бонни забанена. Кальта могут взять. О, это Нани. Нани здесь тоже крутая, очень крутая Нани. Really a no-brainer. She's been incredible in that role ever since she's brought into the game. But very, very quickly, we see Otis and Eve locked in. The amount of play rates and win rates that we've seen for Otis in this World Finals. So surprised that Zeta Division 0 wants to really prioritize that particular brawler. Eve as well here. Going to work out tremendously well, just being able to support on every given lane. Not going to need a wall break necessarily on that side for Zeta Division 0 for that very reason. And now, Zeta Division 1. Звук стрима громче. Звук... Подожди, звук... трансляции, точнее, звук чемпионата сделать громче или как? Это карты, где проиграли Нави. Да, они на многих картах. Они на всех картах проиграли, на каких играли. Но на этой тоже они проиграли, да. Но там была ошибка в том, что они не взяли Бель и взяли Лолу. Нельзя брать Лолу, когда соперники могут взять Бель. Ну, то есть они взяли Лолу, надо было им брать Бель. То есть, как бы, понятное дело, что соперники возьмут... Ну, короче, я считаю, что тут они немножко ошибились. Ну, не немножко, а мне кажется, сильно ошибились. Вот, Нани, как я говорил, Нани здесь неплохо. Ой, блин, испытание на Ниту я не прошел. Оно еще не закончилось? Я забыл про него. Да, испытание на Ниту я не прошел еще. Может, по-быстрому пройти испытание после... Ну, на стриме, короче. Кто со мной пойдет проходить испытание Ниты? А что с микро? Меня не слышно, что ли, или что? Раз, два. Должно быть слышно. Да, и КВ надо сыграть, Арчи, и испытание Ниты надо, наверное, пройти. Оно, наверное, закончится завтра с утра, но у меня режим сбит уже больше месяца. Я не могу уснуть раньше 8 утра. Я 8-9 утра засыпаю, а где-то в 2-3 часа дня я просыпаюсь, короче. Tensai getting run over. Tatampo knows to come across on the mid lane, and now it's Kenji's turn to put some pressure down. That is the audacity of that. It's just, I can't believe it. Warp blasting on the other side of the map at the start of the round. Zeta Division 0 took them a moment to realize what on earth was going on. Смотрите, Zero One просто разносит сейф. Они прямо решили чередовать победы и поражения, мне такое ощущение. Блин, базы, наверное, зря взяли 0-0. Все-таки это дальняя карта, здесь очень сложно на базе копить ульту. Просто никто не даст это сделать. Все дальников берут. Themselves off the mark is exactly what they need. They are behind in terms of sets, but now ahead in terms of games. I feel like this comp is much more rounded. You know, it's much. Да, Отиса тоже я придумал, да. But I think that the big mistake in that last round really was Zeta Division 0 leaving the nanny on the safe. Yeah, Tensai choke for Zeta. No surprises there. Yeah. Okay, Tensai pops the gadget there. Shitapo wasn't born yesterday, so. Нифига база от Мансил.
Ну, Баз против Колет ничего не сделает-то. Yeah, Tensai just knew there he couldn't really go in. Ultimately, he was probably going to go down regardless. He wants to be able to reserve that super at least now to have something of a high ground. But вообще, ну это была ошибка, мне кажется, брать Базы сюда, на эту карту. Сюда танков, ближников никто не берет. Но Баз вообще ничего не может сделать. Он не подойти не может, ничего не может сделать. Оу, наконец-то попал с ульты. They get rid of the offending Buzz, but a Champi now turns up. This is starting to break down into absolute chaos. Kuru can't finish Boy Goku there. Maybe he expects that he is in the back of the bush. I'm not sure, but he stops firing anyway. Колет прям изи перебивает Базу. Почему База именно на Колет идет по миду? На мид надо было Еву ставить, а Базу надо, наверное, по флангу пробовать было идти. Баз идет по миду, наверное, чтобы за ящиками прятаться. Фиг его знает. Вау, смотрите. 0-0 сейчас уже нанесли урон какой-то по сейфу. Смотрите, поменялись. Вот теперь нормально, что Баз идет без Колет. Вау, смотрите, 0-0 сравнивает счет пока что. Но еще неизвестно, кто затащит сейф. Еще один бой. I think 1 minute something doesn't work at all, and it just is showing clear signs of being a potential miss. And then you see why all the time there was a strategy, a game plan behind it. But now, the reset. Will Days Division 0 be able to do that again? Да, Базу сливать. Вот Баз на Колет вообще нельзя идти. То есть если Колет на мид, Базу надо менять. Division 1 safe though is from Kuru, 4% to his name. Shappy healing up now, and I was surprised to see him come back so aggressively so quickly, but the Bat Splatter is down, and Kuru, the egg, now gonna bring out some hatchlings. Morgoth doing his best to try to defend this, but struggling a little bit, but now maybe a chance of grace to be able to get forward. Вот Баз вообще ничего не может сделать, вообще очень сложно. Не то, что у них игрок плохо на базе играет, нет, здесь просто Базы нельзя вообще, не надо брать. Я не знаю, как они додумались взять Базу. Колет, видите, выносит его за 3 секунды. So far for Days Division 0. Now Days Division 1 coming back with some shots of their own. Chappy trying his best to be able to 2v1 this right-hand side lane. Tensai missed there. I think a gadget onto the safe as well, so that's going to take a bit more time to get him. Вот, видите, Баз там вообще не может подойти. Колет его раз и вынесла. A fantastic job of it if he can get down Kuru now and help his team. Kenji! He went down to the mute, the ticking damage eventually got him, but Chappy is winning a 1v2 lane somehow. Boy Goku wants to pressure down. Блин, зря Баз прыгнул на Колет с ульты. Надо было Базу прыгнуть на сейф. Но, видите, Баз даже дойти не может, и его выносят раньше, чем он доходит. А ульту копить ему нереально сложно. 11% Оу, и 3-1, 1-0, 1-0%. Что? Что? На 1%. А кто выиграл-то, кстати? Что-то я не понял. 0-0 выиграли? Да, 0-0 выиграли, по-моему. 0-0, что я говорю? 0-0 считать. Типа, Z0, Z0. Да, жесть, жесть. Итак, смотрим реплей. Повтор. 3% остается. 1-0. Подожди, это была первая игра, да? Это была первая игра. Это вторая игра была.
Здесь каким-то образом Баз пробрался. И Колет не смогла его назад вот так вот вынести, и это была первая победа. А вот последняя, это самое интересное. На 1%. Как вообще произошло это? 3%, 1%, 0%. Блин, вообще 0,1%. Побеждает Zero 0. Уже третий бой подряд побеждает Zero 0. Zeta 0. Zeta 0. Насколько равные команды, что такой момент случился. Да, еще учитывая, что за базу это было капец как сложно там играть. Ну, по-хорошему, базу-то не должны давать подойти вообще к сейфу. Не давать ульту копить на этой карте. Ему там очень сложно. Еще и Колет на базу идет, но вообще unreal. Но затащили каким-то чудом. Stalwart defense combined with Kuru. Love to see it. They ignored him. They ignored the Eve so much of that round. Big mistake. What an advantage now. Say to Division 0. Who would have thought it, honestly, of that draft? And it just blows my mind. It really does. Can I wait to see how this next one fares and whether Saints Division 1 can Когда финал? Да это уже финал. In this series. It's unusual to see them as behind as they are at the moment. But nothing but love between these two teams. When the game is running. Сейчас, если выиграют горячую зону Zeta Zero, то они Zeta Zero займет первое место и станет лучшей командой мира. Crow's primary fire, when you're trying to catch to the point, you are going to expose yourself to slowing toxin, and that's when things can start to get dangerous. I'm glad to see as well that Zeta Division 0 are banning out the mech. You know, it's one of those brawlers which is so dominant in the current meta for Hot Zone Squeak. Poco as well banned out, Penny, Otis, and Max banned out on the side of Zeta Division 1. I mean, you have to ban Poco Meg because Zeta Division 1. Что у нас там по испытанию? Испытание Ниты, да, последние часы. So if you can't counter them, just ban them. Just be done with it. B gonna be locked in here for Zeta Division 1 alongside the Roughs. Ну там по одному бою, там мы за 3 секунды пройдем. Кто со мной пойдет играть испытание Ниты? Есть такие? Там с Твинка, может, кто-нибудь. Не знаю, кто сидит на стриме, кого я знаю. Я все пишут. Не, ну кого я знаю. Арчи, у тебя есть там Твинк или... Твинк, да, есть. Если хочешь, можем с тобой сыграть. B is definitely going to have a range advantage here, but bringing Brock in will help answer that. Rocket Rain can also demolish the safe part on the left-hand side of the map for your opponents. Looks like a pretty robust draft so far. Слушай, Арчи, а ты у меня есть в Дискорде-то? Можешь написать свой Дискорд, я тебе кину в друзья заявку. Или у тебя нет Дискорда? А помните, что Zeta Zero могли вылететь в первый же день, в первом же бою против команды Clash? Видимо, Clash нереально сильная команда, так как ну просто не повезло, что они попали с Zeta Zero. Rocket Rain there from Kuru. Perfect spot for it. Everyone just keeping their range. And I did feel like the comps may be all designed to rush the mid. It seems like that was the
early intentions. Now they start to take their lanes. Great slowing toxin. Machabi, Tambo jumping away, and now the objective just seeping itself in to Zeta Division 0. You're not getting Janet, probably pretty frustrating there for Zeta 0. They used a cookie popper as well to try and secure that elimination. Notice that Sharpie's using shield gear here, where he wants to make sure as much as если не получится, кинешь в телеге в группе. Окей. Ну, наверное, да. Но у тебя Дискорда нет, я так понимаю? Zero now go up to 54%. The score 60 now, and only 6 on the side of Zeta Division 1. They really need to get into this game. Time is not on their side right now. It's getting close to 70% now. The retreat is there for Zeta Division 0. Zeta 1 now take their mantle in the mid. A lot of info here for Shitampa. They drop the beat to Noim, but they're going to be able to blow up those 3 barrels and get rid of that gadget as well. Но здесь, смотрите, Z1 практически победила. Не-не-не, это Z0, короче, побеждает, оказывается. А я смотрю, типа, Z1 заняли центр. Оказывается, они так чуть-чуть позанимали. Временно заняли центр. Лаки, я не читал, я видел, что там много всего написал. Я не читал, я завтра буду читать. Сегодня даже не буду читать. Завтра перед стримом тебе напишу, прочту, что ты написал. Завтра буду стримить Mobile Legends. Contest the hot zone while he's airborne. He knows that it's essentially chalked at that point. The Brock gets a lot of value, a lot of wall break here on the side of Zeta Division 0. They stand on the precipice of becoming your Brawl Stars World Champions for 2022. One more round, and they'll be home. Championship point. Such a daring thing to stare down the eyes, stare down the barrel here. For Zeta Division 1, but if there is any team that can bring a comeback, it's got to be them. They have got a better start. It's got to be said. 20% now and counting, and especially this time Zeta Division 0, they're a bit slow to the mark. Slowing Toxin there because the Charpy hits 2 members of Zeta Division 1 with primary fire. That's enough to force them away. Kuru wants to try and clear the map, but he still doesn't see Moya Goku coming out of the bushes. Just 18% accrued for Zeta Division 0 here. It's okay, but they're definitely behind the 8 ball so far. Tempo favors Z1. Chappy now with shield pushing his way forwards and slowing Toxin onto Shitampo. It's a great maneuver there, like just tick down all the way. Kenji's got to go. Yeah, he's so low, and now Chappy trying to finish him off. Oh, that's from the base from Shitampo. It was beautiful, but not enough now. Tensai still holding firm in the mid, juking Moya Goku there as the Chappy will go down. The slow not going to connect there either. It's so close. It's a 2v2. Kenji is still behind enemy lines, and he is causing a lot of problems. He has no sandbags left, though. Сейчас примерно равная, смотрите, игра вообще. А у них во многих, кстати, моментах были прям очень равные бои. Мне кажется, они друг с другом очень часто играют, и у них есть схожие манеры, ну, игры, какие-то тактики, поэтому им тяжело друг против друга. 55% apiece, 1 minute 30 remaining, but Zeta Division 0 trying to find their way back in. A supply drop handover from Kenji to Shitampo. It's neck and neck, it couldn't be closer. The shield though available to Tensai is going to encourage a big meaty push coming in for the objective. Charpy doesn't have the durability, that's a problem. Tensai might need to think about using that super pretty soon. Zeta Division 0 playing it safe, but they need to get that percentage. It's even again. Zeta Division 1 bring it back to 62 apiece. Drop the base thrown down, but it's going to be dispatched just as quickly. Moya Goku misses the empowered shot. A second one going wayward here. And Charpy going to get shielded now as he goes forward. The Crow is diving. Смотрите, равно прям идут. Но сейчас Z0 захватывает побольше. Опять выравнивают, капец. Но и побеждает Zeta Division 0. И это полностью их победа чемпионата мира по Бравл Старсу. Вот они определились победители. Zeta Division 0 стали победителями 2022 года чемпионата мира по Бравл Старсу.
Вот это, блин, жесть, ребята. Сейчас, возможно, нам какие-нибудь тайные разработчики раскроют обновление или еще что-то. Фиг его знает. Короче, смотрим. Может быть, нам дадут спрей за то, что мы досмотрели до конца, о котором сегодня весь стрим кто-то говорит. Не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Ты будешь стримить под вечер? Скорее, ну, возможно, так, да. Кто стал MVP игроком? Блин. Ну фиг его знает. Да, Чапи пускай будет. О, никто за Чапи не проголосовал. Ну ладно. Кто выиграл, Z0 или Z1, пишет в чате. Вы что, не смотрели, только сейчас подошли. Z0 выиграли. Всем привет, это я, брат Павла Шампанова на сцене. Ура! Братишка мой пришел. Шампанов не смог приехать, я за него. Я пришел поболеть за Z Division Zero, потому что Z Division 1 совсем другая команда. Ну да, они очень похожи, у них похожие названия, они и ростом похожи, и по возрасту, но это две разные команды. Запомните это раз и навсегда. Смотрите, вот смотришь на них, и разница все-таки есть. Вы точно не одна и та же команда? Вы не сами с собой сейчас играли? Может быть, вы нас всех обманули? Вы знаете, мы научились изобретать клонов и сделали клон нашей команды. Специально, чтобы всех обмануть и всех обыграть и показать всем, что клоны могут все. Ну да, вот эта технология, мы не знали. Да, вот это мощно, вот это мощно. Возможно, в следующем году их будет уже больше. Никто... Да, согласен. Мы будем в шоке, если Z Division будет вторые, третьи, пятые, и будет все команды Z Division. Битва клонов мы назовем Бравл Старса 2023. Вы остановитесь клонировать ваши команды, или это только начало? Может быть, вы перестанете это делать, потому что как-то не очень, ну, со стороны кажется справедливо, что одна и та же команда играет и постоянно... Но вы знаете, это только начало. Мы начнем клонировать. Мы склонируем вообще все на свете. Да, они будут клонировать, начнут с нашего кубка, который мы их дали, и раздадут всем командам. А потом они начнут клонировать деньги, которые они заработали, и тогда не будет вообще смысла проводить такие чемпионаты. Вам точно нужны 400 тысяч долларов за первое место? Может быть, хватит доллара, и вы склонируете его 400 тысяч раз? Вот так вот по кругу. Да, мы могли бы склонировать 400 тысяч раз доллар, но лучше склонировать 400 тысяч долларов. Когда взял переводчик по скидке. Ну да. Z Division Zero победили своих клонов! Ура! А я за них болел.
О, Firestorm, ты раз здесь, давай, с тобой, с Арчи сгоняем в КВ. Сейчас, после того, как закончится это... Не знаю, сейчас может какой-нибудь бонус, какой-нибудь подарок там или еще что-нибудь будет. Или какой-нибудь спойлер будет, обновление. Ну, мало ли, возможно, что-нибудь в конце они заготовили. Короче, Firestorm и Арчи, прямо сейчас заходите в Бравл. Давайте, чтобы мы добавились в руму, чтобы потом мне на стриме вас, ну, типа там... Ну, чтобы мы уже в руме были. Давайте, залетайте. Firestorm, залетай в Бравл. Мы уже в команде. Так, все, мы в команде, отлично. Firestorm, а ты на твинке прошел ИСПУ? Напиши где-нибудь. Меня уже клонировали. Я тебя понял. Я, кстати, видел твоего клона, Firestorm. Это... Ты прошел ИСПУ на твинке? Спасибо за просмотр. Увидимся в 2023 году. Я понимаю, Арчи, что ты можешь с твинка, но нам же нужен третий там. Я поэтому спрашиваю, Firestorm с твинка прошел или нет? Firestorm, напиши где-нибудь. Я не знаю, где ты напишешь. Все по ходу дела, да? То есть никаких там подарков, спреев нам не подарят никаких, да? Ну ладно. Тогда мы поступим вот таким вот образом. Опа-на. Блин, не видно и Бравл Старс. Сыграем КВшечку и съедим пюрешечку. Погнали. Такс. Firestorm, на стриме сек. На какие сек? Firestorm, пошли в бой. Покажем наш чемпионат мира. Фоксик, ты здесь, блин. Тебя просто не было. Тебя не было онлайн. Но мы пошли уже с Арчи, Фоксик. Ты тогда сыграй с кем-нибудь еще, Фоксик. Не обижайся. Я про КВ говорил несколько раз, но тебя не было на стриме, короче. Я именно на стриме хотел сыграть. Мы баним здесь что-то, да? Да блин, короче, забанил, что попало. Так, ну, Арчи, давай смотри, что ты там хочешь выбрать. Здесь Бо хорош, может, ты Бо возьмешь на мид. Ну, а потом можешь мне его передать, например. Ну, как хочешь. Так, с Firestorm. Так, Firestorm. Ну смотри, Брока ты того же можешь взять, Карла можешь взять. Что тебе больше нравится? Бонни. Бейль. Ну, выбирай, что хочешь. Так. Так, что же мне взять? Давай Брока и поменяемся с тобой тогда, Арч, окей. Я возьму Бо, а ты возьмешь Брока. Прыжок тебе взять или... Так, или ракету. Сейчас посмотрим, что у них будет.
Ну, пускай будет ракета. Да, давай, меняемся. Угу. Ну, вот так вот. Погнали. Я на мид иду, вы идете, давайте по бокам, короче. Вот, ребята, чемпионат мира мы тут устроим. Файршторм, ты что вытворяешь? Что это было за чемпионат мира? Кто ж так играет на чемпионате мира, Файршторм? Ты видел, как стрим называется? Чемпионат мира по Бравл Старс. А ты как играешь? Собираемся. Отлично. Килл. О, смотрите, Отиса. Все берут Отиса после чемпионата мира. Вы видели? Они смотрели чемпионат, мне кажется. Такс. Мне кажется, не просто так берут Отиса теперь все подряд. Они что-то знают. Опять Отис, блин. Смотрите, чуть не погиб этот Отис, и я его добиваю. Отлично, отлично, отлично. Вот так вот. Чемпионат мира от Павла Шампанова. Воу-в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 оу! Ах ты жук. Вот почему они все берут Отиса. Ультой попади называется, и все. Но это наша победа все равно, но нужно еще раз сыграть. Так, ускакала Ева, блин, добили, отлично, а я добил. Даже не понял, кто добил, оказывается, я. О, еще один килл. Супер. Так, отличная минка. Топ-минка, топ-минка. Ева не знает, наверное, про минки снизу. Хотя Пик его знает. Отлично. Видите, прям вот чемпионат мира у нас в прямом эфире. Опа, опа, отлетел красавчик. Команда Шампанчики. Вот так вот играла бы на чемпионате мира. Че, ребят, в следующем году команду Шампанчики будем болеть за команду Шампанчики? Так, ладно. Погнали.
Так, что у нас? Я просмотрел, кому мы баним, себе или им, ну да ладно. Короче, давай Карлитоса забаним. Ну, короче, Файршторм, смотри там, кого хочешь. Грифа можешь забанить. Отиса, как? Давай, Отис. Так, кто у нас первые? Они делают выбор, да? Ну да, Биа на мид хорошо. А потом можно на Файршторм, да, можешь взять и Бастера. Бери Бастера. Правда, тебе Сквику пофигу на твою ульту. Не забывай. Так, что же нам сделать? Что же нам взять? Ладно, короче, гриф у меня будет. Короче, как-то так вот. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, гриф, а вот только сейчас я увидел. Ну да, я как бы гриф. Я и думал генерал Гавса взять вместо грифа, но я его не нашел. Может, он забанен был. Так, давайте-ка. Вот так вот ульты одна за одной. Вот так вот, ребята, надо было играть на чемпионате. Ну, конечно же, я шучу. Мы играем против неизвестно кого. Как добить 1000 очков? У меня 865. Блин, не повезло, чел. Но уже никак, уже чемпионат закончился. Во-во-во, блин, нифига, блин, закидали, заспамили. Просто заспамили меня. Арчи, если что, туда мяч заныкать и все можно. Видали, блин, как Шампанов Мансита и всех раскидывает. Вот так вот, ребята, блин. Такие делишки. И ультецкие на прощание, короче. На прощание ультецкие просто так вот закинули и все. И взорвем чуть. Не взорвалось. Так, ага. Еще один бой с ними. Яростный Тара ее получил, когда угадал, кто победил в финале. Понял тебя.
Блин, ну тут меня вообще заспамили снова. Фаершторм, ты без хп, аккуратнее. У тебя хп не было. У тебя любая тычка, ты бы сейчас отлетел. Так, Арчи, давай его останавливай. Че, гол, что ли, нам будет сейчас? Да. 1-1. Ну, изи гол. Так, это броубольчик был. У нас, кстати, что у нас там в КВ? Блин, а чё мы не на первом месте? А, ну КВ только сегодня началось. Ну да. Погнали. Так, а теперь у нас мы первый выбираем. Это ограбление. Но если мы первый выбираем, то давай что, Рика не будем банить. Не, блин. Я имел в виду Рика оставим себе. Типа того, Рика здесь имбан. Ну ладно, блин. Окей. Рика забанили. Ладно. Ну без Рика, чё. Фаершторм, можешь взять кольта. Какая Шелли? Ну возьми кольта. Була, блин. Ты чё? Давай я Бель возьму. О, отлично. Там как раз этот мистер Пи. Так, 3, 2, 1. Погнали смотреть. I'm shoulder to the holder. И вот тут можете сломать вот этот участочек, чтобы они не прятались за ним. Который вот возле нас. Там Кольт или Брок, я не знаю. Сломайте вот эту штуку, да. Ага, вот, отлично, супер. Блин, у меня гаджет не тот. Я хотел ловушки ставить. Ну ладно. Это я прожал гаджет, а оказался совсем не тот. Может, это и есть чемпионат. Да, кстати, это может быть и мы сейчас чемпионат смотрим с вами. Чемпионат Шампанова по Бравл Старс.
Блин, а что нас поджали? Что нас поджали? Давайте, соберитесь, блин, сейчас у нас минус сейф, все. Только я один раз всего за всю игру умер, один раз. Я всю игру нормально так по всем накидывал. Только стоило мне умереть, у нас минус сейф. Не, ну это поражение. Ну как, не поражение еще? Давайте, соберитесь, соберитесь. Фаершторм, соберись. Вот. Старайтесь, Фаершторм, у тебя основной урон. У тебя основной урон по сейфу. Старайся как можно больше сейф дамажить. Потому что я урон очень слабый наношу по сейфу. А у Арчи тоже хороший урон по сейфу. Арчи, старайся побольше в сейф стрелять. Видишь, он убежал. Ну и хрен с ним, стреляй по сейфу. На Джесси можно забить вообще Фаершторм, если у нее нет ульты и пофигу на нее. Главное, что она без ульты, и типа можно вообще идти на сейф, вообще на нее забыть, что она вообще есть в игре. Она страшна только с ультой. Вот снова на Джесси можно забить. Бейте сейф. Джесси внизу и пофиг на нее. Давайте сейф. А, вот Джесси взяла ульту, но все, нормально, нормально. Сейчас хорошо, собрались. Давайте так же, короче, в том же духе. То есть лишний раз лучше тычку сделать на сейф. Если видишь, что соперник убегает, там, ну, типа, ну, тебя не атакует, короче, свалил, там, пытается отхилиться, да и хрен с ним, короче, сейф фигачим. И Джесси, если без ульты возле нашего сейфа, то тоже пофиг на нее. Вам в основном это... бей сейф, Фаершторм. По большей части сейф бей. Я большой урон сейфу не нанесу. Я постараюсь вас дефать, короче. Вот. А вы сейф побольше дамажьте. О, у нее ульта, у Джесси ульта. Надо срочно ульту сбивать. Фу, блин, еле отдефли, короче.
up the heat. Show some respect. Блин, опять этот ульта Джесси. Can't do everything myself. Да блин! Hold on, gang. 13%, капец. Но нормально, выиграли. Все катки выиграли. Так, ну что, короче, давайте сейчас... Так, как нам это сделать сейчас? Чтобы СПУ по-быстрому пройти. Угу, вот так вот. Вот так вот. Короче, заходите на... Арчи, ты запомнил код? Либо зайди назад, запомни код румы, чтобы зайти в эту же руму. Паш, в следующем году поедем на чемпионат? Не, вряд ли. Я скопирую. Откуда ты скопируешь? Ну ты запомнил? Заходи в руму. Firestorm тоже заходи с твинка. А, ты прошел уже с твинка, да? Я уже прошел СПУ. Не, снова прошел. Так я тебе говорю, на твинк заходи. Ну и пофигу, слышишь, не слышишь. Я думаю, что там легко будет все. Сейчас за 3 секунды пройдем. Там надо-то сыграть несколько там боев, 5-6, я не знаю. Арчи, ты заходишь в руму? Напиши, я скопирую, прими обратно. А ты... А где ты? Прими обратно, я не вижу. Блин. А где ты есть? Тебя в онлайн нету. Я не очень понимаю, Арчи, ты заходишь сейчас или не заходишь? Создай руму. А, создать руму новую. Так, вот я новую руму. Приглас кидаю. Firestorm, сейчас тебе тоже скину. Так, Firestorm, я тебе скину сейчас в Telegram. Все, скинул тебе в Telegram. Заходи. В чё в чатике? Кикни основу. А, ну ты сам вроде бы кикнулся. Все, Firestorm тоже зашел. Короче, ребята, сейчас мы пройдем испытание Ниты по-быстрому, короче. А, вот как раз мапа, да? Джин, эту Рика сюда вот идеально подошли бы. Ну и третьего перса. Кого-нибудь третьего. Ты за Рика хочешь? Угу. Так, давай я до Джина возьму. Firestorm, сейчас посмотрю, что у тебя. Так, так. Ну, возьми Карла, что ли. Или ты как, на Карле? Если ты не очень на каком-то из персов, то Firestorm можешь поменяться с кем-нибудь из нас. Нормально на Карле? Тогда нажимаем готово. Погнали. Как ты думаешь, команда Стамина могли бы в финал дойти?
Стамина. Они кому проиграли? Они The Division проиграли или кому-то другому? Неужели кто-то еще играет в это испытание? В последние секунды, последние часы. Оно шло 5 дней. Это я забыл пройти, а? А кто-то играет и вроде бы нормально там типа пытается играть. Не абы как. А, блин, я ульту слил, капец. Зря ульту слил. Но все равно сейчас, я думаю, по-быстрому тут всех разнесем. Я играю с сокланами. Это оба моих соклана, ребят. Если кто вдруг не понял. Кто это? Кто это? Кого это я позвал? Блин, опять промахнулся по ней. Так, отлично. Что мы получаем? Забрать награду. Стой. Ладно. Броубол, да? Броубол. Здесь на мид надо взять Бея, наверное. И что-нибудь по флангам. Такс. Какого-нибудь, может, Гейла взять. Давай Гейла возьму. Файршторм, ну что, оставляй Карла тогда. Если хочешь, поменяемся, возьми Гейла. Как хочешь. Все, погнали. Да, онлайн вообще сейчас весь пропадает. Ну, конечно, 12 ночи. О, блин, я по миду пошел. Вау, отличный гол. Отлично. Ну, так бы все каточки сейчас по-быстренькому из спа залетит. А что, у меня там еще какая-то тема в квестах? Нужно в режиме Броубол 15 побед. А, ну там еще день есть. Ладно. Дальше что у нас там? Гемы? Гемы. Но здесь на мид можно было бы взять какого-нибудь бо, чтобы мины там расставлять. Так. Так, Файршторм. Возьми какой-нибудь Сэнди, Эмс, что-нибудь такое.
Такс. Блин, ну вообще пофигу, кого брать-то на самом деле. Ну ладно, возьму какого-нибудь Карлитоса. Погнали. Фаершторм не в сети. Что у тебя? Сэнди нигде не берут, говорит, после выхода Бастера. Ну возьми Пока тогда, я не знаю. Можешь взять Пока, если не Сэнди. Или Эмс. Я могу вообще Бастера взять. Хотите? Давайте Бастера возьму. Ну и все, и погнали. Сэнди уснул. Ну да, как обычно, нормально. Ну, нормально там держался. Прям, считаю, у них на базе. Возле респы. Изи. Так, дадут мне эмоции, нет? Да какое 100 гемов? Вы чё, блин? Где эмоции? Так, ограбление. Такс. Грома, думаешь, взять? Ну, окей. Тогда Фаершторм. Возьми... Ну, возьми кольта, что ли. Иди и сразу ломай стеночку справа, короче, на кольте. Вот. Стеночку справа. Так, ну я возьму... Кого же мне взять? Кого же мне взять? Давайте Карла возьму. Погнали. Так, Фаершторм, ломай стеночку там, да-да-да-да-да-да. Карл is my name. А тут-то зачем сломали? Тут-то не надо было ломать. Ну ладно. Хотя уже все равно мы там сейф сломали. В принципе, пофиг. Так, опять 100.
Где эмоции-то вообще какие-нибудь? Здесь можно либо против танков, либо за танков. Давай возьмем... Блин. За танков или против танков? Что хотите? Давай на танках тупо сыграем, короче. Розу берите. Например, еще какого-нибудь танка и Пока. Не, Роза нужна, чтобы кусты фигачить. Ульта на кусты. Так, а я тогда Пока, да, возьму. Блин, где Пока? Пока. Вот ты где. Так, но я беру на хил. Не на урон, а на хил. Ну все, погнали. Вау, блин, а я отлетел за секунду, я даже не понял от кого. Да что это такое, блин, откуда там мины? Так, ладно, зря, наверное, это Пока 2 танка мы взяли. Я вот думал либо против танков тоже вот Бо взять, там вот это вот все, Тару. Так, надо сейчас как-то выруливать. Так, отлично. Вау. Супер. Хилимся. Слева минки, да, Арч, правильно. Тут минки еще 2. Так, никто не умирайте. Отлично. А я еще звездный игрок. Так, забрать. Ну тут хотя бы эмоции. Хлопающая нита. Блин, там сколько их? Горячая зона. Здесь надо взять Фрэнка, Пока и Гейла. Фрэнк, Пока, Гейла. Гейл с пружинкой. Ну, хотя можно и без пружинки. Можно с этим. Ну, чё, погнали. Мы тогда, Файршторм, с тобой идем налево, а Гейл идет направо. Короче, Пока ходит всегда с Фрэнком, а Гейл в соло ближайшую дефает. Файршторм налево, ну ты куда идешь-то?
Изи. Так, забрать. О, отлично. Следующее у нас нокаут. Ну, давай, короче, возьмем Бо, Тару и этого, как его, Карла. Фаершторм, Карл или Тару возьми. Возьми Тару. Ну ладно, я возьму Тару, окей. Ну все, и вначале просто идем, заходим в кусты, ставим тотем и сидим. Все, короче. И ждем их. Смотрим в телепорте, кто к нам придет. Да они сейчас пока вдуплят, где мы есть. Так, ульта есть, все отлично. Так, ульта у меня есть, все, идем. Эх, Фаершторм, Фаершторм. Ну, мы можем вообще на миду их ждать, у нас тут минки. Что-то там есть? Изи. Так, следующее броубол. Но здесь тоже можно на мид Бея взять. Я возьму база, ну оставь Карла, да. Ну, погнали. Или Гейла возьми, Фаершторм. Ну, смотри, как хочешь. Так. Вау, у них там Шелли. Они все тут сидят. На, пас. Бей. Такс. Поздравляем, вы прошли испытание. Вот это да, вот это неожиданно. Вы получили иконку игрока. И еще вы получили вот такую иконку Ниты. Прикольно, прикольно. А еще что? А еще вот такую иконку Ниты. О, вот это да, вот это неожиданно. Интересно. Ладно, ну что же, ребята, всем спасибо. Это был капец длинный стрим. Больше 5 часов он шел. Я сам такого не ожидал.
Вот. Всем до завтра. Спокойной ночи. Хорошего вам завтра дня. Всем пока-пока.